История начинается с того, что полуголый мужчина в маске только что победил монстра. Странная девушка, которая, похоже, выпила слишком много энергетических напитков, наблюдает за происходящим и радуется, что темный лорд повержен. Лучидор, похожий на борца, с гордостью смотрит, как чудовище исчезает, а солнце выходит из-за облаков. Его зовут Сунараку, и странная девушка снова хвалит воина. Она говорит, что это было долгое и трудное путешествие, и Сунараку не может с этим не согласиться. Затем Сунараку неожиданно взмывает в небо и восклицает, что Фарии пора уходить вместе с темным лордом. Затем он оказывает ей огромную услугу, ударив ее по лицу ногой и сказав, что она настоящая угроза в этом мире. Мы видим, что Сунараку на самом деле играл в игру. Он с гордостью заявляет, что наконец-то победил и отомстил за все, что ему причинил Гаргулья. В этом мире игры, основанные на графике, считаются устаревшими, а игры с полным погружением в виртуальную реальность стали нормой. Под небольшим количеством значимых работ скрывается огромная куча релизов, дизайн игр которых не соответствует их улучшенной графике. Эти игры называются мусорными. Хотя большинство людей справедливо презирают мусорные игры, есть те, кто с радостью их ищет, и таких людей называют фриками. Наш главный герой по имени Рокуро – один из таких фриков, и он заявляет, что слухи были правдивы, и игра, в которую он только что играл, это огромная куча мусора. Рокуро сравнивает свои ощущения от прохождения плохой игры с чувствами заключенного, который выходит на свободу. Затем этот псих задумывается, в какую игру он поиграет дальше, и мы узнаем, что он известен как охотник за плохими играми. Когда он спускается вниз, мы узнаем, что его мама тоже немного странная, потому что Рокуро говорит ей, что одна из ее бабочек улетела. В школе какая-то девочка преследует Рокуро и придумывает, что ему сказать. Она решает спросить его про видеоигры и ждет подходящего момента, но ее опережает другой парень. В игровом магазине Мана владелица надеется, что летние каникулы принесут ей больше клиентов. В магазин приходит Рэй, преследовательница Рокуро. Мана точно знает, зачем она пришла, но говорит Рэй, что Рокуро сегодня нет. Рэй слишком стесняется признаться, но Мана говорит, что это здорово быть молодой и влюбленной. Мана объясняет, что Рокуро был занят прохождением очень сложной игры, поэтому его давно не было. Она показывает ей игру под названием Chronicle of Feria Online и говорит, что это легендарная плохая игра. У всех союзников в игре ужасный искусственный интеллект, враги нападают без всякой логики, а в коде полно ошибок. Игра очень сложная. Чтобы победить первого босса, нужны серьезные навыки, поэтому многие игроки сходят с ума и бросают свои гарнитуры, как сумасшедшие дегенераты. Вдобавок ко всему, она слышала, что игрокам приходится сражаться с финальным боссом в шортах и маске. В этот момент появляется Рокуро, который ищет новые игры, которые могли бы выйти. Он подходит к прилавку, и мы узнаем, что Рэй настоящая трусиха, потому что она тут же убегает. Мэйн в шоке, увидев его, а Рокуро с гордостью заявляет, что он прошел онлайн-игру Хроники Ферии. Рэй наблюдает за ними из-за угла, как настоящий сталкер, и слышит, как Рокуро объясняет, что игра была полным отстоем. Хуже всего в ней была главная героиня Ферия. Из-за нее у него возникали проблемы на протяжении всего путешествия. Она все только усложняла и убивала жителей деревни и членов группы. А еще она никогда не несла никакой ответственности за свои поступки, потому что всегда могла обвинить во всем последнего босса. Хотя босс ни в чем не был виноват, и Ферия была проблемой. Рокуро продолжает ругать эту игру, объясняя, что если бы он хоть раз толкнул Ферию, чтобы выплеснуть свое раздражение, она бы просто обиделась. Она бы никуда с ним не пошла и отказалась продвигать сюжет. Автосохранение оставляло его в таком положении, и ему приходилось 3 часа ждать, пока психованная девица сменит гнев на милость. Мэйн удивляется, что он не сдался, что логично, ведь тогда он мог бы жить нормальной жизнью, но Рокуро объясняет, что так они тебя и ловят. За 3 минуты между победой над последним боссом и началом титров ты можешь избить сумасшедшую девчонку, не боясь возмездия. Рокуро отмечает иронию в том, что чем больше его раздражает фея, тем больше он хочет пройти через весь этот мусор, чтобы испытать 3 минуты рая. Этот парень явно слишком серьезно относится к играм, потому что когда наступает момент блаженства, все его разочарования как будто исчезают. В этот момент он чувствует, что понял, зачем он пришел в этот мир. Рэй почему-то улыбается, слушая это, и Рокуро объясняет, что игра была слишком хороша. Теперь он не знает, что делать дальше. Мана предлагает абсурдную идею не играть в игры. Она объясняет, что переживая неудачи в жизни, можно ценить успехи, но верно и обратное.
Мана знакомит его с более серьезной игрой, виртуальной реальностью, в которую играют более 30 миллионов человек. Она продолжает убеждать его и почему-то подмигивает Рею. Она объясняет, что иногда можно попробовать что-то предназначенное для массового потребления, и Рокуро, кажется, серьезно задумывается об этом. Вернувшись домой, мы узнаем, что Рокуро настолько увлекся игрой, что стал настоящим гиком. Он изучает историю игры. Он узнает, что игра «Граница Шангри-Ла» вышла на рынок меньше года назад и установила мировой рекорд по количеству одновременных игроков. Суть в том, что космический флот, который когда-то прилетел на эту планету, вымер, но оставил после себя новое общество. Тысячи лет спустя люди живут примерно на средневековом уровне технологий. Это вызывает у него интерес, потому что позволяет легко добавлять элементы научной фантастики. Похоже, Рокуро убеждается в этом, потому что, в отличие от Феррия, которая настолько плоха, что даже ненавистники игры ищут в ней что-то хорошее, эта игра настолько популярна, что даже у немногих ее ненавистников есть десятки тысяч фанатов. Рокуро откладывает свой игровой джойстик и решает попробовать поиграть. Затем мы узнаем немного о компании, которая создала эту игру под названием Utopia Entertainment Software. Она была основана гениальным программистом Такайо Цукури, который разработал систему виртуальной реальности с полным погружением. Компания является лидером в области разработки программного обеспечения, оборудования и интернет-услуг. Рокуро надевает очки виртуальной реальности и удивляется, как давно он не играл во что-то стоящее. Игра начинается с создания персонажа, и Рокуро поражается, как много вариантов классов есть в игре. Он выбирает класс наемника с парными клинками из-за его универсальности, а затем переходит к происхождению. Он читает, что странники медленно развивают оборону, но получают бонусы к удаче. Удача влияет на шанс критического удара и выпадения предметов, поэтому он решает выбрать этот класс. Все становится по-настоящему захватывающим, когда он понимает, как много вариантов есть для настройки персонажа, ведь это позволяет ему даже менять расу и телосложение. Он издает странные звуки, потому что слишком взволнован и напоминает себе успокоиться. Рокуро понимает, что он настолько привык к плохим играм, что теперь его впечатляют даже мелочи. Казалось бы, забыв о том, что он только что сказал, Рокуро с энтузиазмом заявляет, что пришло время впервые в жизни серьезно заняться дизайном персонажа. Мы с удивлением замечаем, что его персонаж выглядит немного странно, но по крайней мере нам не приходится смотреть на его уродливое лицо. Его нельзя принять за полуголого пушистого зверька, потому что у него есть веская причина так выглядеть. Мы узнаем, что его стиль игры заключается в том, что он игнорирует броню в пользу лучшего оружия. Конечно, такое оружие стоит дорого, но, к счастью, в Valve у вас есть возможность продать свое стартовое снаряжение при создании персонажа. И вы можете неплохо на этом заработать. К счастью, Рокуро хотел скрыть свое лицо, и единственным вариантом была дурацкая птичья маска. У него не было выбора, потому что было бы неловко играть полуголым, если бы все видели его лицо. Рокуро из тех игроков, которые используют одно и то же имя в каждой игре, поэтому он вводит имя Санраку. Он ложится на кровать и, наконец, заходит в игру. Рокуро пропускает пролог, потому что кому он вообще нужен, и попадает в мир игры уровня богов, где встречает себе подобных. Птица улетает, и Рокуро сразу же впечатляется, потому что все кажется таким реальным. Он проверяет все, катаясь верхом и лазая по местности, и отмечает, насколько все лучше по сравнению с игрой с отвратительно уродливой девушкой. Рокуро восхищается масштабами мира и достает карту. Он задается вопросом, почему он не начал игру в обучающем городе для новичков, как в большинстве игр, и не понимает, что те, кто выбирает происхождение странник, начинают игру в случайном месте в районе для новичков. Он решает отправиться в город, но снова восхищается тем, насколько удобно управлять персонажем. Он проверяет свои характеристики и понимает, что его низкая защита связана с тем, что он полуголый, но надеется, что его высокая удача компенсирует это. И тут он с удивлением понимает, что на него напали, и видит перед собой гоблина. Рокуро не хочет быть полуголым трусом и решает, что пора посмотреть, на что способен боевой движок игры. Маленький храбрый гоблин нападает на него, но, вероятно, жалеет об этом всю свою жизнь, потому что Рокуро использует мощную атаку и разрезает его пополам. Рокуро впечатлен, но понимает, что этот гоблин был всего лишь слабым противником в начале игры. Но он повышает свой уровень и видит, что его топор можно использовать в обеих руках. Что-то шевелится в кустах неподалеку, и Рокуро думает, что в игре еще много всего, что нужно узнать. Слабости монстров, их поведение и выпадающие предметы. Он говорит, что неважно, какая это игра, мусор или шедевр, у всех сейчас такое чувство, как будто он погружается в новый мир. Это то, чего нельзя найти в реальной жизни. Его враг наконец-то выходит из кустов и едва не попадает по Рокуро своей атакой.
Атака была очень мощной, и он понимает, что она бы его убила, если бы попала. Кролик-убийца снова нападает, но на этот раз Рокуро блокирует его и наносит ответный удар, попадая в цель. Но кролик-убийца с бешенством не сдается и продолжает атаковать. Рокуро разочарован тем, что может предложить эта игра, и мы видим, что он пронзил кролика. Он объясняет, что кролик просто продолжал нападать на него, и было слишком легко понять, как от него защититься. Он рад, что повысил свой уровень, но разочарован, что не получил меч кролика в качестве награды. Но тут на экране его характеристик появляется сообщение, что он выполнил определенные условия и получил навык контрудар. Видимо, он может получать навыки, выполняя определенные действия, поэтому Рокуро решил оценить, насколько хорошо продумана игра. Он понимает, что поскольку навыки игрока дополняют его уклонение и парирование, он может довольно хорошо сражаться даже с врагами более высокого уровня. Это заставляет его попробовать разные боевые стили. Но на этом его восхищение не заканчивается, потому что Рокуро понимает, что все это время играл без единой ошибки. Затем мы видим все предыдущие ошибки, с которыми ему приходилось сталкиваться, например, ошибку с хитбоксом, ошибку с клипами и печально известную ошибку с невидимостью. Он был взволнован, потому что не был уверен, что сможет наслаждаться игрой без ошибок, но теперь он точно знает, что может хорошо провести время. Рокуро отправляется на поиски еще одного бешеного кролика, но останавливается, чтобы полностью уничтожить огра. Он снова повышает свой уровень и решает распределить очки характеристик. Он хотел бы, чтобы кролик-варпал появлялся чаще, но понимает, что это редкий враг. Ему все же удалось убить 50 из них и получить свои красивые парные мечи. Он также выучил несколько новых навыков, но говорит, что только один из них стоит использовать. Рокуро решает идти дальше, потому что он не сможет получить больше уровней, сражаясь с монстрами низкого уровня. Он уже далеко от стартового города, но видит, что рядом есть другой город, который называется Секандвиль. Он направляется туда, но видит, что мост перекрыт змеей с косичками. Рокуро рад, что наконец-то столкнулся с настоящим испытанием и готовится сразиться со стильной змеей. Пусть вас не обманывает ее внешний вид, эта змея очень сильная, потому что она босс этой области, и победить ее можно только в составе группы. Рокуро вспоминает, какие атаки обычно есть у змеи в играх. Он говорит, что с аватаром, который двигается так, как он хочет, ему не нужна защита, чтобы победить босса, и бросается вперед. Он требует, чтобы игра дала ему что-то интересное, и мы видим, что Рокуро получает удовольствие от игры. На выходе из соседнего города несколько человек с удивлением смотрят на что-то. У них отвисает челюсть, и мы видим, что это человек в гигантских доспехах. Это стартовый город Ферстия. Горожане видят, что у этого человека снаряжение высокого уровня и герб клана, который специализируется на достижениях. Эти невежественные люди удивляются, что такой человек делает здесь, и по голосу мы понимаем, что это девушка. Она проверяет имена всех людей перед собой и вспоминает, что у Ракеля все персонажи называются одинаково. Но его здесь нет, что странно, потому что все начинающие игроки приходят в Ферстию. В реальной жизни мы видим, что преследовательница Ракеля не знает границ, потому что она ищет его в игре. Наш герой с лицом голубя снова атакует змею, у которой такие красивые волосы, что кажется, будто их украли у ангела. Рокуро решает понаблюдать за ее движениями и уклоняется от нескольких атак. Гениальный игрок понимает, что это все еще босс для новичков. Его движение легко предугадать, и он не может убить с одного удара. Стеклянный пушечный снаряд понимает, что может победить эту тварь, не получив ни одного удара, потому что даже один удар убьет его. Рокуро мастерски уклоняется от очередной атаки, но его оружие ломается. Он знал, что оно скоро сломается, но не мог поверить, что оно сломалось с первого удара. Он видит, что у принцессы с хвостиками на голове прочная чешуя, и решает, что пора испытать свои острые клинки. Рокуро нападает, говоря, что собирается сделать из змеи филе, но его удивляет какая-то фиолетовая штука, которую выплюнула змея с хвостиками. Сначала он подумал, что это какашки, но на экране появляется сообщение, что это яд, и он будет получать урон каждые 10 секунд. Пернатый понимает, что, возможно, недооценил змею и ее красивые волосы. Наш бог мусорных игр говорит змее, что он побеждал в мусорных играх с гораздо более дешевой механикой и что ее какашки не смогут его победить. Рокуро думает о том, что яд наносит ему один урон каждые 10 секунд, а значит, у него осталось около 4 минут. Поэтому ему нужен надежный способ наносить критические удары, если он хочет победить. Наш птица-человек использует свой птичий мозг, чтобы понять, что критические удары в этой игре не срабатывают случайно. Похоже, что атака срабатывает, когда она нанесена идеально или когда враг попадает в уязвимое место. Но змея не просто модница, ее тело покрыто очень прочной чешуей,
поэтому он приходит к выводу, что ее уязвимое место – это голова. Змея, которая очень заботится о своих красивых волосах, блокирует его атаку, и Рикура понимает, что попасть ей в голову будет непросто. Вместо этого он решает сделать свое собственное уязвимое место и использует прием пронзающий винт, чтобы проткнуть ее тело. Он продолжает атаковать дыру, которую проделал, и этот крутой игрок заявляет, что защитные свойства раненого участка меняются, и там могут срабатывать критические удары. Змея громко кричит от боли, и ее красивые волосы развиваются на ветру, как в рекламе шампуня. Рикура продолжает рубить, но время на исходе, и он понятия не имеет, сколько здоровья у змеи, и не уверен, что справится. Он отступает, и Рикура понимает, что победа в онлайн-играх сделала его слишком самоуверенным. Когда он только начал играть в эту популярную игру для казуалов, этот самоуверенный павлин думал, что сможет легко побеждать, и ему не придется использовать предметы для восстановления. Но он был слишком самонадеян, и змея поглотила его. Рикура не сдается и использует свой прием контрудар. Рикура берет верх, схватив прядь ее волос, которые так красивы, что могут соперничать с хвостом единорога. Последний удар в лицо, и голова змеи взрывается, и мы прощаемся с любителем парикмахерских салонов. Рикура счастлив, что победил старую змею и получил новый уровень. Добыча у него неплохая, но он замечает, что здоровье продолжает падать. У него нет времени распределить очки характеристик, и он вкладывает все в выносливость и ловкость. Птица летит обратно в город, чтобы купить противоядие, но понимает, что не знает, где находятся магазины и что не успеет. Он даже не может зарегистрировать точку возрождения, потому что не знает, где она находится, но ему ничего не остается, кроме как бежать со всех ног, словно за ним гонятся. В это время мы видим, как парень по имени Ямамото радуется, что после 3 месяцев попыток наконец-то смог уговорить девушку, в которую влюблен, поиграть с ним в эльф. Ее зовут Майя. Наш Ромео решил выступить в роли опытного советчика и не упустит такой шанс. К сожалению, их интимную встречу прерывает наш буйный псих, и Майя думает, что это монстр. Ямамото говорит, что у него есть имя, значит, это игрок. Эта сумасшедшая девушка думает, что его все равно нужно убить, но Ямамото говорит, что убийство других игроков ставит перед твоим именем череп. Убийца-психопат обдумывает это, но решает не делать этого, и они задаются вопросом, не отравился ли птица ядовитыми фекалиями. Ямамото говорит ему, где находится гостиница, но объясняет, что точка возрождения зарегистрируется только после того, как он ляжет в кровать. В конце концов, администратор говорит слишком спокойно, перечисляя все удобства, которые они могут предложить, и наш герой бросается к ней. Ракура наконец добирается до своей кровати, чтобы зарегистрировать точку возрождения, но яд не выведен из организма, и он умирает. Ракура возвращается в реальность, где он разочарован тем, что погиб, но рад, что не потерял свои вещи. Он решает, что должен поблагодарить парня, который ему помог, но пока просто радуется тому, какая крутая эта игра. Наш бог мусорных игр в конце концов прибывает в Секундию в поисках необходимых вещей, таких как карты и предметы для восстановления здоровья. Птица думает, что ему нужно купить мощное основное оружие, чтобы достичь вершины рейтинга игроков, но вскоре понимает, что извращенцы пялятся на него из-за того, что он полуголый. И принимает правильное решение – сначала купить одежду. Он покупает самую дешевую одежду, которая только есть, чтобы люди не смотрели на него странно, но потом решает, что его птичья голова выглядит не так странно, как маска. В оружейном магазине Ракура не нравится то, что там есть, и продавец говорит, что его кинжалы-кролики на самом деле очень редкие. Однако Ракура воодушевляется, когда продавец объясняет, что может сделать ему оружие, но для этого нужны материалы. Наш маленький голубь не теряет времени даром и сразу направляется туда, где много руды. Но он начинает нервничать, потому что добывает камень за камнем. Он расстроен, потому что махал киркой уже минут 30, а у него всего 2 из 6 нужных ему кусков руды. Как будто ему мало проблем с грязью и тяжелой киркой, появляется надоедливая лягушка и делает то, что лягушки обычно делают. Эта бедная лягушка связалась не с той птицей. Эта маленькая лягушка плавает в грязи, как будто участвует в Олимпийских играх, и у нее в голове только одно – занять первое место. Рикура думал, что они смогут ужиться, ведь это не так уж и опасно, но понял, что лягушка явно хочет превратиться в материалы. Он наносит удар, и лягушка отлетает назад, поэтому он подходит, чтобы прикончить ее. Он знает, что у лягушки есть сопротивление к рубящим ударам, потому что его костюм сделан из ее кожи, и решает, что может использовать только удары тупым предметом и колющие атаки. Его топор идеально подходит для этого, но перья снова взъерошиваются, когда он понимает, что грязь в болоте сильно замедляет движение игрока. Бедная маленькая лягушка погибает от руки нашего героя с клювом, но ему это дается так легко, что даже не радует его.
Рикура замечает, что в последнее время из-за летних каникул появляется все больше новых игроков и решает, что должен победить всех в гонке за материалами. После этого Рикура удивляет владельца магазина своей рудой. Ему говорят, что один из кусков руды особенный, и из него можно сделать два лезвия. Через некоторое время они готовы, и он узнает, что это оружие божественного уровня. Этот очень полезный кузнец говорит, что очень важно сделать что-то под названием улучшение оружия. Оказывается, это просто означает модернизация. Но это термин, который используют кузнецы, которые слишком серьезно относятся к своей работе и считают оружие, которое они делают, своими детьми. Рикура думает только о том, что кузнец – это НПК, но его речь и манеры просто потрясающие. НПК говорит ему, чтобы он не покидал город и не надевал доспехи, пока не рассвело, потому что ночные животные опасны. Он и не подозревает, что наш сумасшедший друг-птица готов принять вызов и собирается использовать этих опасных ночных животных, чтобы испытать свое новое оружие и повысить свой уровень. Вернувшись к мосту, мы видим, что змея восстала из пепла, как феникс, и ее волосы сияют ярче тысячи солнц. К сожалению, ее атакует Рэй, которая продолжает искать Акура. Эта сыщица-сталкер обыскала всю зону новичков, но поняла, что он, должно быть, победил змею, не заходя в город, и сейчас находится во втором дейле. Она задается вопросом, мог ли новичок победить змею, но уверена, что если кто-то и мог, то это был бы Рикура. Тем временем наш любитель сражений сражается с големом из «Властелина колец» и осваивает новые навыки. Во-первых, монстры появляются в зависимости от времени суток. Большинство ночных монстров действительно такие же агрессивные и опасные, как и говорил продавец оружия. Это помогло им повысить уровень и освоить новые навыки. Однако этот маленький монстр кажется слишком сильным. Его движения и атаки совсем не похожи на лесных гоблинов. У него много здоровья, и он использует приемы, как будто всю жизнь только этим и занимался, как будто сражается за кольцо Фродо. В этот момент маленький гоблин издает боевой клич и зовет своих маленьких приятелей-гоблинов. Казалось бы, сражаться с одним монстром уже достаточно плохо, но теперь ему приходится иметь дело с несколькими, и он понимает, что ему придется бежать со всех ног, чтобы просто выжить. Но тут Рикура приходит в себя и напоминает себе, что он слишком хорошо проводит время, чтобы просто сбежать. Может, Рикура и птица, но он не трус и принимает вызов. Побеждая надоедливых маленьких гоблинов, Рикура думает о том, что он просто развлекается и что игры божественного уровня – это круто. Но эта игра может предложить гораздо больше. Именно в этот момент появляется огромный свирепый монстр, и Рокура понимает, что это настоящая граница Шангри-Ла. Рокуру не может поверить своим глазам, когда узнает, что это уникальный монстр, и готовится к самой важной битве в своей жизни. В другом месте мы видим комнату Рэй, когда она играет в игру. Этот сумасшедший сталкер ищет Рокуру и спрашивает Ямамото, который утверждает, что видел птицеголового. Безумная психопатка, в которую он влюблен, хочет убить Рэй, потому что она очевидно считает всех монстрами, но Ямамото напоминает ей, что нельзя убивать других игроков. Ямамото объясняет, что большая птица отправился во второй город после того, как получил порцию яда от питона. Это точно был он, потому что ни один другой игрок не был бы настолько сумасшедшим, чтобы ходить полуголым в птичьей маске, но Ямамото говорит, что он мог уже сменить снаряжение. Рэй не может поверить, что Рокуру победил прожорливого питона, не побывав в первом городе. Рэй оставляет двух сплетников с прощальным подарком, телепортом и улетает. Оказывается, они даже не знали Рэй, но Ямамото может сказать по эмблеме на ее плаще, что она из клана, специализирующегося на уникальных монстрах, таких как ночной убийца. Уникальные монстры – это особый класс монстров, у каждого из которых есть свое имя и титул. Большинство монстров, когда их побеждают или захватывают, через некоторое время превращаются в новых особей. Но уникальных монстров в мире всего несколько. По слухам, в CLF их 7, но критерии их появления неизвестны. Для каждого из этих уникальных монстров, называемых колоссами, множество топовых игроков создали кланы, чтобы их победить. Эти колоссы очень редки, но главная проблема в том, насколько они сильны. С момента запуска игры прошел уже год, но даже при том, что в ней более 30 миллионов игроков, ни одному из них не удалось победить ни одного уникального монстра. Что касается Рокура, мы видим, что он столкнулся с одним из этих невероятно сильных колоссов. Он узнает, что это уникальный монстр, такой как убийца рыцарей Гонтхи. Рокура думает о том, что маленькие гоблины, с которыми он сражался раньше, были довольно сильными, но этот уникальный монстр уничтожил их всего одной атакой. Все, что он может сделать, это смотреть на свирепого зверя, понимая, что если он попадет под одну из его атак, то погибнет. Но гигантский волк не останавливается и начинает атаку. Рокура на мгновение спасается, блокируя удар,
но его контратака проваливается. Уже через несколько секунд Рокуро чувствует, что устал от этой битвы, но все равно решает подразнить монстра, сказав, что у таких уникальных монстров, как он, не так уж много шансов. Но в глубине души наш герой понимает, что был на волосок от проигрыша. Он рад, что всю ночь тренировался, потому что, если бы он не научился идеально парировать, то сейчас был бы призраком в виртуальной реальности. Идеальное парирование позволяет ему избежать физической атаки противника, если выполнить его точно вовремя. Зверь продолжает атаковать, и Рокуру снова едва успевает увернуться. Он понимает, что должен выложиться на полную, чтобы победить, и сам бросается в атаку. Рокура достает свои острые лезвия, которые получил от бешеного кролика, и использует их вместе с навыком, чтобы нанести критический удар. Зверь почти не реагирует и продолжает атаковать Рокуру. На мгновение бой замирает, когда ночной убийца исчезает. Он появляется снова, чтобы нанести еще несколько ударов, но через несколько секунд снова исчезает, когда луна скрывается за облаками. Зверь снова подкрадывается к нему, но Ракуэль показывает, что он может справиться с ним. Монстр, кажется, телепортируется, когда нападает на Ракуэля сзади, но Рокура демонстрирует свои навыки геймера, идеально парируя удар, чтобы не дать своему герою пустышке взорваться. Зверь снова появляется перед Рокуру, но тот явно веселится и усмехается. Бой продолжается, а зверь продолжает исчезать и появляться. Рекуру удается нанести еще один удар, но он замечает, что шкура монстра еще прочнее, чем чешуя питона с длинным хвостом. Рекуэра уже 5 минут бьет по монстру, но не может его ранить, а уникальное чудовище слишком сильное. Рекуэра нанес сотни критических ударов, но не уверен, что хоть как-то повредил его. Его острые лезвия, которые были почти в идеальном состоянии, уже начали ломаться. Рекуру уверен, что если не найдет более уязвимое место, то его оружие сломается. Он признает, что этот монстр намного сильнее, чем он может сражаться на данном этапе, но ему это нравится. Именно поэтому Shangri-La Frontier – игра высшего уровня. Наш главный герой наслаждается игрой, описывая острые ощущения, от которых он чувствует себя так, будто горит. Нанеся еще несколько критических ударов, он заявляет, что не может получать больше удовольствия от игры. Он геймер, который прошел бесчисленное количество мусорных игр, наполненных багами и плохим балансом. Поскольку он знает, что у этого монстра нет багов с хитбоксом, как в других играх, он не сдастся. Рекура наносит еще одну мощную атаку, но она тоже не приносит результата. Его отбрасывает за пределы досягаемости монстра, но тот издает громкий рев, который парализует Рекура. Луна снова скрывается, и монстр исчезает, а Рекура через несколько секунд с ужасом видит, что у него нет ног. Рекура не понимает, что произошло, но признает, что удар реальности был болезненным. Лежа на земле, он понимает, что это жестокая реальность. Он не научится внезапно новым крутым навыкам и не получит помощь от какого-нибудь загадочного игрока высокого уровня. Ничего такого не произойдет. Он понимает, что это не совсем так, потому что после такого удара у него все еще осталось 1 очко здоровья. Это просто чудо. Он хвалит уникального монстра за абсурдную силу, но отмечает, что эта абсурдность была заложена в него намеренно. Зверь настолько силен, насколько хотели его создатели. Это значит, что его можно победить. Именно в этот момент Ракура принимает решение. Его больше не волнует финальный босс игры или даже сюжет. Может быть, это произойдет не сейчас, но однажды он поклянется, что победит уникального монстра. Ракура обращается напрямую к Ликаону, ночному убийце, и говорит, чтобы тот убедился, что никто другой не победит его раньше. Свирепый монстр добивает его, и мы видим, что на него наложено проклятие под названием Метка Леона. Через несколько секунд Рокуро отвечает во втором дейле и узнает, что это проклятие не позволяет экипировать снаряжение на ту часть тела, на которую оно наложено. Быстрый осмотр показывает, что он почти полностью покрыт меткой пистолета Лейка, то есть он не может экипировать снаряжение на туловище и ноги. Ракура на мгновение высказывает свое недовольство, обвиняя исчезающего волка в том, что тот сделал это с ним. Это проклятие продолжает действовать, и это еще не все. Монстры более низкого уровня, чем пораженный персонаж, будут убегать. Присутствие метки от оружия будет влиять на разговоры с НПК, а пораженная часть тела будет устойчива к магическим эффектам. Единственный способ снять проклятие – это молитва святого или победа над тем, кто наложил проклятие. Из-за этих плохих новостей Ракель решает выйти на свежий воздух, пока не покончил с собой. Там он громко кричит, что это проклятие из какой-то дурацкой игры. Люди удивляются, что делает полуголый чудак, но Ракель успокаивается. Он вспоминает 3 принципа, которые узнал из игр: терпение, несгибаемый дух и хладнокровие.
Быстрая проверка его характеристик показывает, что игроки получают много опыта, просто сражаясь с уникальным монстром. Это значит, что он неплохо прокачался, улучшил свои навыки и получил много очков характеристик. После распределения очков он быстро понимает, что стал стеклянной пушкой, которая умирает с одного удара. Но у него не было выбора, потому что он не может использовать даже 2 из 4 слотов для брони. Тратить очки на живучесть – все равно, что мочиться в океан, и то же самое с его здоровьем. Мало того, его лучшая характеристика – удача – 65 очков. Он думает, что, наверное, поэтому смог выжить всего с 1 очком здоровья. Он молится, чтобы удача хоть чем-то ему помогла, и надеется, что можно обратиться к ней за помощью. И тут на него падает очень хорошо одетый кролик. Он выглядит немного иначе, чем те кролики, которых он видел раньше, и он задается вопросом, можно ли в этой игре призывать монстров в городах. Этот маленький пушистый комочек убегает, и Ракель бросается за ним. Он уверен, что если поймает его, то получит редкий предмет. Но когда кажется, что он вот-вот поймает этого малыша, тот создает дверь, и Дрейк бросает на нашего героя самодовольный взгляд, убегая. Рокуро читает сообщение на двери, в котором говорится, что это уникальный сценарий «Приглашение от Ратузы». Рокуро вспоминает, что читал об этом на сайте с гайдами по игре и объясняет, что в основной сюжетной линии FL есть множество побочных квестов. Одна из их разновидностей называется уникальными сценариями, загадочными сценариями, время появления которых, локации, содержание и флаги не разглашаются. Поэтому говорят, что снаряжение, навыки и заклинания, которые можно получить в этих уникальных сценариях высшего класса. Рокуро открывает дверь и думает, что это не редкость, когда игроки ищут уникальные сценарии. Он смеется, потому что встретить такой сценарий так рано в игре – это потрясающе. Он решает, что это должно быть результат того, что он вложил очки характеристик в удачу и обещает не упустить этот шанс. Но как только он входит в дверь, он видит, что для этого нужен 80 уровень, а у него всего 28. Войдя внутрь, он с удивлением обнаруживает, что это мир полный кроликов и их любимой морковки. Он боится, что попал в логово монстра, и его приветствует маленький засранец, который заманил его сюда. Этот кролик очень хотел встретиться с Рикуро и говорит, что все в Роботузе только о нем и говорят. Это потому, что, несмотря на свою слабость, Рикуро осмелился сразиться с рыцарем-убийцей в одиночку и смог нанести несколько смертельных ударов, не получив ни одного в ответ. Для них Рику – воплощение души кролика-вора. Рокуро напуган энтузиазмом этого малыша, и кролик говорит, что хочет быть таким же, как Рокуро. Наш скромный герой тут же замечает, что едва поцарапал этого уникального монстра, но кролик объясняет, что это потому, что монстр очень силен. Он называет его ночным императором и говорит, что это гигант, способный проглотить виверну на обед. Тот факт, что Рикурл сейчас разговаривает с ним, означает, что Ракель под защитой богини. Что еще более удивительно для этого пушистого кролика, так это то, что отметины на теле Ракель доказывают, что рыцарь-император считает его не просто добычей, а таким же существом, как и он сам. Ракель не может не задаться вопросом, все ли в порядке с мозгами у этого кролика, и вспоминает, что одной из особенностей метки было то, что она влияла на разговоры с НПК. Кролик объясняет, что его босс хотел бы с ним встретиться, но наш скептически настроенный птицечеловек сомневается, что это какая-то ловушка, чтобы отомстить за всех убитых кроликов. Кролик просто игнорирует его вопрос и представляется как Эмиль. В конце концов, Эмиль отвечает и уверяет Рикурла, что его босс выше таких мелочей, как месть. Во дворце Рауза наш новый друг объясняет, что хотя многие люди регулярно посещают Рабату, Рикуро будет первым, кто войдет во дворец. Это довольно странно, но Рокуро воодушевился, потому что это означает, что он столкнулся с уникальным сценарием, о котором знает только он. Рокуро объясняет, что он был очень обеспокоен, когда его пометил этот необычный пес, но, похоже, удача снова повернулась к нему лицом. Ему отводит его к отцу, который является его боссом, и Рокуро поражен его могущественным присутствием. Он признает, что Рокуро тот самый парень, которого побил и обгадил этот необычный монстр, которого он называет щенком. Он объясняет, что люди так быстро теряют свою силу, что он решил, что они все безнадежны. Но теперь он понял, что один из них может чего-то добиться, и шокирует Рокуро, когда просит уделить ему немного времени. Этот гигантский кролик представляется как босс кроликов из Ратусы по имени Вич. В игровом магазине Мана встречает Рэй, которая охотится за своей тайной любовью Рокуро. Рэй пытается отрицать это, но владелец магазина не дурак и объясняет, что сейчас летние каникулы, поэтому Рокуро, скорее всего, в более сильном мире.
Рэй признает, что не смогла найти свою добычу в игре, потому что он пропустил первый город-учебку. Мана смеется, потому что Рокуро всегда идет своим путем, как типичный фанат игр. Она объясняет, что Рокуро будет делать то, чего не делают обычные игроки, и столкнется с самыми разными уникальными сценариями. Мана призывает маленькую охотницу стать лучше в своем деле, но удивляет ее, когда говорит, что Рэй должна признаться ему в своих чувствах. В следующей сцене мы встречаем Руми, которая собирается начать свою сюжетную линию, но уходит, и больше мы ее не видим. Тем временем Рокуро читает о том, что для прохождения уникального сценария в Рабатце нужно победить монстра более высокого уровня, чем у тебя, с помощью оружия Варпала. Он узнает, что если ты победишь монстра, терроризирующего город, то в любом городе появится специальный кролик Варпала и пригласит тебя в Рабатцу. Если ты придешь туда и победишь легонского питона, монстра, терроризирующего город, то получишь заклинание Варпала. Начало было верным, но Рикуро объясняет, что остальная часть его уникального сценария, который произошел накануне, была совсем другой. Он точно не боролся ни с какими питонами. Вместо этого там был устрашающий кролик-босс Якудза, такой милый, что можно было подумать, будто мафия начала вербовать людей в зоопарках. Оглядываясь назад, можно увидеть, что Висачи похвалил Рокуро за его бой с щенком. Он восхищается душой Варпала Рикуро, но Рокуро не может не испугаться и задается вопросом, что же такое душа Варпала. Затем кролик Якудза делает ему предложение, от которого он не может отказаться. Предложение стать крутым. Сначала Рикуро немного смущен, но потом понимает, что это должно быть тренировочный квест, и уникальная тренировка сценария может дать потрясающие бонусы. Он быстро соглашается на предложение, но чуть не получает по голове, когда называет Висача Аникой, потому что это его очень разозлило. Рокуро объясняет, что это была просто шутка, но гигантский кролик-босс не говорит ни слова. К счастью для Рокуро, у Висача есть чувство юмора, он не наказывает его и вместо этого громко смеется. Он признает Рокуро своим подчиненным и просит называть его Вэш. Это привилегия, доступная только тем, у кого есть потенциал. Рикуро соглашается, думая о том, как он рад, что кролик Цукудза не отправил его на корм рыбам. Ваш говорит взволнованному Эма, что оставляет Рикуро на его попечение, что, конечно, нравится странному маленькому кролику, и он обещает усердно работать. Имо рад показать Санраку-сану дворец, но Раку объясняет, что ему нужен перерыв после долгой игры. Но про себя он думает о том, что тоже хочет узнать больше об уникальных сценариях и монстрах. Рикуро рад, что может зарегистрировать там свою точку возрождения, и Эмо предлагает позаботиться об этом. Ваш вспоминает, что забыл кое-что, и надевает на Рокуро ошейник с душой Варпала. Рокуро в шоке, когда узнает, что ошейник дает в 2,5 раза больше очков характеристик при повышении уровня, но опыта он получает только половину. Он тут же пытается снять его, но Ваш объясняет, что это бесполезно. Он не позволит Рикуро снять его, потому что только через большие трудности слабые могут стать сильными. Затем он напоминает Рикуро, чтобы тот никогда не забывал о душе Варпала. Глупый маленький кролик говорит ему, что это ему очень идет, но Рикуро просто не может поверить, что на него надели еще одно ограничение. Вернемся в настоящее. Рикурл признает, что даже если у него есть опыт, то 2,5 раза больше очков характеристик – это довольно большой плюс. Возможно, это даже сломанный чит-код. Никто на форуме не знает ни о Висаче, ни об Эма, не говоря уже об ошейнике с душой Варпала. Никто даже не нашел уникальный сценарий, где вы попадаете во дворец Рибатузы. Вакура приходит в восторг, когда понимает, что нашел уникальный сценарий, о котором никто не знает. К сожалению, у него назначена встреча с кем-то по имени Кацу, и он заходит в игру, в которую уже давно не играл. Она называется Берсерк Онлайн, или как некоторые ее называют Буря. Это файтинг, в который когда-то глубоко погрузился Ракура, и естественно это означает, что игра отстойная. В нее заходят меньше 100 человек в день, и многие задаются вопросом, почему сервер все еще работает. Это значит, что большинство тех, кто продолжает играть, знают друг друга. Они все одного поля ягоды, любители отстойных игр. Рикуро встречается с Кацу и спрашивает о правилах боя. Кацу делает все возможное, чтобы подражать Луфи без соломенной шляпы, и напоминает Ракуре, что можно использовать любые приемы. Кацу показывает ему свой новый прием, который он придумал, пока Ракура был сосредоточен на фолии онлайн, и называет его атака щупальцами. Ракура удивлен, что Кацу придумал новый глюк, и спрашивает, как такой сумасшедший, как он, стал профессиональным игроком. Кацу шокирован, потому что использует задержку, но Ракура все равно умудряется блокировать его атаки. Кацу называет Ракуру настоящим сумасшедшим за его быструю реакцию, а Ракура говорит, что его быстрый удар кулаком – это лучший стиль боя.
Он объясняет, что пока у него есть 12 кадров, он может даже блокировать атаки боссов, не получая урона. Они продолжают бой, который выглядит как в One Piece, и люди вокруг начинают обращать на них внимание. Хотя Биорб и считается игрой для неудачников, их бой прекрасно демонстрирует, почему она так популярна. Дело в том, что в ней можно сразиться с любым боссом. Рокуро продолжает стрелять из своего пулемета и радуется, когда ломает один из кулаков Кацу. К сожалению, это плохо для него заканчивается, потому что этот кулак завершает бой. Рокуро не может поверить, что текстуры кулака, которые он видит, были частью хитбокса, и объявляет Кацу проигравшим. Тем не менее, Рокуро благодарит Кацу, потому что он недавно сражался только с НПК, и ему нужен был хороший PvP-бой. Кацу надеялся, что Рокуро пошутил, когда сказал, что играет в Эльф, но Рокуро не стесняется признать, что ему это действительно нравится. Его друг все еще не понимает, и Рокуро объясняет, что в Эльф есть 7 очень сильных монстров, которых называют колоссами. Они настолько редки, что всей базе игроков удалось узнать имена только 4 из них. Никто не смог победить ни одного из них с момента выхода игры. Рокуро рассказывает, что сражался с одним из этих монстров, и тот его уничтожил. Кацу убеждается в этом и решает, что ему тоже стоит попробовать Эльф. Услышав об этом от Рокуро, он заинтересовался и признался, что никто из его друзей в реальной жизни не играет в Биорб. Дело в том, что один человек тоже играет в Эльф, и Кацу отправил ему сообщение, чтобы сказать, что Рокуро тоже играет. Рокуро понятия не имеет, кто это, но мы видим, что это какая-то девушка с фиолетовыми волосами. Эта цыпочка дралась с кучей парней, когда получила сообщение, в котором говорилось, что она всегда думала, что у Рокуро какое-то заболевание, при котором он умрет, если когда-нибудь перестанет играть в дрянные игры. Она расправляется со всеми своими противниками, и мы видим, что у нее есть значок «Убить игрока» за то, что она расправилась со всеми этими реальными игроками. Она кажется рада, что Ракель играет в Эльф, и решает, что ей придется очень мягко провести его через это. Ракель возвращается во вторую долину и думает о том, как удобно Эмилю пользоваться вратами телепортации. Он чувствует себя довольно хорошо и задается вопросом, не является ли причиной того, что его фантастический аватар так легко перемещается, играя в отрыжку. Ему задается вопросом, почему Рикура захотел уехать так скоро, ведь в Роботузе так много дел. Рикура объясняет, что хотя он действительно хочет исследовать Роботузу, гораздо важнее добраться до Рима до того, как туда начнут стекаться толпы людей. С начала летних каникул количество игроков резко возросло. На форуме сообщается, что первая лига Звездного городка заполнена новыми игроками. Сигундия не сильно отстанет, а это значит, что будут заторы на объектах и драки за монстров и место добычи полезных ископаемых. Кроме того, Третий Рима довольно большой город. Так что если он собирается полностью выложиться в кролике, который является уникальным сценарием, то он хотел бы сделать это в большом городе, где есть много свободного пространства. Эмиль полностью согласен с этим, но Раку был шокирован, услышав, что Эмиль, как это ни забавно, ничего не понял. Эмиль по-прежнему более чем рад помочь, а Ракель потрясена, узнав, что он может добавлять НПК в свой отряд. Эмиль объясняет, что Ракель не сможет добраться до Роботузы или дворца без него, но Рикуру думал, что маленький свободный НПК просто пойдет с ними. Рокуро принимает приглашение Эмиля и обнаруживает, что у маленького кролика характеристики выше, чем у него. Но это его не беспокоит, потому что он уверен, что быстро обгонит Эмиля. Рикуро уверен, что метка Ликаона – это ключ к уникальному сценарию, и задается вопросом, не является ли Эмиль частью этого сценария. Они собираются уходить, но их останавливают две девушки, которые считают, что говорящий кролик очарователен. Они хотят узнать, можно ли его тоже завести, но в шоке понимают, что Рикуро – полуголый извращенец-птица. Рикуро понимает, что так увлекся, что не подумал о том, что Эмиль – это НПК, связанный с уникальным сценарием, который раньше никто не видел. Поскольку сейчас он один, он хочет сохранить это в секрете, по крайней мере, пока не разберется со сценарием. Глупый маленький кролик представляется и пытается поболтать с девушками. Но Ракель останавливает его и кричит, что это был просто его чревовещательский номер, и кролик убегает. К несчастью для него, одна из любопытных девушек фотографирует их и решает, что им нужно спросить на форумах, где можно купить говорящего кролика. Они уходят от толпы, и Эмиль признается, что он не такой высокий и спортивный, как выглядит, и не очень подходит для бега. Эмиль с нетерпением ждет следующего задания, и Рокуро объясняет, что хочет кое-что проверить. Он хочет проверить часть своего проклятия, которое гласит, что монстры более низкого уровня, чем у пострадавшего персонажа, будут убегать. К счастью для них, монстр более низкого уровня нападает на них, но убегает, как только видит проклятие. Это идеально, потому что Рокуро преследует его как гибрид птицы и гепарда.
Наш гениальный геймер не просто бездумно гонится за ним, у него есть план загнать его в ловушку. Ракель бросает свое оружие в нужный момент, когда монстр меняет направление. Ракель атакует его с максимальной скоростью, на которую способен. Ракель отмечает, что получил бонус к атаке благодаря инерции, закону физики, который в реальном мире воспринимается как должное, и лишь немногие игры пытаются его воспроизвести. Он восхищается тем, насколько эта игра приближена к реальности, и Эмиль, как всегда, радостно приветствует его. Он восхищается боевыми навыками Ракеля, потому что сам едва мог отличить монстра от человека. После того, как Ракель закончил испытание, он решил, что нужно делать дальше. План состоит в том, чтобы не обращать внимания на всех слабаков и сразу идти к боссу. Эмиль восхищается простотой плана, и они отправляются в путь полной решимости принять все, что уготовила им судьба. К сожалению, всего через несколько секунд мы видим, что Ракуро очень расстроен. Они добрались до места, где должен быть босс, но там, насколько хватает глаз, одно болото. Кролик беспокоится только о своей красивой одежде, а Ракуро вспоминает, что Эмиль сказал ему по дороге сюда. Эмиль объяснил, что босс этой области – монстр по имени Грязекопатель. Он выскакивает из-под земли, чтобы напасть, поэтому очень важно удержать его на месте. Ракуро понимает, что ему придется сражаться с этим грязевым монстром в болоте, и это значит, что у него могут быть большие проблемы. В этот момент Эо чувствует чудовище, и Ракуро велит Эмо забраться к нему на плечо. В болоте очень трудно двигаться, и им едва удается увернуться, когда появляется гигантский монстр. Мы узнаем, что особенностью Шангри-Ла Фронтира является то, что из-за болотистой местности приходится идти пешком. Это значит, что одна нога всегда увязает в болоте, пока вторая не достигнет твердой земли. Этот свирепый монстр явно очень силен. Рекомендуемый размер группы для сражения с ним 4 человека. Рокуро понимает, что, возможно, совершил огромную ошибку, ведь это худший из возможных вариантов. Свирепый монстр странным образом может нырять в неглубокое болото, что возможно только благодаря игровой логике, и Эма приходит в ужас, боясь, что их заживо освежуют. Однако Рокуро ловко использует свой скользящий прием, чтобы избежать смерти. Он понимает, что ключом к победе в этой битве является умение использовать навыки, которые появились после сражения с Ликаоном. Его улучшенный прием парирования – это контратака, которая позволяет ему мгновенно контратаковать, идеально рассчитав время. Эма впечатлен, но Рокуро недоволен, потому что он просто уклоняется от ударов. Оба навыка, которые он только что использовал, имеют 10 секунд перезарядки, и у него нет другого способа избежать урона. Чудовище не дает ему передышки, но, к счастью, его маленький друг-кролик приходит на помощь и наносит впечатляющий удар. Рокуро объясняет, что это было просто небольшое волшебство. И Рокуро понимает, что он был так сосредоточен на прохождении этой игры в одиночку, что совсем забыл, что на этот раз у него есть напарник. Рокуро знает, что нельзя упускать такую возможность, поэтому он использует способность, которая временно повышает силу атаки и ловкость. К сожалению, попытка быстро передвигаться по болоту проваливается. Зверь приходит в себя, но это дает Ракель возможность использовать эволюцию его атаки винтовой прокол под названием «Спиральный край». Другая способность помогает ему занять более выгодную позицию, и Ракель совершает трюк, который возможен только благодаря его опыту в играх с ужасным платформингом. Его маленький друг-кролик готовит атаку, и появляется свирепый зверь, чтобы его съесть. Он пытается, но прошло уже 10 секунд, и Рокуро использует отражение, чтобы увернуться. Имо следует за этим мощной атакой, и мы видим, насколько Рокуро слаб, ведь даже небольшое падение наносит ему большой урон. Рокуро хвалит свою пушистую напарницу, но она просто беспокоится о своих милых нитках. Рокуро уверен, что зверь должен быть сильно ранен, но он потрясен, когда его нигде не видно. В этот момент земля начинает дрожать, и Рокуро чувствует, что его ноги проваливаются. Они понимают, что акула-кит готовится вытащить его из земли для атаки, и Рокуро, не раздумывая, спасает своего маленького друга. Рокуро удивлен, что его подбросило в воздух, потому что это была не мгновенная атака, и она почти не нанесла урона. Мы узнали, что Грязекопатель примечателен своими особыми движениями, которые активируются, когда его здоровье достигает определенного уровня. Захватив игрока в трясине, он может случайно подбросить его в воздух своим носом. Если игрок сражается с ним 1 на 1, то Грязекопатель будет атаковать его этой атакой каждый раз, пока игрок находится в трясине, и снизит его здоровье до нуля. Отсюда и прозвище «убийца-одиночек». Рокуро понимает это и ненавидит человека, который придумал такое название, ведь навыки игрока здесь не имеют значения. Он предлагает Эмилю атаковать его сбоку, но знает, что мы просто взорвем его. Рокуро готовится к неизбежной смерти и объясняет, что он никогда не мог привыкнуть к смерти от падения в VR-играх. К счастью для него, наша маленькая пушистая героиня не сдается, и у нее непревзойденный дух. Она использует магический свиток, чтобы телепортировать Рокуро, но вместо того, чтобы спасти его, случайно отправляет его в воздух. Мы узнаем, что есть навык атаки под названием «Падение метеорита», который использует энергию падения. Рокуро набрал много энергии во время своего первого свободного падения.
Случайная телепортация Эмиля подняла его прямо над монстром и позволила Рокуро набрать еще больше энергии. Так что падение, которое должно было убить игрока, теперь стало рискованной атакой. Это не настоящее падение метеорита, а ошибочное падение. Существо мгновенно разлетается на куски, и Рокуро не может поверить, что он выжил. Он даже не может осознать, что произошло, поэтому просто хвалит Эма за то, что она такая крутая. Рокуро признает, что бой был тяжелым, сравнивая его с тем, когда он сражался с Ликаоном, но на этот раз они выжили. Затем Эма в шоке видит, как Бертхед сует ему в рот пучок целебных трав, а Ракель говорит, что это единственный способ, потому что у него огромный клюв. Рокуро может думать только о том, что Эма оказалась намного сильнее, чем он ожидал. В итоге она его тащила, так что ему стыдно за свое высокомерие. Эмиль может думать только о том, что Рокуро останется в Роботузе насовсем, когда они доберутся до большого города. Единственная проблема в том, что Эмиль, если ее увидит, привлечет много внимания, как в прошлый раз, и на них могут даже напасть. Нужно придумать, как ее спрятать, и наша маленькая болтушка решает, что ей нужно использовать то, чего она давно не делала. Она достает свой загадочный браслет Варпал, секретное сокровище кроликов Варпал. Маленькая загадочная крольчиха просит своего человека сохранить это в секрете и, к удивлению, превращается в человека. Рокуро теряет дар речи и расстраивается, когда понимает, что так называемая флагманская японская игра начинает походить на какую-то гаремную игру с девушкой-кроликом. Превращение сильно утомляет маленькую крольчиху, и в ее нынешнем состоянии она может продержаться всего 4-5 минут. Превращение поможет ей спрятаться, но привлечет внимание, когда люди увидят бедную девушку, которая тащит полуголого парня-птицу. Наконец они добираются до Третьего Рима, и Эмо замечает, что Рокуро выглядит не впечатленным. Биг Фейс с гордостью говорит, что он много где побывал, и она удивляется, как много он повидал. Эмо преображается, но Ракель оказывается права насчет того, что он привлекает внимание, когда их останавливают стражники и спрашивают, почему он полуголый. Им также интересно, почему его тело покрыто шрамами, но Эмо встает на защиту Рикуро. Она говорит, что у Рикуро было тяжелое прошлое, которое принесет много горя тем, кто его услышит. Эма рассказывает историю своего опасного путешествия в самой драматичной манере. Историю о проклятии, которое лежит на теле Рикуро, и о том, как он пытается его снять. Эмо становится еще более напряженной, когда объясняет, что это только первая глава его истории. Во второй главе он превратится в супервоина. Эта девушка слишком эмоциональна для стражников, и они пропускают их. Из всей толпы, собравшейся посмотреть на представление Эма, Рикуро замечает, что кто-то смотрит на него. И это совсем не тот осуждающий взгляд, который он обычно получает за то, что он полуголый. Прежде чем они успевают войти в город, какая-то девушка останавливает Рикуро, потому что узнает его. Рикуро понятия не имеет, кто эта взволнованная девушка, но мы видим, что произошло после того, как те девушки в Сёкандейле сфотографировали его. Девушки выложили фотографию на форуме и спросили, знает ли кто-нибудь, как подружиться с их очаровательным кроликом. Пост быстро распространился, потому что люди были шокированы, узнав, что монстр умеет говорить, и почти так же шокированы, увидев полуголого птицечеловека. Больше всех была потрясена девушка с серебристыми волосами. Она была уверена, что в игре можно приручать только собак и кошек, и решила, что птица, скорее всего, жульничает. Когда люди начали обсуждать этику публикации фотографий без согласия человека, девушка с серебристыми волосами решила найти голубя. Другие люди обратили больше внимания на Рокуро на фотографии. Мало кто видел такие шрамы, как у него, тем более, что в редакторе персонажа ничего подобного нет. Кто-то на форуме вспомнил, что это проклятие, которое также служит доказательством того, что игрок был признан императором рыцарей. Это известно только потому, что об этом упомянул какой-то НПК. Игроки были потрясены, узнав, что это означает, что Ракуро, которого они знают как Сонраку, столкнулся с Ликаоном. Некоторые игроки знают, что Ликаон — это случайная встреча, и новичок может с ним столкнуться, но никто не может понять, как этому парню удалось получить признание Ликаона. Игрок по имени Урсилот отвечает на форуме, что он может убивать Раку, пока тот не расскажет, как это сделать. Другие игроки думают о том, насколько опасен этот Урсилот, ведь он уважаемый лидер Ашура Кай, клана, печально известного тем, что в нем полно игроков-убийц. Урсилот положил глаз на Санраку, и другие игроки задаются вопросом, будет ли с птичником все в порядке. Люди обсуждают на форумах, что если вы слишком часто убиваете игроков или НПК, то все ваши предметы пропадают, включая сохраненные. Кроме того, награда выплачивается из денег игрока-убийцы, так что это довольно жестокая система. Одна рыжеволосая девушка особенно заинтересовалась Санраку и оставила сообщение на форуме, надеясь, что он его прочитает. Она просит его поговорить с любым игроком, у которого есть эмблема волка и меча,
потому что она хотела бы с ним встретиться и поговорить. Она сожалеет, что его личная информация стала известна всем, но объясняет, что ее клан может помочь ему защититься. Другие игроки видят, что несколько кланов проявляют интерес к теперь уже знаменитому Санраку и указывают, что с ним обращаются как с боссом. Первой его нашла сумасшедшая девушка с серебристыми волосами, и она просто хочет узнать, как приручить кролика Варпала. Новость о нем быстро распространилась, но сам Санраку об этом ничего не знает. Он понимает, что это должно быть из-за Секандейла, но не собирается рассказывать о сценарии с кроликом Варпалом. В этот момент их разговор прерывает внезапное нападение. Нападающая говорит, что нехорошо держать все в секрете и что все должны веселиться. Она шокирует Санраку, называя его революционным рыцарем Санракуном. Санраку, кажется, знает ее, потому что говорит, что великий рыцарь Карандаш наконец-то показался. Девушке не нравится, как он разговаривает с такой красавицей, как она, и она объясняет, что в этой игре она не рыцарь Карандаш. Она шокирует его, снимая маску, и просит называть ее Артур Карандаш. Санраку удивлен, что она не только 99 уровня, но и имеет значок убийцы игроков. Санраку называет ее своим другом в мире мусорных игр. В воспоминаниях показано, как несколько парней грабят магазин в игре под названием «Объединенные раунды». Эти идиоты думали, что им все сойдет с рук, но наш парень Рокуру нашел их и ограбил грабителей. Игроки ласково называли эту игру мусорку симулятором постапокалиптического мародерства. Изначально игра должна была имитировать королевство на грани краха, а игроки должны были играть за рыцарей, которые защищают его от монстров. Это многопользовательская VR-игра. Однако из-за ужасного дизайна игры, в которой верность концепции ставилась превыше всего, шанс выпадения предметов был неоправданно низким. Лишь немногие игроки осмеливались играть в эту игру правильно. Даже для выполнения начального задания требовалось 12 часов поисков на открытых пространствах. В глазах игроков это оставляло им только один вариант – воровать то, что им нужно. Геймеры не хотели тратить часы на поиски низкоуровневых предметов в траве, когда можно было просто ограбить магазин НПК или украсть их у другого игрока. В итоге это оказалось выигрышным ходом в объединенных раундах. В мире, где повсюду царило возмущение и каждый встречный был врагом, появилась одинокая фигура, одержимая насилием, чтобы захватить королевство. И этой фигурой был великий рыцарь Карандаш. Однажды Рокуру грабил трупы, и Кацу попытался объяснить, что игра должна была быть про защиту королевства от монстров. Однако Рокура объяснил, что игра на самом деле не про победу над злым рыцарем Карандашом. Рыцарь Карандаш был совсем не похож на финального босса, которого добавили в сюжет игры. Она намеренно издевалась над игроками, которых не принимала в свои ряды, и провоцировала своих жертв, чтобы они не сдавались и не бросали игру. В этот раз игра в раунды объединения была полностью на совести одного игрока, известной как Императрица Дистопии. Рикура и Кацо планируют убить ее, и она потрясена, увидев их и поняв, что армия повстанцев была лишь отвлекающим маневром. Наши ребята уверены, что смогут победить, и говорят ей, что она должна была расставить более эффективные ловушки. Те, что она расставила, были настолько простыми, что они смогли их обойти с первой попытки. Они впервые встретились, но императрица впечатлена и собирается запомнить их имена. Рыцарь Карандаш раздражен ухмылкой Рикура и спрашивает, действительно ли они смогут победить ее и стать революционными рыцарями. Вернемся в настоящее время. Рикура вспоминает, как в раундах объединения они сражались друг с другом в ничью, и оба в итоге погибли. Однако в этой игре между ними огромная разница в уровне. Карандаш мгновенно начинает бой, говорит Рикура, что она взяла реванш и приехала из Фиции, чтобы убить его. Так что ему не стоит стыдиться, если он заплачет от того, как ему приятно. Карандаш не только хорошо говорит, но и опасный боец, и Ракель должен блокировать кинжалы, которые она метнет. Она знает, что Ракель только что победил грязекопателя и предполагает, что его уровень около 30. Поэтому хвалит его за впечатляющие навыки уклонения. Однако Ракель благодарит игру за то, что все его движения были плавными. Сумасшедшая девушка с серебристыми волосами потрясена, наблюдая за боем, когда понимает, что Карандаш второй по значимости в клане убийц Ашуракой. Она известна как убийца великанов. Карандаш говорит, что она получила такое прозвище из-за того, что постоянно охотится на игроков более высокого уровня. К сожалению, разработчики ослабили ее стратегию, и в последнее время ей стало намного сложнее. Ракель тут же вспоминает, как в прошлой игре она была великаном, и они вместе смеются над иронией судьбы. Но беззаботный момент быстро проходит, потому что Карандаш продолжает атаковать и называет нашего героя с птичьей головой птичьим мозгом. Эмма замечает кое-что, но ничего не говорит и просто психует. Пока Карандаш продолжает свою безжалостную атаку, она признается, что искала его не только из личных соображений. Лидер ее клана Асура Кай
просит передать ему сообщение. Лидер предупреждает Ракура, что если он не обнародует информацию об уникальном сценарии, то будет мишенью для всех. Нашему парню не нравится, когда ему угрожают. Он считает, что этот ее лидер просто дурак, и Карандаш с ним соглашается. Рокура изо всех сил пытается дать отпор, но понимает, что у них слишком большая разница в уровнях и экипировке. Однако он кое-что понял. Рокура замечает, что Карандаш изо всех сил старается не подпустить его к воротам. Он также уверен, что она специально напала на него в первый раз, чтобы не дать ему войти в город. Он понимает, что игроку-убийца сложно действовать в густонаселенном городе, и она признается, что предпочла бы этого избежать. Но все это не имеет для нее значения, потому что она уверена, что он все равно не доберется до ворот живым. И тут мы видим, что Эмму это очень беспокоит, потому что у нее снова появляется кроличий хвостик, и она больше не может его прятать. Она скоро снова превратится в кролика Варпала, но не знает, как сказать об этом Рикуру, чтобы никто не узнал. Хаос нарастает, когда сумасшедшая девушка с серебристыми волосами решает спросить у Рикура, как ей найти кролика Варпала. Она удивлена, увидев, что у Эо есть кроличьи аксессуары, но еще больше шокирована, когда Эо превращается в того самого кролика, которого она так отчаянно искала. Рикура замечает это и говорит, что сейчас неподходящий момент для такого. Пентагон отказывается молчать, но приходит в ярость, когда Рикура использует свой прием. Он отталкивает ее, потому что знает, что она сдерживается, и зовет Эмму к себе. Наш мальчик ловит свою маленькую подружку-кролика, и девушка с серебристыми волосами хочет сделать хотя бы селфи с маленьким пушистым комочком. Рокура объясняет, что подумает об этом, если выживет, и бежит к воротам. Пентагон уверен, что у Рокуру нет шансов победить ее в забеге, но удивляется, когда девушка с серебристыми волосами останавливает ее. Она говорит, что ей плевать на птичью морду, но если Пентагон подвергнет опасности милого маленького кролика, она убьет его в мгновение ока. Рокуру очень рад, потому что именно этого он и хотел. Он понял, что девушка по имени Анималия была одержима его пушистым другом и готова была ради него на все. Он хвалит Эмму за то, что она отличный талисман. Ведь теперь ему нужно только добраться до города. Эмма откроет ему телепортационный портал в Раузу, и никто не сможет его там выследить. Но план Рокуру наталкивается на огромную проблему, потому что Пентагон объясняет, что она никогда не говорила, что пришла туда одна. Рокуру встречает группу крутых игроков из клана Пентагона. Они все ненавидят идею убить игрока более низкого уровня, но они должны это сделать, иначе Пентагон убьет их самих. Пентагон понимает, что Амалия – хранительница ВЗУ, клана, который занимается съемками монстров и не интересуется другими игроками. Она благодарит Рокура за предоставленную возможность. Но Рокура даже не слушает ее, потому что ему приходится отбиваться от группы игроков. Амалия показывает, что она не просто сумасшедшая любительница животных, и произносит мощное заклинание. К сожалению, Пентагон отражает атаку и направляет ее обратно на Амалию. Пентагон впечатлен дебафами, которые наложила Амалия, а Амалия шокирована тем, что Пентагон смог отразить все проклятия в ее атаке. Пентагон показывает удивительный предмет, который позволил ему это сделать – соломенную куклу. Пентагон понимает, что без этого предмета у нее были бы большие проблемы, и ломает куклу. Предмет «Одноразовый удар» возвращает все проклятия, наложенные на игрока, тому, кто их наложил. Безжалостный Пентагон уверяет Амалию, что она останется и будет смотреть, как та умирает от собственного яда. Рокура делает все возможное, чтобы выжить против противников, которые превосходят его по уровню и экипировке. Он анализирует их, чтобы определить, что его лучшая цель – придурок, который использует медленно движущийся длинный меч, так как Рёкл даже не нуждается в навыках, чтобы уклоняться от его атак. Реальная проблема заключается в том, как он нанесет урон игрокам высокого уровня, облаченным в доспехи высшего уровня. Все выглядит довольно плохо, но, к счастью, кто-то прибыл, чтобы полностью уничтожить одного из нападающих одним ударом. Каждый из нападавших потрясен, осознав, что это была беспрецедентная огневая мощь знаменитого мастера атаки. Ракура понятия не имеет, кто этот человек, но не может поверить, что появился еще один человек с таким опасно звучащим прозвищем. Однако мы знаем, что этот гигантский рыцарь в доспехах на самом деле является преследовательницей Ракуру Рэй, и она рада, что наконец-то нашла зеницу ока. Ретроспективный кадр показывает, как расстроилась Рэй после того, как не смогла найти Рикуру, как бы усердно она ни искала, и она подумала о том, как много маны осталось у нее. Сказал ей признаться ему в своих чувствах. Она подумала о том, что Ракура всегда играл в такие необычные и сложные игры. Ей всегда было слишком сложно в них играть, поэтому она никак не могла найти игру, в которую могла бы поиграть с ним. Однако с появлением Эльф все изменилось. Ракель наконец-то начала играть в эту игру, поэтому она отказалась упустить свой шанс. Когда она вернулась в игру, то обнаружила, что ее ждет сообщение. Это был другой член ее гильдии, Сагер,
которая также является ее сестрой. В сообщении говорилось о местонахождении Ракель и содержалась просьба к Рэй связаться с ним. Это был первый реальный шанс для Рэй найти его, поэтому она, не теряя времени, поспешила к нему. В сообщении также говорилось, что несколько кланов уже пытались связаться с ним, и среди них была опасность, что его убьют. Рэй видела его в бою и поняла, что это отличная возможность, которой у нее больше не будет. Если бы она смогла спасти его от ПК игроков, у нее был бы повод поговорить с ним. Это больше всего волновало ее, потому что она была влюблена в него и знала, что однажды они могут встретиться в реальной жизни. Именно тогда она эффектно появилась, и Пентагон сразу понял, что ситуация накаляется. Он знал, что игрокам из ее клана будет нелегко победить Рикура. Но после боя в F он понял кое-что еще. Навыки, которые он развил, играя в ужасные игры во всех жанрах, ценнее, чем уникальные предметы и высокий уровень характеристик. И это огромное преимущество в Shangri-La Frontier. Она также слышала, что Кэтса тоже играет в F, так что, возможно, у нее есть какой-то секретный план. Затем Пентагон был потрясен, когда понял, что в бой вступил Тигр Зеро. Каким-то образом Рикура заманил в ловушку смотрителя зоопарка, а теперь и мастера атак. Пентагон невероятно рад, что пришел, но Амалия еще не закончила, потому что она наложила на Пентагон 5 заклинаний. Она объясняет, что кукла, которую использует Пентагон, может отразить только 5 дебафов, и спрашивает, есть ли у Пентагона защита от ее следующей атаки. Рэй так сильно преследовала Рокуро, что врезалась в столб. Она всегда улыбалась и была довольна жизнью, поэтому он ей понравился. Она начала его искать и в итоге стала первоклассным сталкером. Несколько раз пыталась заговорить с ним, но всегда стеснялась. Вернемся к настоящему. Рэй не упустит свой шанс, поэтому она приходит на помощь Рокуро. Рокуро сразу заподозрил этого огромного рыцаря и решил, что они охотятся за уникальным сценарием, как и все остальные. Он понимает, что нужно придумать, как выбраться, и, к счастью для него, Амалия, похоже, собирается что-то сделать. Последняя атака Амалии требует навыка мастерства и однозначного количества здоровья. Эта девчонка еще одна сумасшедшая в этом аниме. Она объясняет, что ее следующая атака – это смертельное проклятие, которое уничтожит и ее, и противника. Пенгл уже использовала свою куклу и не может ослабить заклинание, поэтому они оба выбывают. Атака вызывает мощный взрыв света, который всех шокирует, но это шанс для Ракура. Он говорит своему пушистому другу подготовить для них портал и извиняется перед рыцарем за то, что использовал его голову как стартовую площадку. Птицеголовый бежит так быстро, как только может, и вражеская группа хочет помешать ему добраться до города, где полно охотников за головами. К несчастью для них, Рэй слишком сильна и отбрасывает их назад. Рокура все еще не доверяет огромному рыцарю, но обещает запомнить его имя Сагер Зеро. Члены Ашуракая в ярости, но Рэй полностью поглощена мыслями. Она не может поверить, что Ракура действительно заговорил с ней, и его извинения снова и снова прокручиваются у нее в голове. Ребята из Ашуракай видят в этом возможность прославиться и напасть на мастера атаки. К несчастью для них, она в ярости, потому что из-за них она не смогла поговорить с Ракель. Члены Шурикай готовятся бежать, но Рэй не дает им этого сделать, потому что она все еще зла на них. Затем мы видим, что Ракура и Эмма наконец вернулись в гостиницу в Рабатузе. Эмма потратила всю свою магию на превращение, но, к счастью, наш мальчик был готов и заранее купил восстанавливающие магию предметы. В этот момент Рикура получает сообщение от Кацу, в котором она называет себя проигравшей. Она не верит, что мастер атаки появился из ниоткуда, чтобы спасти его, и говорит, что сама виновата в своей смерти, поэтому на самом деле не проиграла. Кацу все еще хочет поговорить с Рокуро, поэтому она просит его позвать Каца, чтобы они втроем могли встретиться в игре объединяющие раунды. Странно, что она не хочет поговорить лично, поэтому он ей не доверяет. В этот момент Каца тоже пишет ему, потому что Кацу тоже получила сообщение от Кацу. Каца разделяет скептицизм Рикуро, но они оба заинтригованы тем, что она может сказать. Они решают не отступать, но сейчас Рокуро есть о чем беспокоиться. Имо заканчивает готовить свое вкусное зелье, и Рокуро с нетерпением объясняет, что готов к этому уникальному сценарию. Ракюру интересно, что имел в виду кролик-мафиози, когда сказал, что он должен быть на высоте. Поэтому он решает показать ему это, приведя Ракюра на арену, где они тренируются в самых серьезных боях. Они приходят в Варпал Колизей, и Ракюр удивляется, какой он огромный. Эмма рассказывает, что ее отец-босс хочет, чтобы Ракюр сразился там с 10 монстрами. Ракюр рад такой тренировке, и Эмма объясняет, что он будет ограничен в использовании оружия Варпала.
Это вполне устраивает нашего героя, и он готовится прокачивать уровни, пока не сотрет самодовольную ухмылку с лица Пентагона. Ракюр достает свои смертоносные клинки Варпала и приступает к первому монстру. Наш герой вполне реалистичен. Он не ожидает, что справится с 10 монстрами с первой попытки. Он планирует методом проб и ошибок изучить их атаки, чтобы медленно, но верно одержать победу. Он немного шокирован своим первым противником, ведь это стая гончих, которые всегда появляются группами по 5 и более особей. Их средний уровень 65, и Ракюр задается вопросом, не произошла ли какая-то ошибка. Его безжалостная маленькая подруга объясняет, что никакой ошибки нет, и это просто первый противник. Ракюр понимает, что ему придется нелегко, и его тут же сбивает с ног. В реальном мире Рэй радуется тому, что Ракюр поговорил с ней, и прокручивает в голове этот момент. Но для маленькой сталкерши этого недостаточно, и она решает, что в следующий раз, когда они увидятся, наберется смелости и отправит ему запрос на добавление в друзья. Она думает, согласится ли он, и представляет, как ее сын говорит «да». Рэй представляет, что после этого они станут друзьями в реальной жизни, и от этой мысли она приходит в восторг. Проблема в том, что она искала его в Третьем Риме, когда разобралась с бандитами, но не смогла найти, и теперь гадает, чем он занят. Затем мы видим, чем он занят, когда он смотрит на гончих. Совершенно очевидно, что эти гончие видят в нем только еду, и Немо отмечает, что это уже 7-я попытка Рикуро. К счастью, на арене не применяется наказание за смерть. Но проблема не только в количестве этих тварей и их высоком уровне, но и в том, что они нападают одновременно. Рикуро делает 7-ю попытку и понимает, что их слаженность – результат того, что у них есть командир, отдающий приказы. Он уже достаточно сражался с ними, чтобы это заметить. Один из монстров завывает на безопасном расстоянии и не вступает в бой. Зная это, наш герой использует свою атаку «Спиральный край» на их вожака. Монстр убегает, а остальные бросаются его защищать. Их слаженность нарушается, и он понимает, что был прав. Теперь ему нужно просто игнорировать остальных и сосредоточиться на командире, пока тот не отдаст приказ. Он выслеживает вожака стаи, и Эмма подбадривает его, когда он его убивает. Без командира им больше нечего бояться, и он расправляется с остальными. Рокуро проходит первый уровень тренировки, и Эмма поздравляет его с победой над монстром. Рокуро надеется, что следующий противник не будет целой группой монстров, а Эмма уверяет его, что это будет всего один противник. Он очень надеется, что так и будет, но, к его удивлению, следующим противником оказывается паразитическое щупальце. Это отвратительное существо выглядит как плюшевый мишка, у которого из спины торчат змеи, и Рикуро думает, что это почти то же самое, что и целая группа монстров. Рикуро использовал стратегию «бей и беги» против щупалец монстра. Как только все щупальца были отрублены, медведь перестал двигаться, и Рикуро победил. Ему понадобилось всего 4 попытки. Третий противник был очень сильным гоблином, но с ним было проще, чем с предыдущими двумя. На него ушло всего 2 попытки. Четвертым противником был дикий кабан, но наш герой уже имел опыт в игре и победил его с первой попытки. Пятым противником была какая-то сумасшедшая птица, которая какала кислотой. На нее ушло целых 112 попыток. Следующие несколько противников были относительно легкими, и на каждого из них уходило всего по 1 попытке. Девятым противником нашего героя был какой-то мега-голем. У него был невидимый энергетический щит, который отнимал 70% его здоровья. В конце концов он понял, что нужно постепенно разрушать щит, и победил его с 7-й попытки. Наш герой очень взволнован, ведь у него остался всего 1 противник, но он очень расстроен, что после всех этих сражений поднялся всего на 2 уровня. Это, конечно, из-за ошейника с чарами, который Вэш надел на него, из-за чего его опыт уменьшается вдвое. Эмиль советует птице мозгу отдохнуть, потому что у Ракеля ужасный взгляд. Но наш мальчик так не думает. Он делает смешное лицо и говорит, что оптимизация проходит отлично. Вэш впечатлен, что Рокуро уже достиг финального уровня и говорит, что время выбрано идеально. Рокуро знает, что это не совпадение, и думает, что победа над 9-м монстром активировала событие. Вэш объясняет, что финальным противником Рокуро будет монстр, которого он только что поймал. Вэш действительно постарался, чтобы поймать этого монстра, и отправляет его на арену. Вэш освобождает существо, и наш мальчик не может понять, что это за монстр. Он думает, что это какой-то древний дурак, который пытался слиться с деревом, чтобы жить дольше. Вэш внимательно смотрит и сомневается, что Ракель сможет победить этого монстра в его нынешнем состоянии. Поэтому он меняет критерий ветра. Этот монстр, очевидно, невероятно силен, и все, что Ракелю нужно сделать, чтобы победить и продержаться 5 минут, это использовать магию дерева. Но Ракель хочет доказать, что он может пройти уровень. Ракель уверен в этом испытании на выносливость, но его
его сразу же удивляет первая атака монстра. Это безумное дерево откуда-то достает корни и заставляет Ракура спасаться бегством. Ваш объясняет, что он всегда восхищался уверенностью Рикура, но сейчас ему придется ее доказать, если он хочет выжить. Ракуэль очень напряжен, уклоняясь от всех атак, и понимает, что это будет очень долгая битва. Из более чем 30 миллионов игроков в FL Рокуро первый, кто сражается с этим ужасающим монстром. Рокуро узнает об этом гораздо позже, но мы видим, что этот древесный маг – сумасшедший 120 уровня. Рокуро изо всех сил пытается уклониться от корней, но они, кажется, бесконечны. Наш парень безумен, когда пытается сократить дистанцию с монстром, хотя ему нужно просто выжить. Но это не помогает, потому что атаки Ракуэля даже не царапают волшебника древовидного. Ясно, что физические атаки на него не действуют, и Ракуэль должен уклоняться от цепей монстра. Птичьи мозги понимают, что нужно просто уклоняться, чтобы победить, и Эмма говорит, что прошла уже 1 минута. Осталось 4 минуты, и Ваш хочет увидеть, как работает душа Рокуро. Рокуро продолжает уклоняться, но это становится все сложнее, и он понимает, что его противник – настоящий зверь. Корни копья, от которых почти невозможно уклониться, потому что они не видны, и цепи, которые выглядят так, будто могут уничтожить все, к чему прикоснуться. Как будто этих вещей недостаточно, они еще и преследуют его, как будто он магнит для них. Это почти заставляет его отказаться от уклонения, и Эмма все больше беспокоится за него. Но даже несмотря на это, есть кое-что похуже. Это дерево-монстр то и дело использует магические атаки. Некоторые из них электрические, другие огненные. Чем больше времени проходит, тем разнообразнее становится магия этого деревянного Гарри Поттера. На этот раз он использует ледяное заклинание, и Руину едва удается выжить, потому что атаки становятся все плотнее. Цепи и корни становятся все длиннее, а магические атаки охватывают все большую площадь. Ветви дерева угрожающе шевелятся, и Рикуро понимает, что если атаки будут продолжаться, то он погибнет раньше, чем через 5 минут. В этот момент из земли вырывается фиолетовый туман, и это еще одно заклинание из арсенала дерева, о котором Рикуро должен беспокоиться. Бой начинает казаться безнадежным, потому что эта тварь может нейтрализовать физические атаки и постоянно добавляет свои собственные. Рикуро начинает думать, что у него было бы больше шансов против Ликаона, который оставил ему шрамы, и он действительно теряет надежду. Он так устал, что уже не может ясно мыслить. Рикуро готов сдаться, вернуться домой, чтобы перекусить, пока он обдумывает стратегию, и попробовать снова позже. На самом деле нет никакого наказания за проигрыш, поэтому ему уже все равно. Но тут Рикуро приходит в себя и вспоминает, что он не слабак. Он уже испытывал чувство безнадежности против грязекопателя, когда сдался и вынужден был положиться на Эмма. Рикуро издает боевой клич, воодушевляется и отказывается сдаваться. Он думает, что из-за того, что он всю жизнь играл в мусорные игры, его мозг тоже превратился в мусор, но теперь с этим покончено. Эмиль и Ваш чувствуют, что что-то изменилось, и Ракуро делает еще одну попытку. Он говорит, что переиграл в мусорные игры, и теперь ему нужно уравновесить это игрой в божественные. Ракуро бежит по тропинке, чтобы снова приблизиться к дереву, и обещает себе, что не сдастся. Ваш впечатлен тем, что Ракуро смог прорваться сквозь волны атак и подобраться к дереву, но говорит, что в этом нет смысла, потому что Рикуро может только наносить базовые атаки. Но Рикуро всех шокирует, когда выбивает посох из рук монстра. Рикуро очень устал, поэтому готов просто избить это дерево и пойти спать. Он понимает, что хотя монстр и может нейтрализовать физический урон, атака все равно проходит. Ракель не дает дереву вернуть посох, и он задается вопросом, что будет с деревом, если оно будет сражаться без него. Ясно, что оно больше не может использовать свои заклинания, но у него все еще есть корни и цепи. Ракель понял за годы игры, что в постапокалиптическом мире нужно грабить. Он использует навыки, которые выучил на объединительных раундах, и хватает посох. Ваш и Эмма впечатлены, но до конца таймера осталось 2 минуты, и Ваш хочет посмотреть, на что действительно способен Рикуро. Дерево сходит с ума, и Рикуро понимает, что потеря посоха может привести к тому, что оно впадет в ярость. Атаки становятся все сильнее, и Рикуро хотел бы получить хоть какое-то предупреждение. Малыш Эмиль продолжает подбадривать нашего храброго героя и говорит, что ему нужно продержаться всего 1 минуту. Именно для этого Рикуро и выбрал мобильность, так что он точно не проиграет, когда подойдет так близко. Но один из противников все-таки хватает его, и, как Рикуро и ожидал, накладывает несколько дебафов. Он не сможет увернуться, а древесный маг приближается к нему. Ракель бросает посох в небо, и дерево бросается за ним. В конце концов, монстр его ловит, но Ракель не может поверить, что он его поймал. Ракель насмехается над глупым монстром, ведь если бы он продолжал атаковать, то победил бы, но время вышло. Он называет его деревянной башкой, но удивляется, когда монстр решает продолжать атаковать. Рикуро убегает, говоря, что бой окончен.
К счастью, вмешивается Вэш, потому что 5 минут истекли и полностью удаляет монстра из игры. Рикуро побеждает, и Вэш впечатлен его ловкостью. Рикуро не может поверить, что Вэш просто уничтожил монстра, и спрашивает, как ему удалось нанести физический удар. Вэш объясняет, что монстр может блокировать только физические атаки, когда у него есть посох, а без него это просто ожившее дерево. Эмиль приходит поздравить Рикуро, а Макро рад, что получит награду за выполнение задания. Вэш объявляет его почетным кроликом, но Рикуро думал, что за победу дадут редкий предмет или что-то в этом роде. Ваш снимает с Рикуро ошейник, завершая уникальный сценарий, и маленькие кролики уходят. К удивлению, есть еще один бонусный уникальный сценарий под названием «Эпическая битва». Однако Ракель расстроен, что не получил ни одной настоящей награды и выходит из игры. Уже поздно, и Ракель решает лечь спать. На следующее утро Ракель читает, что рекомендуемый уровень для прохождения бонусного уникального сценария 80, но у него всего 31 уровень. За этим квестом стоит целая история, но он не стал ее читать, потому что был слишком занят. Есть целые кланы, которые изучают все истории в игре, так что ему было бы очень сложно сделать это самостоятельно. Ракуро решает отдохнуть от всех этих уникальных сценариев. Вместо этого он осмотрит город и отправится в следующую локацию. Имо заканчивает поливать свои растения и тоже готова идти дальше. Рокуро понимает, что если он выйдет в таком виде, то его снова будут преследовать ПК-игроки и охотники за информацией. Одного переодевания будет недостаточно, потому что его высокий уровень тоже привлечет внимание. Эмиль, как всегда, оказывается очень полезным и советует ему замаскироваться. Он понятия не имеет, как это сделать, но она знает одно место. Они идут к маленькому кролику по имени Пит, который на самом деле младший брат Эма. Он покупает товары и продает их в Роботузе. Он продает их и в других местах, но для этого ему нужно превратиться в человека, поэтому он не часто это делает. Маленький кролик называет его птицечеловеком, и Ракуро доказывает, что он человек, снимая маску. Эмма в шоке от того, что он на секунду снял маску, ведь она была уверена, что у него есть какая-то веская причина носить ее все время. Эмма спрашивает, что за редкую вещь нашел Персик, и он начинает искать ее в своем инвентаре. Позже мы видим, что это похоже на простыню, а Ракель выглядит как на Хэллоуин в костюме призрака. Они идут за картой окрестностей Третьей Римы, и Ракель ловит на себе странные взгляды. Через некоторое время Ракель не выдерживает и говорит, как сильно ему не нравится костюм с простыней. Ракель успокаивается, когда понимает, что по крайней мере у него есть все необходимое. Ракель говорит, что Эмиль очень быстро тратит магическую энергию в человеческом облике, и она выпивает еще одно зелье. Им нужно двигаться дальше, и у них есть 3 пути, по которым они могут пойти. Первый – это кальдера Фелфати, место, где вода собралась в кратере давно потухшего вулкана и образовала озеро. Второй – призрачный лес, лабиринт пещер, заросших растениями. Последний путь – железные руины божественности. Руины эпохи божественности, получившие свое название из-за множества парящих железных пластин. Рикуро понимает, насколько это серьезно, и просит Эмиля замолчать, когда она предлагает пойти в кальдеру Фелфати. Рикуро решает пойти через призрачный лес и объясняет свое гениальное решение. Он говорит, что они должны любой ценой избегать руин божественности, потому что это ловушка. Пока Рокуро хвалит себя, Эмиль замечает человека, который, кажется, следит за ними. Этот бронированный человек выглядит как жуткий сталкер, и Року в шоке от того, кто это. Мы находим корабль, который стоит где-то в другом месте, и встречаем лидера клана Шурикой по имени Арселот. Он разочарован в своем клане, потому что они подвели его и опозорили. Они извинились и сказали, что потерпели неудачу из-за появления мастера атаки. Арселот не хочет слышать никаких оправданий. На кону стоит секрет уникального сценария, поэтому они должны были ожидать появления лучших игроков. Пенсильгон, член этого клана, и бесстрашно говорит Арселоту, что он должен был сделать это сам. Он говорит, что был занят, и объясняет, что кролик, за которым они охотятся, это ключ к множеству секретов. Арселот хочет получить ответы, поэтому приказывает группе любыми способами вытащить их из Рикуро. Пенсильгон считает, что им нужно охотиться на уникальных монстров, но Урсилет напоминает ей, что этих монстров невозможно победить. На данный момент они единственные, кто знает, как появляются уникальные монстры. Игроки получают опыт, просто сражаясь с чудовищами, поэтому если они все правильно спланируют, они смогут стать намного сильнее. Все соглашаются не охотиться на монстра, но Пенсильгон считает, что они все бесполезны. Арселот пытается остановить ее, но у нее есть важные дела.
Ашуракая всегда ненавидели, поэтому они решили жить за счет ненависти. Однако последний патч сделал убийство игроков более рискованным, поэтому клан изменился. Пенсильгон не может поверить, что она рискует своей жизнью ради одного маленького НПК, и говорит, что это огромная ставка – выиграть или проиграть. Она готова на все, чтобы уничтожить уникального монстра, одного из 7 колоссов по имени Погодный Страж. Року, наш герой с головой в виде птицы, беспокоится, что Сейджер Зеро хочет отомстить ему за то, что он наступил на него. Сейджер Зеро приближается к ним, но Рокуру в ужасе и говорит Эмма, что пора бежать. Члены Ашуракая ищут Рокуру неподалеку. Рокуру бежит мимо них, но они думают, что это просто какой-то сумасшедший в простыне. К сожалению, над их головами отображаются имена игроков, поэтому они замечают, что это игровой ник Рикуро Сарак. Их не смутит его костюм призрака, и они не станут его преследовать. Он привлекает к себе внимание, но у него нет выбора, так как рыцарь преследует его. Рикуро говорит Эмма, что пора отправляться в следующую локацию, и Ашуракут сообщает, что птицеголовый направляется к железным руинам. Они связываются с другими членами и готовятся устроить засаду у выхода. Эмма напоминает Рикуро, что они собирались отправиться в призрачный лес, и он объясняет, что идет не в ту сторону, чтобы всех обмануть. Он знает, что они будут ждать его у выхода, но он собирается оторваться от них в переулке. Его план срабатывает, они теряют Рикуро из виду и решают просто подождать у выхода к железным руинам. Наш гениальный главный герой идеально замаскировался, используя простыню, и научил Эмма кое-чему об обмане. В конце концов они добираются до нужного места, но замирают, когда позади них появляется Сейджер Зеро. Рикуро все еще думает, что гигантский рыцарь – это парень, и боится худшего. Но ему становится немного легче, когда Сагер Зеро отправляет ему запрос в друзья. Сагер Зеро бормочет, что хочет с ним подружиться, но говорит так тихо, что Рикуро не слышит ни слова. Он начинает сомневаться, что это девушка, но потом решает, что она просто пытается усыпить его бдительность. Он думает, что она уже давно могла бы его убить, если бы хотела. У Ракеля серьезные проблемы с доверием, и он задается вопросом, не пытается ли она подружиться с ним, чтобы он рассказал ей о сценарии. Он понимает, что гигантский рыцарь что-то замышляет, раз она смогла разглядеть его маскировку и узнать, куда он направляется. Но Рикуро уверен в себе, ведь он опытный игрок, который уже прошел множество PvP-сражений. Он готов ко всему, поэтому решает подыграть ей и уверен, что все равно сможет победить. Рикуро принимает запрос в друзья, и мечта маленькой сталкерши наконец сбывается. Затем мы видим, что она нашла его случайно, но она очень рада. Она говорит Ракелю, что может помочь ему в игре, но кто-то уже успел подорвать его доверие. Он воспринимает ее предложение как попытку заставить его быть у нее в долгу, чтобы она могла что-то от него требовать. Ракель отказывается, говоря, что не хочет, чтобы его использовали. Она извиняется и желает ему удачи. Рикуро извиняется за то, что использовал ее голову как подставку, но она говорит, что все в порядке, и он может делать это в любое время. Они прощаются, и Рикуро думает, что она слишком быстро сдалась. Эмма считает, что рыцарь выглядит довольно сильным, а Рэйчел определяет, что Сейджер Зеро, вероятно, в 4 или 5 раз сильнее его. Эмма говорит, что у Рэйчел более сильная душа Варпала, но наш Бурман понятия не имеет, что это такое. Рэй просто смотрит, как он уходит, а Рэйчел решает забыть об этой встрече. Рэй понимает, что девушка, с которой он был, не игровой персонаж, но ему все равно, когда он вспоминает, что Ракуро наконец принял его запрос на добавление в друзья. А Соракай понимает, что их обманули, и решает отправиться в призматический лес. Но увидев, что там стоит ужасающий мастер атак, они решают убежать. В лесу наш дуэт наконец-то может расслабиться. Эмма снова превращается в кролика, а наш герой в птицу. Туннель покрыт светящимся мхом, и Рикуро объясняет, что видел много всего, когда выходил из туннелей в других играх. На него нацелены ружья, и они сверкают, как падающие звезды. Но этот удивительный лес превосходит все. Это прекрасное место, и здесь обитают уникальные существа. Например, рабочие пчелы и насекомые, которые служат хранилищем. Жуки убивают друг друга направо и налево, и Рэйчел радуется, ведь ничто не сравнится с исследованием новой местности. У Рэйчел было мало денег, поэтому он решил убить одного из жуков-хранителей в надежде найти что-нибудь ценное. Но у него ничего не вышло, и он заметил, что у насекомого очень легкие крылья, несмотря на огромный живот. Оно слишком медленное для такой птицы, как он, и Рикуро убивает его. К
К счастью, он был прав, и пока он не повредил себе желудок, он может собирать добычу. Эмилия не может сдержать своего восторга, и Ракура решает, что они должны собирать как можно больше предметов. Ракура замечает следующую добычу и с удивлением обнаруживает, что у него есть метательный нож. В ближнем бою он может только защищаться, но он был сильно напуган, когда на него напала какашка-птица на арене. Метательный нож – расходный материал, но это отличный способ атаковать на расстоянии. Ракура использует нож, чтобы атаковать цветок, но он уже знает, что это замаскированный богомол. Он требует, чтобы тот превратился в добычу и уничтожает его. Эмилия подбадривает своего героя, а Рикура объясняет, что богомолов довольно легко победить, если не использовать их маскировку. Рикура проверяет свой инвентарь и обнаруживает, что уже собрал много добычи, но есть одно существо, которое он еще не победил. В этот момент земля содрогается, и это существо появляется. Это гигантский жук, длиной не меньше 5 метров. Он пьет сок деревьев на территории пчел Империи, но пчелам это не нравится. Пчелы нападают на жука и пробираются по лабиринту, следуя приказам своей королевы. Наш герой комментирует ход битвы и отмечает, что жук держится. Эмилия тоже комментирует, но у нее не очень хорошо получается импровизировать. Яростная битва продолжается, и жук атакует своим рогом, пробиваясь к пчелиному гнезду. Эмиль, наконец, готов прокомментировать, но просто говорит, что жук большой. Наш парень продолжает комментировать и указывает, что пчелы нашли несколько слабых мест в броне жука. Королева пчел уже готова отдать приказ своей армии, но жук неожиданно нападает на нее. Жук просто ждал, когда королева окажется в пределах досягаемости, и победил ее. Без королевы остальные звери разбежались, а жук вернулся к своей еде. Ракель восхищается жуком-воином, но этот жук безумен и теперь нападает на них. Они спасаются бегством, и Ракель пытается объяснить, что он просто хотел забрать добычу, которую бросил зверь. Эмиль замечает, что жук, должно быть, подумал, что они хотят его сок, и Ракель предлагает идею. Он бросает желудочный мешок, который взрывается на богомоле, и жук бросается на него. Теперь все изменилось, и Ракель целится в слабые места жука. Благодаря удаче он наносит много критических ударов, и некогда гордый жук-воин превращается в груду мусора. Теперь у Ракура полный инвентарь, и он решает больше не собирать добычу. Эмилю не понравилась идея эксплуатировать труд пчел, но Рикура объясняет, что они живут в мире, где все едят друг друга. Рикура вспоминает, что боссом в этой области является паук, и Эмиль объясняет, что его называют пауком-клоуном. Теперь повсюду паутина, и Рикура предполагает, что они приближаются к боссу. Рикура решает бесстрашно войти в пещеру, но мы видим, что его поджидает ужасный паук. Быстрый взгляд в недавнее прошлое показывает, что другая группа игроков и одна девушка испугались, что их лидер хочет сразиться с боссом локации так скоро. Их лидер говорит ей успокоиться, потому что он уверен, что они победят, но в итоге этот парень застревает в паутине. Девушки пугаются, и мы понимаем почему, ведь они только что столкнулись с жутким пауком-клоуном. Вернемся в настоящее. Ракель направляется к пещере. Однако ему не разрешают войти, потому что другие игроки сейчас сражаются с боссом локации. Парень с розовыми волосами, которого мы видели раньше, падает и сокрушается, что ему придется снова подниматься наверх. Пинки все еще уверен, что сможет изменить эту ужасную ситуацию, но в итоге его просто расплющивает как блин. Рикура молится за погибшего искателя приключений, но теперь он готов к своему выходу. Маленькая невинная Эмма-девочка в шоке от того, что он так быстро двигается, но Рикура напоминает ей, что игроки просто возродятся в Третьей Риме. Они заходят в пещеру и находят трупы бедных игроков, которые были здесь до них. Рикура демонстрирует свою непоколебимую уверенность и говорит Эмили, чтобы она оставалась позади. Он собирается победить паука-клоуна в одиночку, не умирая и не получая урона. Эмма думает, что наш парень абсолютно безумен, но он уже принял решение и вызывает босса локации. Чем выше поднимается паук, тем плотнее становится паутина. К счастью, у него появились новые навыки после прохождения арены. Он пытается решить, что лучше использовать в этой ситуации, но ему приходится быстро отвлечься, чтобы увернуться от падающего валуна. Он использует свой новый навык «Прыжок на одной ноге» и легко избегает столкновения. Ему едва успевает увернуться и предупреждает нашего героя, чтобы тот был осторожен с паутиной перед ним. Она боится, что он застрянет в ней, но удивляется, когда этого не происходит. Наш парень, похоже, разбирается в пауках,
потому что говорит, что горизонтальные линии паутины не липкие. Еще несколько камней падают вниз, но с ним все будет в порядке, если он будет смотреть, куда наступает. Его осторожность в сочетании с навыком ускорения позволяет ему взбираться гораздо быстрее, а Ракель остается внизу, чтобы уворачиваться от падающих камней, спасая свою жизнь. Рокуро наконец встречается лицом к лицу с пауком-клоуном и уклоняется от нескольких его жалких атак. Затем Рокуро использует новый навык удар с разворота и отрубает пауку лапу. Этого явно недостаточно, чтобы победить, поэтому он использует навык удар наотмашь, чтобы нанести еще больший урон. Глупый паук не может удержать равновесие и падает, и Ракель понимает, что падение с такой высоты нанесет ему серьезный урон. Паук пытается сплести паутину, чтобы спастись, но наш парень мгновенно останавливает его своим метательным ножом. Паук падает на землю, и Ракель уже знает, что этого недостаточно, чтобы убить его. Взглянув на потолок, она понимает, что у паука там припасено много тяжелых предметов, и придумывает план. Паук-клоун готовится ко второму раунду, но наш парень уже начал сбрасывать на него валуны и деревья, чтобы раздавить. Паук падает, и Эмма радуется, ведь, похоже, ее герой победит паука без единой царапины. Паук начинает подниматься, и Эмма удивляется, что делает наш сумасшедший протагонист, когда тот начинает спускаться. Оказывается, Рикурлу не нравится такой способ победы, ведь если он не может победить обычного босса, то он не сможет победить и Ликаона. Рикурл обрушивается на паука, нанося критический удар, и босс полностью взрывается. Эмма радуется, когда Куро объявляет победителя. Он победил, как и обещал, без повреждений и без смертей. В этот момент он получает сообщение от рыцаря Карандаша, но он не единственный, кто его получил. Сообщение получила и какая-то блондинка. Она очень разочарована, ведь она слышала, что боссов сложно победить в одиночку, но она только что сделала это с грязекопателем. На самом деле это игрок по имени Катса, и она с нетерпением ждет чего-то, что действительно бросит ей вызов. Рэй взволнованно рассказывает Мане, что ей больше не нужно преследовать Рикурла, потому что они теперь друзья. Рэй восхищается своим парнем, ведь он смог пройти мимо первого города и каким-то образом привел с собой неукротимого кролика Варпала. Рэй радуется, когда думает, что Ракель пришла в магазин, но это просто какой-то незнакомый парень. Оказывается, Рокуро не приходил в магазин уже несколько дней, и Сона предполагает, что он играет сам с собой. Рекуро довольно непредсказуемый парень, поэтому Рэй предполагает, что он будет первым, кто победит уникального монстра. Рэй возвращается домой, но к своему удивлению видит, что наш парень спокойно сидит в другом магазине. Рэй тут же возвращается к слежке и внимательно наблюдает за ним. В журнале Рекуро читает интервью своего друга Катса. Катса – профессиональный геймер, но еще и большой любитель поболтать. Рекуро также читает, что в скоро выйдет крупное летнее обновление, и думает о том, что недавно встречался с Пентаклон. В игре он видит, как Пентаклон указывает на то, что ее гости давно не приходили. Последний раз они виделись, когда напали на ее замок и сразились с 80 игроками, охранявшими его. Ее гости Рекуро и Катса. Мальчики вспоминают, как весело было разрушать ее замок, и начинают обсуждать, как Пентаклон до сих пор злится из-за этого. Пентаклон привлекает их внимание, говоря, что с нее хватит, и напоминает, что им нужно обсудить дело. Она сразу переходит к сути и просит их объединиться с ней, чтобы победить определенного уникального монстра, например, Стража Гробницы. Мальчики на мгновение задумываются, а потом удивляются. Это уникальный монстр, такой же, как Ликаон и Рикуро, поэтому Катса очень интересуется уникальными монстрами. Пентаклон объясняет, насколько это серьезно, но Рикуро думал, что они просто встречаются, чтобы поговорить о сражении с высокоуровневым кланом или чем-то подобным. Рокуро замечает, что их всего трое, и спрашивает, действительно ли она думает, что они смогут справиться с этим, ведь он понятия не имеет, что это за монстр-метеоролог. Карандаш объясняет, что метеоролог не тот тип парня, которого можно победить с помощью цифр. Она пыталась собрать команду из 15 лучших членов Асуры Кай, но у них ничего не вышло. Это монстр, который становится сильнее, когда противников больше, но это еще не все. Затем Пентагон отказывается рассказывать им больше, пока они не согласятся присоединиться к ней. Она планирует напасть через 2 недели, ночью, сразу после масштабного летнего события. Рокуро обдумывает это и спрашивает, почему она просит помощи у 2 игроков, которые только начали играть, когда она могла бы обратиться к паре игроков максимального уровня. Карандаш, кажется, читает его мысли, когда объясняет, что их низкий уровень не имеет значения. Ей нужны только игровые навыки. Поэтому она выбрала Катса, профессионального игрока, и Рокуро, который обладает божественными навыками в игре. Рокуро спрашивает, действительно ли их навыки настолько сопоставимы, и расстраивается, когда его друг Катса так не считает. Пентагон просто хочет услышать их ответы и готова предложить им дополнительную награду. Рокуро говорит, что он хорошо понимает ситуацию, но чувствует, что она что-то скрывает.
Он пока ничего не решает и говорит ей, что она должна рассказать им свой секрет. Карандаш рассказывает им, в чем дело, но мы не слышим, что именно. В реальном мире Ракель выходит из магазина, и Рэй зовет его из своего укрытия. Ракель застигнута врасплох и вспоминает, что видела его на одном из своих уроков год назад. Рэй неловко смотрит на него, а Ракель отчаянно пытается вспомнить его имя. К счастью, он вспоминает, и Рэй говорит, что это просто совпадение, что они встретились здесь. Наш парень покупал обычные игровые принадлежности, а Рэй шел на тренировку по дзюдо. Рэй вспоминает, что Мана сказала ей, что он играет в эльф, и она тоже играет. Она хотела бы как-нибудь поиграть вместе, но Ракель отвлекается на сообщение. Это срочное сообщение от Карандаша, поэтому он прощается с Рэем и убегает. Рэй рад, что она смогла хоть что-то сказать Рокуро. Рокуро купил так много энергетических напитков, значит, он собирается играть долго, и она надеется снова встретиться с ним в игре. Дома Рокуро заходит в эльф и думает, не спросить ли у Рэй ее игровой ник. Эмиль подходит к нему слишком близко, и Рокуро говорит, что хочет кое-что ей сказать. Он собирается сразиться с погодником, стражем гробницы через 2 недели и думает, что в это время можно будет убрать Эму из группы. Эмма сходит с ума, услышав имя погодника, и сразу же бежит к отцу своего босса. Ракель понятия не имеет, что это значит, но у нее нет времени выяснять, потому что ему нужно встретиться с Карандашом. Когда они встречаются, Ракель спрашивает Карандаша, можно ли взять с собой Эму, которая является НПК. Карандаш, конечно, знаком с этим кроликом и говорит ему, что если он действительно заботится об Эмма, то должен забрать ее с вечеринки. Затем он шокирует кролика новостью, что после смерти НПК они не возродятся. Позже мы видим, что отец Эмма вызвал Рокуро, чтобы узнать его планы. Он хочет знать, правда ли, что Рокуро собирается драться с тем, кого называют смертью огня. Рокуро сразу понимает, что это внезапное событие должно быть важным. Лучшая тактика, которую он может использовать сейчас, чтобы поговорить с боссом мафии, это разыграть этот сценарий его персонажей. Если он все сделает правильно, то сможет получить ценную информацию о метеоре. Рокуро решает, что ему нужно убедить вас в том, что он на его стороне, и ключевым моментом будет слово «вольная душа». Вас напоминает Рокуро, что он слишком слаб, чтобы сражаться с метеором. Рокуро драматично заявляет, что не собирается бросать вызов метеору, потому что думает, что сможет победить. Он объясняет, что будет только помогать, а сражаться будет его напарник. Они получают кучу опыта, просто сражаясь с ним снова и снова. Напарница Рокуро предательница в этой группе, и она хочет покончить с этим раз и навсегда. Рокуро объясняет, что она сделала все возможное, чтобы победить, но Вас отвечает, что неважно, сколько усилий они приложат. Если они недостаточно сильны, то просто идут на самоубийство. Миссии на смерть – это не то, ради чего нужна душа Варпала, и Ваш это прекрасно понимает. Рикуро не собирается проигрывать и объясняет, что он и его друзья просто хотят поддержать желание своего лидера победить Метиаманта. Рикуро объясняет, что прийти ей на помощь – это просто поддержать его собственную душу Варпала. Он говорит Вашу, что ему нужно всего 2 недели. 2 недели, чтобы Ваш обучил Рикуро, который признает, что он неопытный дурак, и сделал из него достойного соперника Метиаманту. Кажется, Ваш убеждается в этом, когда начинает говорить о чести. Он утверждает, что один человек очень странный, и Рикуро спрашивает, не говорит ли он о Метиаманте. Этот человек слишком серьезен и никогда не знает, когда нужно остановиться. Он потерял жену из-за маленькой лжи, и теперь он проклят бессмертием. Он просто ходячий труп, который не может даже успокоиться. Поэтому кто-то должен победить его и заставить уснуть. Ваш поклялся не убивать этого человека, но раз Ракель так настаивает, он не будет его останавливать. Кроме того, Ракель даже настаивает на этом. Ваш соглашается помочь ему. Ракель потрясен, когда они приходят в кузницу. Он радуется, что прошел в следующий этап турнира Робатуза. Ваш обращается к кузнецу по имени Билок, который тоже один из братьев Эмма. Это уже 3-й ребенок, и Рикуро спрашивает, все ли кролики в Робатузе дети Ваша. Рикуро представляется, и Белак говорит, что он выглядит в точности как человек по имени Злой. Ваш смотрит на оружие Рикуро и рад, что оно ему подходит. Ваш говорит, что он будет его ковать, но Белак в шоке от этих слов.
Она не может поверить, что Ваш будет сам ковать молот, но Ваш объясняет, что так нужно. Если Рикура собирается победить Огненного, он не может просто сидеть и ничего не делать. Белак, очень взволнованный, идет разжигать горн. Ваш спрашивает Рикура, есть ли у него хорошие материалы, которые он получил после трудной битвы, и Рикура роется в своем инвентаре. В конце концов он что-то находит и протягивает Ваш панцирь жука-оленя. Он смог выдержать атаки пчел Империи в течение долгого времени, так что это хороший материал. Ваш соглашается и готовится. Белак объясняет, что Рекрос должен считать себя счастливчиком, потому что их босс не держал молот в руках уже несколько лет. Последний раз это было еще до того, как он стал королем кроликов. Имо говорит, что Ваш на самом деле искусный кузнец и не просто обычный. Его мастерство позволяет ему называть себя мастером, а его знания о ковке оружия эпохи божественности делают его древним мастером. Как мастер обоих направлений, он божественный кузнец, непревзойденный мастер своего дела. Имо очень рада, что ее отец готов начать работу. Ваш кует оружие Ракель, и Ракель с удивлением видит, как появляются магические круги. Они появляются с каждым ударом и затем впитываются в оружие. Балок объясняет, что для улучшения оружия нужно прочитать воспоминания и опыт, который оно накопило в битвах, и превратить их в то, чем оно должно быть. Проще говоря, это техника, которая возвращает оружию его истинную форму. Оружие с названием Варпал помнит битвы с сильными противниками. Ваш берет воспоминания о сражениях Лейки и силу сильного врага, которую Лейка вложила в материал, и создает из него оружие. Затем он смешивает эти два элемента, чтобы изменить форму оружия. Балок отмечает, что Ракель сражалась с Лейкой на равных, поэтому ей не терпится увидеть, какое оружие получится в результате. Ваш начинает петь, и Рике приходится попросить его замолчать, потому что это очень важный момент. Кролики с восторгом наблюдают за работой мастера, а Ваш продолжает петь. Через некоторое время Ваш наконец объявляет, что мечи Варпал обрели свою истинную форму и название. Теперь это мечи Лунный клинок, растущий убывающий. Это два меча из одного клинка, и только когда они будут вместе, они покажут свою истинную силу. Рокуро, конечно, в восторге от этого и сразу же проверяет их характеристики. Растущий клинок при использовании в бою с врагом более высокого уровня уменьшает здоровье владельца при критическом ударе. Однако он также увеличивает урон от следующей атаки. Что касается убывающего клинка, он восстанавливает здоровье при тех же условиях. Это значит, что мечи действительно дополняют друг друга. Затем Рокуро читает, что шкала слияния заполняется после нескольких критических ударов. Рокуро не может поверить, насколько это круто, ведь это значит, что мечи могут объединяться. Рокуро хочет сразу же их опробовать, но, к сожалению, у него недостаточно характеристик, чтобы их экипировать. Рокуро успокаивается, понимая, что это всего лишь математика. Для использования этих вещей нужна характеристика 150. А у него сейчас 57. Игроки получают по 5 очков за каждый уровень. Рейкаэль очень расстраивается, понимая, что ему нужно будет достичь 50 уровня, прежде чем он сможет использовать это оружие. Остальные пытаются его утешить, но это бесполезно, ведь он хотел опробовать свое новое оружие прямо сейчас. В Третьем Риме Рикуро опаздывает на встречу с Пенсильваном и Катца. Они злятся, потому что он не просто немного задержался, а опоздал на 3 часа. Рикуро объясняет, что был занят в уникальном сценарии и не мог оттуда выйти, потому что появились синоптики. Пенсильван соглашается простить ему опоздание, если он расскажет, что узнал. Катца не может в это поверить и говорит, что Катца слишком смелый, раз выбрал блондинку в качестве своего аватара. Катца заявляет, что ему не нужны советы по дизайну персонажа от парня, который выглядит как птица, и называет его печально известным преступником. Пенсильван специально выбрала место для встречи с низким трафиком, потому что за Рейкаэлем охотится много людей. Затем Рейкаэль рассказывает им все, что узнал о синоптике Хранителе Гробницы. Катца интересуется, не имеют ли они дело с каким-то монстром-нежитью, а Пенсильван вспоминает, что движения синоптика казались немного странными. Она предположила, что он был киборгом, но нежить больше похожа на правду. Пенсильван странным образом заявляет, что ей нужно кое-что сделать, и просит встретиться позже вечером. Она также поручает им пока потренироваться в руинах и дает удочку и карту. Парни понятия не имеют, как эти предметы могут помочь, но Пентакл говорит, что все станет ясно, когда они доберутся до места. Пентакл собирается уходить, но замечает странного маленького кролика на спине Рикуро.
Она заметила, что что-то не так, когда вошел второй Рикура, и спросила, неужели он действительно думает, что его маскировка работает. Рикура изо всех сил старается изобразить непонимание, делая вид, что не знает, о чем она говорит, и просто объясняет, что он просто следует последней моде. Пентакл в шоке, что ему удалось обмануть хотя бы одного человека, а Катса спрашивает, что это за мода. Пентакл решает не продолжать эту тему и просто уходит. Двое парней с нетерпением ждут возможности потренироваться, но Рикура нужно время, чтобы выбрать безопасный маршрут. Катса был в предвкушении, но расстроился, потому что теперь ему придется прятаться, раз он с Рикуро. Эмма понимает, что у нее болит ухо, и хочет немного пройтись. Катса наконец понимает, что что-то не так, и удивляется, когда видит, что снаряжение Рикуру разговаривает. Все раскрыто, и Ракель отпускает Эмма, который говорит, что просто хотел посмотреть, сколько времени пройдет, прежде чем Катса заметит. Катса понимает, что это НПК из уникального сценария. Присмотревшись, он жалеет, что у него нет такого, но Рикура говорит ему, что он сам должен его раздобыть. Наконец-то ребята добрались до входа в руины, и Рокура объясняет, что хочет как можно скорее добраться до 50 уровня. Катсу признается, что впервые играет в группе, и Рокуро тоже впервые играет с другим игроком. Они подходят ко входу в железные руины божественности, и оба приходят в восторг, потому что здесь совершенно другая атмосфера, чем в остальной части игры. Мы ненадолго заглядываем в прошлое, когда наша группа собирается обсудить стратегию. Пенкигон объясняет, что в начале битвы Уэсмортон активирует навык. Он устанавливает максимальный уровень всех персонажей в этой области, кроме него, на 50-й. Ребята в шоке, потому что Уэсмортон — это безумный 200-й уровень. Вот почему их уровни не имеют значения, и навыки игрока — это главное. Ребята все еще новички в игре, поэтому им нужно хотя бы дойти до 50 уровня. Вернемся в настоящее время, двое парней входят в железные руины божественности. Они ищут скрытую область, которая идеально подходит для прокачки, о которой им рассказал Пенкигон, но поиски занимают больше времени, чем ожидалось. Это совсем другая игра по сравнению с тем, что происходит за пределами руин, повсюду мелькают черные панели. Рикурл, заядлый геймер, замечает, что они могли бы сделать что-то по-настоящему крутое, если бы взломали платформы. Кацо хорошо знает своего друга и говорит ему, что ему нужно выкинуть из головы все, что связано с играми. Это место напоминает Кацо научно-фантастическую игру уровня богов, но Ракель просто хочет знать, какой у него уровень. Кацо говорит, что у него 25 уровень, и Ракель смеется над ним, потому что у него всего лишь 20. У Рикуро 31 уровень, и Кацо тут же замечает, что они не так уж сильно отличаются. Эмиль невольно подшучивает над Кацо, когда объясняет, что Рикуро просто беспокоится о том, какой он слабый и хрупкий. В этот момент Эмиль предупреждает парней, чтобы они были осторожны, потому что их чуть не раздавил огромный купол подавления. Это явно враг, но Кацо уверенно говорит Рикуро, что тот может не участвовать в битве. Эмиль спрашивает, действительно ли это нормально, но Рикуро уверен в способностях своего друга. Кацо готовится к бою и объясняет, что неважно, какой у тебя низкий уровень, у тебя все равно есть шанс победить, если ты умеешь драться. Он уничтожает дрона одним ударом и помогает своим товарищам по команде. Ката объясняет, что красное свечение на его руках — это заклинание, которое усиливает его жизненную силу. Появляются новые враги, и он продолжает объяснять, что выбрал монаха кулачного бойца. Он не может использовать оружие, но взамен может усиливать себя и бить врагов кулаками. Что касается его характеристик, то он вложил большую часть очков в здоровье и жизненную силу. Каса заканчивает уничтожать врагов и может сказать, какой у Ракеля билд, просто зная его. Катса предполагает, что Ракель — это боец с уклоном в силу и ловкость. Он частично прав, но Рикуро поправляет его, говоря, что он боец с уклоном в ловкость и удачу. Маленькая Эмиль поправляет его еще больше и объясняет, что у Рикуро душа воина, но никто не знает, что это такое. Они продолжают свое долгое путешествие, следуя точным указаниям на карте, которую дал им карандаш Гонг. Они должны пройти несколько путей и множество комнат. Все они поражены человеком, который составил эту карту, ведь для этого нужно было много терпения. В конце инструкции говорится, что нужно прыгнуть в дыру, но они останавливаются, думая, что это какая-то шутка, чтобы заставить их покончить с собой. Каса не хочет, чтобы стеклянная пушка Рикуро погибла, поэтому он идет первым. Ему говорит, что Каса смелая девушка, но Рикуро пытается объяснить, что Каса парень. Катса говорит им спускаться, но при этом называет Рикуру неудачником. Рикура злится и прыгает вниз, готовый отомстить. Однако он быстро забывает об оскорблении, когда видит, что они добрались до тайного места. Согласно инструкциям Пентагона, они смогут поймать монстра, называемого озерным змеем Лайфсти.
Катса задается вопросом, смогут ли они вообще что-то поймать на свои маленькие удочки, но они решают попробовать. Два друга очень азартные и решают посоревноваться, кто поймает больше. Отец Рокуро часто брал его с собой на рыбалку, поэтому он знает все хитрости и приемы. Рикуро быстро клюет, но Каса говорит, что скорее всего это просто удача. Рикуро удается поймать только лосося, но все в шоке, когда Катса вытаскивает огромного змея. Озерный змей Лайвсти сильный зверь, поэтому Рикуро решает, что пора показать свое новое оружие. Катса напоминает Рикуро, что у него слишком низкий уровень, чтобы использовать лунные клинки, но Рокуро-неудачник достает свое новое оружие. Это называется парные клинки Империи. Змея начинает атаковать, и Эмма объясняет Катса, что сестра сделала эти клинки для Рокуро. Мы видим, как маленький кролик заканчивает делать клинки из материала королевы пчел Империи, который принес Рокуро. Байлок расстраивается, когда Рокуро почти забывает ее имя и понимает, что ему, возможно, придется управлять уровнем привязанности не только к Эмилю и Вэшу, но и к другим кроликам. Паника охватывает его, когда он вспоминает ужасную игру «Симулятор свиданий». В этой игре ему нужно было поддерживать уровень привязанности у разных девушек. Если он хоть немного ошибался, то получал плохой финал, где все девушки переезжали в Италию, чтобы работать в пиццерии. Его персонажа по имени Санраку Пиклфиш ждала печальная участь под камнем для пиццы. Рокуро быстро приходит в себя и хвалит Байлока за новые клинки. Она говорит, что у его правого клинка есть особый атрибут. Затем мы видим, как он использует его против змеи. Ребята делают все возможное, но им трудно. Их уровни слишком низкие, чтобы нанести монстру хоть царапину. Рикуро объясняет, что у некоторых видов оружия, навыков, заклинаний и атак монстров есть атрибут коррозии. Если нанести достаточно урона определенной части аватара, это приведет к видимым повреждениям и появлению уязвимого места. Биллок объяснил, что его правое оружие не подвержено коррозии обычным способом. Оно заражает ту часть, куда наносит удар Рикуро, и со временем разъедает ее как едкий яд. Атрибут коррозии накапливается и постепенно проникает внутрь. Если он продолжит наносить коррозийный урон, то сопротивление противника к дебафам ослабнет, и коррозийный эффект проявится быстрее. Рикуро наконец-то удается найти слабое место, и Ката сосредотачивает все свои силы, чтобы атаковать его. Им наконец-то удается ранить эту тварь, и Эмма хочет присоединиться к битве. Змей быстро нападает на нее, и Рикуро не успевает ее защитить, но Ката бросается вперед, чтобы принять удар на себя. К счастью, Ката выжил, потому что он был похож на танк. Ката оглушает змея, и они объединяют свои силы, чтобы атаковать чудовище, и в итоге побеждают. Битва определенно стоила того, потому что они получили много опыта, и ребята уже начали прокачиваться. Ката поднялся на 4 уровня и открыл кучу новых навыков. Он думает, что можно объединить навыки, но Рикуро предполагает, что он перепутал Эльф с другой игрой. Рикуро даже не знает, что такое объединение навыков, но Катсу уверен, что это возможно, потому что Эльф — это игра, в которой все завязано на навыках. Катсу объясняет, что он должен был узнать об этом на первом курсе, но Рикуро пропустил этот стартовый город. Затем Ката объясняет, что навыки с уровнями мастерства можно объединить в специальном месте под названием «Сад навыков». Это позволяет создавать новые комбинированные навыки. Рикуро теперь понимает, почему некоторые из его навыков меняли название, потому что это означало, что их можно было объединить. В саду навыков можно сделать еще много всего, и Рикуро в шоке, потому что он ничего об этом не знал. Ката упоминает о подклассах и гильдиях, и это еще больше шокирует Рикуро, потому что он пропустил так много, просто пропустив один маленький город. Рикуро решает, что не добьется ничего, если будет сидеть сложа руки, и решает продолжить тренировки. Чуть позже ребята снова встречаются с Пенсильванией. Она довольна их прогрессом, так как Катса уже 40-го уровня, а Рэйчел 42-го. Это большой прогресс за такое короткое время, так что они опережают график. Катса пытается объяснить, как мало Рокуро знает о таких вещах, но Рокуру его перебивает. Катса был впечатлен силой Эмма, и Рокуро говорит, что его драгоценный маленький друг уже 56-го уровня. Времени у них все еще мало, поэтому Пенсильвании пришлось использовать дорогую палатку, которая служит точкой сохранения. Затем Пенсильвания говорит, что им пора встретиться с одним человеком, и это единственное время, когда они могут это сделать. Этого человека зовут Сицуна, и им нужно поговорить с ней, чтобы сразиться с метеорологом. Позже мы видим Сицуну, поющую у дерева. Рэйчел и его друзья идут через радужный лес. Пенсильвания объясняет, что им нужно найти темное место среди светящегося мха.
Когда они находят это место, она нажимает на него и открывается потайной ход. Рокуро расстраивается, что прошел мимо этого места, но Пенсильвания объясняет, что найти эти скрытые места можно только случайно. Она случайно наткнулась на это место. Рикуро смотрит свысока на тех, кому повезло меньше, чем ему, но Кицаль не согласен с его глупым выражением лица. Пенсильвания просит их прекратить этот цирк, потому что они уже пришли. Это место полно красивых цветов, но команда считает, что здесь довольно жутко. Где-то неподалеку слышится пение, и Катса обращает их внимание на поющую девушку. Эта девушка прозрачная, и наш главный герой птица задается вопросом, не баг ли это в этой божественной игре. Катса жалеет своего друга, который любит играть в мусорные игры, потому что тот всегда думает, что это из-за багов. Пенсилган приветствует НПК по имени Сэцуна, а Ракель замечает, что ее одежда не похожа на ту, что носят в фэнтезийном мире. Он спрашивает, не из эпохи ли она античности, божественности. Если так, то она может быть ключом к уникальному сценарию, который он открыл. Рикуро решает представиться, назвав себя человеком со 100 навыками, но Пенсилган прерывает его и представляет своих друзей как Стоуджа-1 и Стоуджа-2. Они ее козырная карта, которая поможет наконец-то победить Метеора. Эмма и Катса называют свои имена, но Ракель хочет услышать его еще раз. Бог карандашей признает, что его новая команда пока не впечатляет, но она планирует их обучить перед битвой. Затем эта призрачная леди говорит кое-что удивительное, потому что она никогда не встречала кого-то, у кого было бы два проявления Сури, когда она говорит о Рикуро. Кроме того, с ним еще и ребенок Золушки. Рикуро не понимает, о чем она говорит, но Цуна просто отвечает, что он напоминает ей кого-то, кого она знала давным-давно. Она благодарит его за то, что он пробудил ее давние воспоминания, но Ракель все еще ничего не понимает. Пора приступать к делу, поэтому появляется экран, предлагающий начать новый уникальный сценарий. Ребята соглашаются, и Сацуна рассказывает, что Метеор был ее любимым. У них было небольшое недопонимание, и она умерла. С тех пор все, что делает этот синоптик, охраняет ее могилу. Сацуна не знает, сколько времени прошло с тех пор, но следующее, что она помнит, это то, что она находится в каком-то призрачном состоянии. Сацуна не обижается на то, как закончилась ее жизнь, но она считает, что все, что заканчивается, должно оставаться в прошлом. Они не должны привязывать кого-то к прошлому. Она не может смириться с тем, что этот синоптик привязан к ее прошлому. Он использовал заклинание, которое она создала, чтобы создать барьер вокруг ее могилы, и сделал еще что-то, чтобы никто не смог найти ее могилу. Однако в ночь новолуния, когда луна теряет свой свет, в барьере образуется трещина. Катса говорит об этом прямо и решает, что им нужно просто пройти через эту трещину и сразиться с синоптиком. Сацуна рассказала им все и надеется, что они наконец-то смогут упокоить его. Карандашган говорит ей, что они не похожи на тех неудачников, которые пытались это сделать раньше, и уверяет ее, что они положат конец всем страданиям. Рэйчел и Кацуо ошеломлены, потому что этот Карандашган совсем не похож на того, которого они знают. Тот Карандашган, которого они знают, однажды привязал короля НПК к своей карете, чтобы заманить врагов. Она также привязала принцессу НПК к люстре, чтобы заманить игроков, которые пытались ее спасти. То, что она сейчас мило беседует с НПК, кажется им невероятным. Они насмешливо спрашивают, не появилась ли у нее душа, но Карандашган заставляет их заплатить за насмешки над ней. Пентатон говорит, что хотела бы побить их всех, но у них нет времени, потому что они готовятся к битве с Метеормонтом. Пентатон признается, что иногда ей нравится играть по правилам. Что-то в Сацуне и ее истории заставляет ее делать это. Пентатон, кажется, немного стыдится этого, но Рико считает, что это нормально. Он считает, что относиться к игре серьезно – это здорово, потому что когда человек относится к чему-то серьезно, это становится еще интереснее. Ката полностью с ним согласен и говорит, что это его работа, потому что он профессиональный игрок. Рикуро всегда пытается подколоть друга и говорит, что Кацу тоже профессиональный игрок, но до сих пор не нашел ничего уникального для себя и для них. Ребята начинают спорить, но их останавливает Пентатон, которая смеется над ними, потому что они такие же глупые, как и она. Затем Пентатон становится серьезной и напоминает им, что они сражаются с монстром, который заставляет игроков понижать уровень до 50. Это беспрецедентно в истории битв с боссами, но она уверена, что они смогут победить. Они все согласились отнестись к заданию серьезно и объединить усилия. Через некоторое время просыпается Ракуро и говорит, что усердно тренировался с тех пор, как встретил Сацуну. Каждый день он засиживается допоздна. Ему, наконец, удалось достичь 51 уровня, а Кацу 46.
Теперь ему нужно поработать над своими навыками, и Эмо сказал им, что в Роботузе есть сад для улучшения навыков. Рикура вспоминает, как Пентатон говорила, что эта битва будет зависеть только от их навыков, поэтому он решил их улучшить. Затем Рокуро встречает свою маму, которая рада, что он не забывал про их договор на летних каникулах. Рокуро говорит, что у него не было выбора, потому что он не хотел, чтобы она его отключала от игры. Младшая сестра Рокуро, Руми, очень недовольна тем, что мама держит жуков на кухне, и замечает, что Рокуро рассматривает одну из моделей в ее журнале. Модель зовут Тоа, и по словам Руми, она самая лучшая модель в мире. Это имя Тоа как-то связано с именем Сацуна, и мы узнаем, что карандашом на самом деле зовут Тоа. Руми говорит, что она сама немного подрабатывает моделью, но ей нужно попросить папу, чтобы он помог ей с рекламой. В это время возвращается их отец и показывает огромную рыбу, которую он поймал. Его зовут Шонджи, и дети расстроены, что им снова придется есть рыбу на завтрак и ужин. В их семье есть правило: по воскресеньям они должны завтракать и ужинать вместе. Это правило было необходимо, потому что, если бы его не было, они бы все погрузились в свои хобби и никогда бы не виделись. Шонджи нужно почистить рыбу как можно скорее, но Руми просит его сделать это на кухне. Рокуро уверен, что они могут показаться странными для окружающих, но он думает, что его семья просто нашла способ жить так, как им нравится. Затем Рике решает, что пора возвращаться в игру, ведь до битвы с Метеором осталось всего 2 недели. Это будет непростой бой, особенно после информации, которую ему дал карандаш. Метеор постоянно атакует одиночными ударами, мгновенно убивающими противника, и использует площадные атаки. Но благодаря этой информации Рике понял, где можно потренироваться. Это игра, в которой постоянно происходят сбои, из-за чего все атаки происходят с безумной скоростью. Игра называется Berserk Online. Рике заходит в эту игру, известную как Бургер, и замечает, что там никого нет. Он решает, что сразится с финальным боссом в сюжетном режиме. В этот момент он встречает случайного игрока по имени Стрекоза. Этот парень очень хочет сразиться и объясняет, что он новичок в игре. Он еще даже не победил финального босса и был бы рад, если бы Рике дал ему пару советов. Эта игра довольно старая, и Рике не верит, что этот парень новичок, и даже называет его вымирающим видом. Рике понимает, что этот бой не будет лучшим для его тренировки, но не может упустить возможность сразиться с таким редким экземпляром. Это, конечно, мусорная игра, поэтому они соглашаются, что в бою можно использовать глюки. Рикё анализирует этого парня и понимает, что у него всестороннее развитие. Такие игроки часто используют глюки, но Рикё предполагает, что он не знает, как их использовать. Бой начинается, и Рикё сразу же удивляется, когда Стрекоза нападает. Рике напоминает себе, что этот парень новичок и, скорее всего, не будет использовать стандартные стратегии. Рикура еще больше удивляется, когда этот парень отводит кулак назад перед тем, как нанести удар. Это техника, которая позволяет игроку растягивать руку как резину. Если удар достигает цели, то он наносит двойной урон. Эта техника называется йо-йо, и Рикура шокирован, что он промахнулся. Рикура объясняет, что он использовал технику под названием йо-йо, которая мгновенно меняет текстуру и хитбокс игрока. Рикура признает, что этот парень умеет пользоваться базовыми техниками, но он объясняет, что в этой игре есть гораздо больше, чем просто это. Берб полон техник, которые игроки открывают для себя в процессе проб и исследований, и он планирует показать этому парню все. Бой Рикура с драконом привлекает толпу, и все удивляются, неужели дракон действительно новичок. В это трудно поверить, потому что этот парень сражается с известным Рикуро и настроен выиграть хотя бы один раунд. Рикуро просто избивает парня как Луфи своими ударами, и дракон проигрывает еще один раунд. Рикуро говорит, что его потрясающий стиль кулачного боя практически непобедим, но дракон хочет еще одну попытку. Будет 3 раунда, и они снова соглашаются на битву, полную ошибок. Рикуро разочарован, что этот глупый парень снова использует ту же самую технику, но на этот раз дракон удивляет его, уклоняясь. Рикуро впечатлен, что этот парень научился использовать ошибку с йо-йо в нужный момент, и парень рад учиться у него. Рикуро думает, что это просто рыцари, но он должен был тренироваться, чтобы подготовиться к битве с Метеором. Он хотел бы сразиться с более сильным противником. Стрекоза замечает, что Рикуро отвлекся, и использует это, чтобы нанести мощный удар. Рикуро впечатлен, потому что парень смог приблизиться, несмотря на то, что его нога была повреждена, и использовал инерцию для атаки.
Но Рикура уже знает этот прием, он называется удар с разворота. Он объясняет, что использование этого приема стрекозой показывает, как мало он знает об этой игре. Удар с разворота – мощный прием, но у него очень долгое время восстановления. Затем Ракель демонстрирует прием, который должен был использовать стрекоза – кулачный бой. Это мощная атака, и Ракель отталкивает стрекозу назад. Поскольку отступление невозможно, стрекоза решает атаковать в лоб, но Ракель просто собирается контратаковать быстрым ударом. Стрекоза использует какой-то глюк, но никто из игроков не понимает, что он делает. Аватар этого парня ведет себя странно, и Ракель в шоке, когда видит, что стрекоза использовал два удара с разворота одновременно. Ракель никогда такого не видел, но он уверен, что его быстрый удар все равно смог бы отразить атаку. Он решает позволить удару попасть в него, и все в шоке, когда стрекоза наконец выигрывает раунд. Зрители все еще не понимают, что произошло, но стрекоза празднует свою победу. Все фанаты этой игры собираются вместе и обсуждают прием, который только что использовал стрекоза. Оба кулака каким-то образом попали в цель, и это позволило стрекозе набрать очки. Они сравнивают это с другими известными атаками, но ничего похожего не находят. Они решают, что если команда разработчиков сможет воспроизвести атаку стрекозы, то она будет официально признана. Пока же Ракель неожиданно поздравляет стрекозу с неофициальным открытием нового приема. Стрекоза в полном замешательстве, но для команды это большое событие, и они награждают стрекозу за то, что она назвала этот прием. Стрекоза ломает голову, пытаясь придумать название, но Ракель говорит, что у него есть время подумать, тем более, что раундов еще много. Ракура решает, что в обмен на то, что стрекоза покажет ему новый прием, он тоже покажет ему один. Это довольно безумный прием, который можно активировать только в начале раунда. Вскоре начинается второй раунд, и Ракура неожиданно использует прием под названием «двойник». Он разделяет Ракура на две части, и Ракура признается, что долго не мог придумать название для этого приема, когда открыл его. Он объясняет, что особенность этой игры в том, что как только ты думаешь, что все понял, всегда появляются новые вещи, которые нужно изучить. Вот почему, сколько бы людей не покидало игру, он всегда возвращается время от времени. Ракура атакует своим двойником, но стрекоза быстро понимает, что проиграл два раунда подряд. Он считает, что было несправедливо, что двойник Ракура удерживал его, пока Ракура его уничтожал, но это часть игры. Ракура признает, что атака становится немного безумной, потому что двойник оказывается под контролем и, если его не остановить. Стрекоза великодушен и благодарен Ракура за то, что тот уделил ему время, ведь он новичок и неудачник. Он обещает придумать крутое название для своего приема, но будем надеяться, что он придумает что-то получше, чем атака Доппельгангера. Затем Рокура рассказывает, что его друг нашел одного действительно жуткого жука. Рокуру не уверен, что сможет это сделать, но стрекоза хочет, чтобы он попробовал на нем. Этот друг, о котором он говорит, конечно же, Катса, и мы видим, что она делает. Катса злится, что Рикуру оставил ее одну с пропавшим карандашом, и требует, чтобы он заткнулся и продолжил тренировку. В Роботузе Ракель рада вернуться в Эльф и готова провести там весь день. Конечно, с ней верный Эмма, и он говорит ей, что сегодня они попробуют новые комбо-приемы, о которых рассказал Катса. Рикура спрашивает, правильно ли они идут, но Эмма не может поверить, что этот тупица убежал, даже не зная, где находится сад навыков. Но что еще важнее, Эмма удивлен, что Рикура так полон энергии, ведь прошлой ночью он был очень измотан. Птицеголовый выясняет, что все просто, потому что новые открытия его вдохновляют. Эмма указывает им правильное направление к саду навыков и говорит, что в Роботузе выбор гораздо больше, чем в городах. Но это секрет, поэтому маленький кролик хочет, чтобы глупая птица его не выдавала. Ракель очень хочет получить секретное преимущество, поэтому соглашается. Наконец они приходят в этот популярный сад навыков, где их встречает еще одна крольчиха. Ее зовут Элк, и она рада видеть Эмиля с его другом-птицей. Ракель понимает, что он никогда не избавится от постоянных прозвищ, связанных с птицами, но он сам виноват в этом. Ему рассказывает, что Элк ее старшая сестра, и они двойняшки. Рикура замечает сходство между двумя розовыми крольчихами и удивляется, что у нее так много братьев и сестер. Рикура объясняет, что хочет объединить свои навыки, и Элк с радостью соглашается. Она очень хорошо разбирается в таких вещах. Поэтому отец поручил ей это, и поэтому она сейчас здесь. Ракель передразнивает ее, повторяя ее манеру говорить, и просит показать, как объединять навыки. Несмотря на странное поведение птицы, Элк соглашается.
Ракель рассказывает, что быстро прокачивает уровни, поэтому у него накопилось много навыков. У него длинный список навыков, которые можно объединить, и он объясняет, что некоторые из них изменились. Эл говорит, что объединение навыков высокого уровня в итоге дает более сильные навыки, чем объединение тех же навыков на более низком уровне. Рикура задумывается, не стоит ли ему сначала прокачать навыки, но в итоге решает, что хочет очистить список навыков, объединив их. Через несколько секунд он выбирает, какие навыки хочет объединить. Рикура платит за так называемый рецепт, и Элк отправляется на работу над ним. Пока она этим занимается, наш герой-птица решает проверить свои характеристики. Сейчас у него 51 уровень, но ему пришлось повысить характеристики, чтобы экипировать свои лунные клинки, поэтому у него не было возможности повысить свою живучесть. Теперь он больше похож на стеклянную пушку, чем когда-либо, а его защита по-прежнему на нуле. Элк сообщает, что закончила, и Макро в шоке, когда видит, что она принесла. Элк объясняет, что это 6 комбинаций, поэтому количество немного больше, чем нужно. Однако, как только Ракель выпьет это, он мгновенно выучит все 6 навыков. Но эта штука выглядит очень токсичной, и Ракель не может поверить, что ему придется выпить эту мерзкую жидкость. В ней даже есть чертова ветка, и он думает, что никогда бы не сделал этого, если бы не был в игре. Но он в игре, поэтому кролики говорят ему перестать быть слабаком и выпить. Рикуру вливает жидкость в свой огромный птичий клюв, и девушки восхищенно смотрят. Рикуру наконец-то допивает отвратительную жидкость и поражается результату. Он мгновенно выучил все навыки, как она и сказала, и теперь у него есть 6 новых навыков из тех, которые он связал. Плюс 9, которые он выучил, или которые изменились, пока он повышал уровень. Он надеется, что хотя бы один из них действительно мощный, и его маленькие друзья-кролики поздравляют его. Элк отличный продавец, и она быстро предлагает ему дополнительную скидку. Она говорит, что есть книги заклинаний, которые игроки могут получить только в Раузе. Как будто этого предложения было недостаточно, Элк делает ему скидку за то, что он дружит с Эмилем. Эмиль понимает, что происходит, и пытается предупредить Ракель, что ее сестра очень жадная. Элк быстро затыкает ей рот, чтобы та не раскрыла свою алчную натуру, но Ракель говорит своей подружке, чтобы та не боялась. Когда дело доходит до покупок, игрок может делать их только в специальных местах, таких как Роботуза, и он всегда готов заплатить высокую цену. Это как бальзам на душу Элк, и как настоящий жадный продавец, она начинает переговоры, спрашивая, сколько он готов потратить. Ракель говорит, что у него есть $80, и маленькая золотоискательница показывает ему, что можно купить за эти деньги. Ракель, кажется, не понимает, что происходит, потому что все это стоит как минимум $30, даже со скидкой. Это заняло целую вечность, но Ракель наконец спрашивает, не пытается ли она его обмануть. Элк, неопытный профессионал, давит на нашего мальчика, интересуясь, не собирается ли он быть дураком и упустить это специальное предложение. Рикура, у которого куриные мозги, поддается давлению и соглашается купить пару вещей. После этого наш мальчик чувствует себя хуже, чем зритель аниме, и сокрушается, что не может позволить себе купить доспехи, которые хотел. Теперь ему придется заработать еще немного денег перед боем с Метеором. И тут Рикура понимает, что ему нужно встретиться с командой, поэтому всегда полезная электронная почта открывает ему путь. На встрече Ган с радостью отмечает, что они наконец-то пришли вовремя. Кажется, она в лучшем настроении, чем обычно, потому что приняла решение насчет их боя с Метеором, который состоится через 2 недели. Но есть одна проблема. Только клан Ашуракай знает об условиях, которые нужно выполнить, чтобы сразиться с Метеором. Они используют уникальную систему монстров, которая позволяет игрокам получать опыт просто за встречу с этими монстрами, чтобы прокачивать свои навыки для PvP. Прежде чем Пингалон раскроет проблему, Рикура уже знает о ней. В ночь, когда они будут сражаться с Метеором, они, скорее всего, столкнутся с членами Ашуракай. Катса удивляется, почему Пингалон не может просто договориться с ними, ведь она тоже из клана. Пингалон объясняет, что это невозможно, потому что Ашуракай активно выступают против идеи победить Метеора. Ракель не понимает, что она задумала, и Пингалон наконец объясняет. Ашуракай ненавидят за то, что они убивают игроков, и недавно вышло обновление, которое дает игрокам, убивающим других игроков, особый статус. Если обычный игрок убьет игрока-убийцу, он получит награду. Что еще важнее, этот игрок также получит право на все предметы и снаряжения, которые были у ПКшника. Все, включая то, что было у него в хранилище. У высокоуровневых ПКшников, таких как Ашуракай, обычно есть довольно редкие предметы, которые делают их ходячими сундуками с сокровищами. Это привело к появлению нового класса игроков-убийц ПК. Ашуракай нашли лазейки в системе, чтобы уменьшить ущерб, который эти убийцы ПК могли бы нанести им. Однако кто-то может обойти все это, напав на их убежище. Ребята в шоке, когда понимают, к чему она клонит и что задумала.
Пентагон – часть Асуракай, поэтому она точно знает, где находится их убежище, и объясняет, что эта банда трусов стала для нее настоящей занозой. По этой причине она решила, что им нужно разобраться с Асуракай. В двухнедельном прогнозе погоды на лето мы видим, что Шангри-Ла Фронтир получит обновление. В этот же день наши герои сразятся с Хранителем Гробницы, и мы увидим, как обновление будет завершено. В день обновления некоторые люди с удивлением обнаруживают, что все предметы для воскрешения в нескольких городах были кем-то куплены. Их лидер, который сейчас встречается с другими главами гильдий, наверняка будет недоволен, и мы видим, что за покупку всех предметов для воскрешения отвечает Пингалон. В другом месте второстепенный персонаж Ямамото объясняет второстепенному персонажу Майя, что открылась новая область. Появились новые задания и персонажи, а также были внесены некоторые изменения в характеристики монстров. Эта сумасшедшая девушка с нетерпением ждет обновления, но ей интересно, появилось ли новое оружие, чтобы она могла продолжать убивать. Она надеется на лучшее оружие. К счастью для этой психопатки, она слышит странный шум и решает уничтожить всех монстров вокруг. Ямамото останавливает ее, говоря, что это обычные люди, но она объясняет, что слышала дыхание монстра. На самом деле это был просто еще один сумасшедший, как и она. Это Рэй, и она паникует, потому что хочет отправить Рикуру сообщение, которое она уже давно пытается написать. Она собирается пригласить его на свою вечеринку, и день обновления – идеальное время для этого. Рэй хочет отправить сообщение до того, как Ракель выйдет из игры, но она слишком труслива. После недолгих раздумий Рэй наконец отправляет сообщение другой птице, и Ракель успокаивается, вспомнив, что потратила 2 недели на написание этого письма. Прилетает еще одна птица посыльной с сообщением от лидера гильдии, который также является ее сестрой по имени Момо. Кто-то слил информацию о местонахождении убежища Шурикаев, поэтому она просит Рэй присоединиться к ней. В другом месте кролик и птица наслаждаются выпивкой, и Ракура называет ее своей старушкой, чем расстраивает ее. Настал грустный день, когда им придется расстаться. Поэтому ему хочет кое-что сказать птице мозгу. Но прежде чем она успевает это сделать, Ракель сражается с одним из его друзей, и он боится, что ядовитая птица пришла отомстить. В конце концов, птица посыльный прекращает драку, и Ракель с удивлением видит, что внутренняя система писем в игре прислала ему письмо от Тигра Зеро. Письмо, на которое мы потратили много времени, получилось слишком официальным. Оно очень прямое и по существу, так как она просит Рикуру присоединиться к ней, чтобы вместе исследовать новое обновление. Ее письмо настолько официальное, что Рикуру подумал, что она вызывает его на дуэль. Рикура собирается отказать ей, так как сегодня он слишком занят, но прилетает еще одна птица посыльный. Эмма хочет поймать ее, пока она не навредила Рикуру, но Рикура защищает одного из своих братьев-птиц. Это второе сообщение от Сейджер Зеро, но на этот раз она сообщает, что у нее возникли неотложные дела, и она не сможет сопровождать Рикура. Рикура на самом деле рад этому и собирается купить кое-что для предстоящей битвы. В этот момент появляется Ваш и восхищается решительным взглядом Рикура. Ваш подбадривает нашего парня и говорит, что он должен отправить этого дурака, который отжил свое, на покой. Эмиль наконец-то получает возможность подарить ему свой подарок, который изначально предназначался для нее. Это защитный амулет. Рикура настолько уверен в себе, что не думает, что ему это понадобится, но в дополнение к его и без того мощным навыкам, это сделает его еще сильнее. Имо надевает амулет на своего друга Птицеголового и говорит, что будет ждать его скорого возвращения. Дома сестра Рикура видит на двери записку, в которой говорится, что он занят важным делом и его нельзя беспокоить. В его комнате мы видим, что этот геймер вернулся к игре после небольшого перерыва. Наконец-то пришло время для их плана, и он начинается в убежище Ашуракая. Лидер Ашуракая по имени Арсалот уже устал ждать карандаша и решает отправиться в скрытый сад без него. Однако в этот момент Сейджер Зеро уничтожает одного из них. Все потрясены легендарным мастером атаки, и Момо заявляет, что это будет конец Ашуракая. Широкай думает, что против них выступил только один клан, но вскоре становится ясно, что их много. Урсала не может поверить, что они объединились, чтобы уничтожить их, и задается вопросом, что происходит. Сагер Зеро занята тем, что выманивает парней из их убежища и говорит им, что это расплата за всех игроков, над которыми они издевались. Все кланы нападают на убежище, поэтому Урсула приказывает всем в его клане отступить в скрытый сад.
Пока Урсула убегает, он пытается понять, кто выдал местоположение их убежища. В другом месте Рико хвастается своим новым крутым снаряжением, которое на самом деле представляет собой всего лишь пояс. Он выглядит не очень внушительно, но повышает его жизненную силу с 7 до 22. Катса говорит, что это тонкая как бумага броня, но это просто стиль Рикуро стеклянная пушка. Наш парень Рикуро накачался энергетическими напитками и благодарит Катса за то, что тот порекомендовал ему новый бренд. В этот момент появляется Пентаклон и говорит, что первая часть их плана прошла так идеально, что было даже скучно. Сагер Зеро выглядит так, будто чем-то расстроена. Рикуро использует свой птичий мозг, чтобы сложить 2 и 2, и понимает, что она должно быть расстроилась из-за того, что не сможет пойти с ним на вечеринку. Катса говорит, что Асуракаи захотят уничтожить Пентаклон, если узнают, что это она выдала их местоположение. Пентагон не волнуется, потому что ей просто нужно победить их первой, и ребята присоединяются к вечеринке Пентагона. Пока Асуракаи бегут в безопасное место, они начинают гадать, не было ли в их группе предателя. Арсоло начинает думать, кто бы мог это сделать, но они в шоке, когда узнают, что вход в скрытый сад запечатан, потому что там уже кто-то есть. Арселот использует все подсказки и понимает, что произошло. Он приходит в ярость и говорит, что предательница его сестра Пентаклон. Внутри карандашика послышался плач обиженного неудачника, но он решил, что ему просто показалось. Наши герои в последний раз обсудили план и были готовы к бою. Рокуро заметил, что Сацуны сегодня нет, но Пентагон объяснил, что ее нельзя увидеть без света полной луны. Они отправились в путь, и Пентагон пообещал, что воспоминания Сацуны не будут плохими. Она пообещала исполнить ее мечту, и они прошли через портал. Они оказались в загадочном месте, и послышался голос Сацуны. Страж гробницы, человек-могила, сидел под деревом, и его способность активировалась, повысив уровень всех до 50. Конечно, наша группа была готова к этому, и человек-могила тоже подготовился. Карандашик приказал Рикуро начать атаку, и тот подошел к грозному самураю. Рикуро сказал этому парню, что хочет хорошенько подраться, но этот уникальный монстр не сказал ему ни слова и сразу напал. Рикуро уклонился от его удара и мгновенно использовал навык под названием «В бою». Рикуро нанес удар ногой и заявил, что хочет проверить возможности этого робота-самурая. Рикуро был удивлен, насколько эффективен был удар этого робота, и использовал свои новые кинжалы, чтобы не дать ему отрубить себе голову. Рикуро видел, как метеоролог целится ему в голову. Товарищи Рикуро наблюдали за ним, и Пентагон был поражен, что Рикуро смог предугадать атаки метеолога с первого раза. Оглянувшись, они увидели, что Пентагон подготовил их к атаке метеолога. Это быстрый прием, который, как считается, выполняется за один кадр. У него также есть эффект пробивания защиты, поэтому Рикуро нужен либо хороший обзор, чтобы предугадать атаку и увернуться, либо контратака. Просить его идеально рассчитать время с первой попытки было уже слишком. Но Пентагон также сказала, что у Озермон есть еще много других, еще более опасных навыков. Затем она объясняет, что Озермон скорее всего относится к типу врагов, которых игрок не может победить, просто снизив их здоровье до нуля. Вместо этого они побеждают, когда выполняется определенное условие. Они не знают, какое именно, поэтому рассматривают несколько вариантов. Некоторые из них требуют, чтобы игрок продержался определенное время или пережил определенную атаку. Другие требуют, чтобы игрок подобрал или уничтожил определенный игровой объект. Рикур даже слышал об условии, которое требует, чтобы игрок убедил своего противника в середине боя. Пентагон объясняет, что она уже проверила несколько условий, но считает, что это может быть то, которое требует, чтобы игрок продержался определенное время. Пока они просто наблюдают за боем Ракура, Пентаклон рассказывает о своем плане. Она объясняет, что боевые условия вихря могут меняться со временем. Сначала им нужно продержаться 10 минут в первой фазе. Рикуро хорошо справляется с вихрем, и Пентаклон объясняет, что Рикуро будет ключом к выживанию в первой фазе. Рикуро действительно на пределе, он не может быть сильнее, и ему едва удается уклоняться от атак вихря. Пентаклон очень уверена в нашем парне, потому что у него навыки профессионального игрока, и она уверена, что он сможет справиться с атаками вихря. Кацу тоже не промах. Он настоящий профессиональный геймер и внимательно следит за боем. Этот парень настолько серьезен, что разговаривает сам с собой и анализирует каждое движение, которое совершает Мон. Пёнган понимает, что она выбрала себе идеальных напарников. Она заявляет, что с ними она может поставить на кон все в этом бою, и достает старые весы. Рикуро толкает уникального монстра, как и обещал, и понимает, что у него очень прочная броня. Рикуро не удается сбить его с ног,
и он отмечает, что ни одна атака не может его поразить. Однако, с другой стороны, Рикурл мгновенно погиб бы, если бы хоть одна атака Метиамана попала в него. Изучение Ката оказывается полезным, так как он может предсказать следующую атаку Метиамана, но наш Рикура знает, что Метиамон не из тех, кого можно победить. Метиамон использует свою воздушную атаку, и все шокированы, когда она наносит смертельный удар по Рикуро. Здоровье Рикуро падает до нуля, но Пёнган заставляет Ката использовать на нем предмет воскрешения. Эта штука работает быстро, и Рикуро возвращается к жизни. Перед боем Пёнган дала ребятам слезы возрождения. Это предметы воскрешения, и если их использовать на игроке с нулевым здоровьем в течение 10 секунд, он возродится с полным здоровьем. Пенгам ходила из города в город и купила все 12, которые были в продаже. Она велела ребятам использовать их осторожно и сказала, что они стоят по 4 миллиона единиц каждый. У каждого из них будет по 4, но у нее есть еще один предмет. Это называется божественная целебная мазь, и она воскрешает игрока с половиной здоровья. У каждого из них есть по 5 таких, и карандаш объясняет, что это максимальное количество дополнительных жизней, которые могут получить игроки в игре. Всего 27 воскрешений, и все это для того, чтобы бросить вызов метеорологу. Они решили, что Рокуро будет атаковать первым, а один из них будет его воскрешать, если его убьют. Пока кто-то из них жив, он будет сражаться с метеорологом, а потом они будут меняться. Им просто нужно продержаться достаточно долго, чтобы победить, поэтому Пентагон называет это стратегией зомби. Вернемся к настоящему. Ракель воскрешается с полным запасом здоровья. Метеоролог переключает внимание на Катса, и тот продолжает отвлекать монстра. Катса спрашивает, что Рикуро узнал в бою с ним, и тот объясняет, что они не могут победить его, и Катса нужно просто уклоняться от его атак. Карандаш засекает время и говорит, что Рикуро продержался 2 минуты и 50 секунд. Это рекорд для новичка. Она впечатлена и спрашивает, что он думает об их сопернике. Ракель признает, что он точно не сможет угнаться за метеорологом. Этот монстр определенно достоин Лиги Семи Колоссов вместе с Ликаоном. Пентагон напоминает ему, что она потратила много денег на этот план и хочет, чтобы Рикуро отработал их. Рикуро проверяет свое оружие и с удивлением обнаруживает, что его прочность уже упала до половины после 2 минут боя. К счастью, Рикуро улучшил прочность другого оружия. Это его болотные кинжалы, и он повторяет, что в бою с метеорологом главная выносливость. Рикуро снова вступает в бой вместо Катса, но его атака не приносит никакого результата. Ракель не ожидала, что это сработает, но он понимает, что у него проблемы, когда метеоролог готовится к следующей атаке. Это удар молнии, но Ракель использует свою способность «скользящий шаг», чтобы увернуться от всех ударов. Остальные тоже должны уклоняться, а Пентагон объясняет, что удар молнии вызывает шквал мгновенных смертельных ударов. Ракуро уже научился использовать эту способность и может уклоняться от атак, пока бежит на полной скорости. Но вот Нимбус кулак Ракуро слишком силен, и Рику не знает, что с этим делать. Этот удар настолько мощный, что Ракель снова погибает, но Кацуо тут же его воскрешает. Кацуо берет управление на себя, но Метиамон оказывается слишком силен и для него. Пентагон воскрешает Ракуро, и он снова вступает в бой. Метиамон мгновенно убивает Ракуро, и Пентагон что-то делает со своей маленькой шкатулкой. После того, как Кацуо воскрешают во второй раз, он понимает, что уклониться от атак этого парня невозможно, и им повезет, если они продержатся хотя бы 30 секунд. Пентаклон остается спокойный и хвалит их за хорошую работу, объясняя, что у них еще осталась половина предметов для воскрешения. Кацуо, конечно, спрашивает, что делает Пентаклон, но она просто говорит, что готовится. И тут Метиамон неожиданно останавливается, и Пентагон говорит, что прошло 10 минут. Наступает вторая фаза, и Метиамон призывает своего помощника по имени Киран. Рику удивляется, когда появляется магический круг, но Пентагон говорит Кацуо, что пора. Кацуо рад, что его время в качестве воскрешающего прошло, и готовится к бою. Перед боем выяснилось, что когда сражаешься с Метиамоном 10 минут, он призывает своего робота-коня. Наконец появляется Киран, но Кацуо в шоке, потому что это существо больше похоже на гигантского самосвала с ногами. Кацуо уклоняется от первой атаки гигантского робота-коня и убегает, чтобы спасти свою жизнь. На втором этапе нужно продержаться еще 10 минут, но на этот раз нельзя допустить, чтобы Киран объединился с погодником. Пентагон говорит Кацуо, что он не может просто защищаться, потому что Киран начнет использовать свой огромный арсенал атак. Кроме того, если они объединятся с погодником, то Киран просто растопчет их. Единственный способ этого избежать – удержаться на спине коня достаточно долго, чтобы он сбросил наездника. Киран начинает выпускать ракеты, и Кацуо понятия не имеет, как забраться на коня, ведь он в образе ковбоя.
Пентагон напоминает ему о популярной игре про верховую езду, но Ракель никогда не слышала о такой игре. Ракель вспоминает, что нужно сосредоточиться на своем сражении, и Кацуо объясняет, что игра про верховую езду была очень популярна. Эльф тоже очень популярна, и разработчики уделяют много внимания созданию мира. Обычно это помогает найти решение. Кацуо понимает, что Киран – машина, и ему нужно техобслуживание. Кацуо использует это знание, чтобы найти лестницу для техобслуживания, забирается на коня и использует хлыст, чтобы удержаться. Кацуо использует навыки из игры про верховую езду и изо всех сил старается удержаться, когда конь начинает брыкаться. Кажется, все идет хорошо, но Пентагон беспокоится. У них заканчиваются предметы для воскрешения, поэтому ей придется использовать шкалу наград. Пожертвовав предметами, которые находятся слева, игрок может получить различные бонусы от блюда справа. Это невероятно редкий предмет, поэтому Пентагон пришлось уговаривать очень влиятельных людей, чтобы они позволили ей его взять. Чтобы использовать весы по максимуму, Пентагон продала все свои ценные предметы, которые получила во время игры в Эльф. Теперь у нее безумные 30 миллионов золота, и она предлагает их весам. Взамен Пентагон выбирает бонус, который дает больше очков характеристик. У Ракура дела идут не очень хорошо, он едва выживает и у него заканчивается выносливость. У Кацу дела еще хуже, лошадь швыряет его как тряпичную куклу. Золотые весы делают свое дело, они должны сохранять равновесие, и они дают Пентагон возможность временно награждать других игроков дополнительными очками характеристик. За каждый рейд дается 1 очко за 100 золотых, так что ее сбережения дают им в общей сложности 300 очков. Пентагон начинает с того, что дает каждому по 50 очков, и Ракура сразу чувствует разницу. Он понимает, что за этим стоит Пентагон, и замечает, что она повысила его выносливость и удачу. Ракура говорит Ветряному, что знает, что не может его ранить, но у него есть другой план. Ракура убирает кинжалы и использует навык под названием «Ближний бой». У Ракура есть опыт сражений с противниками, которых он не может ранить, но у него есть секретное оружие. Есть боевой навык, который не зависит от силы, а зависит от удачи. Этот навык называется «Рука Фортуны». Ветряной пытается атаковать, но уже слишком поздно, так как Ракель своим удачным ударом выбивает у него меч. Ракель немного насмехается над ним, а затем бросается к мечу Ветряного. Этот меч слишком большой, чтобы поместиться в инвентарь Ракель, но по крайней мере метеоролог не сможет использовать свою быструю атаку с размахом или ударом молнии. Проблема с нимбовым ударом все еще остается, но Ракель знает, что он может уклониться от него, пока стоит позади метеолога. Увеличение характеристик не сильно помогло Каца, но Пентагон говорит, что ему нужно продержаться еще 4 минуты. Кирану удается отбросить Каца на другую сторону арены, но у него появляется идея. Рикура отвлекается на хаос и удивляется, когда метеоролог использует атаку под названием «Приливная волна». Рикуру удается увернуться, но атака была настолько мощной, что он уверен, что это мгновенное убийство. Он понимает, что у метеолога должно быть есть особая комбинация приемов, когда у него отбирают меч. Но Рикура замечает, что он совершил ошибку. Он побежал не в ту сторону и поставил Пентагон прямо между собой и метеологом. В итоге Пентагон привлекает внимание метеолога, но Рикура появляется в последний момент, чтобы вернуть его. Метеоролог хватает его и бьет приливной волной. Рикура нужно быстро оживить, но у метеолога снова есть меч, и он использует нимбовый удар. Пентагон едва успевает добраться до безопасной зоны за спиной метеолога, и она вовремя оживляет Рикуру. Бой с мечом возобновляется, но Пентагон объясняет, что еще одна смерть может лишить их шансов на успех. Рикура решает, что лучше, если у метеолога будет меч, так как он уже знаком с анимацией атаки мечом. Осталась всего 1 минута, и мы видим, что план Каца был безумным. Этот сумасшедший парень решил привязаться к Кирану, и Пентагон не может поверить своим глазам. Кэца думает, что, возможно, он теряет здоровье из-за того, что его швыряют туда-сюда, но Пентагон говорит ему держаться, потому что время почти вышло. И тут заканчивается второй этап, и метеоролог, к удивлению, падает на колени. Обычно это хороший знак, но Ракель не чувствует от метеолога вибрации «бей-беги». Броня метеолога начинает трескаться, и Пентагон говорит парням быть начеку. Она объясняет, что даже когда Шуракай сражался в полную силу, им удалось пройти только 1 раз. Это значит, что второй этап закончился, и начинается настоящее испытание. В последний раз, когда Пентагон видел 3-й этап, метеоролог уничтожил всех шурикаев одним ударом.
Когда на его броне появились трещины, метеоролог взвыл и выпустил ударную волну по всему полю. Когда она ударила по ним, ни один из их бафов или доспехов не помог, они все погибли мгновенно. Ракель совсем не хочет этого, но она знает, что у Пентагона есть план. Она тоже знает, но Пентагон говорит, что если это не сработает, им придется уворачиваться изо всех сил. Она напоминает, что ключом к победе является сюжет. Пентагон всегда думал, что метеоролог – это киборг, который модифицировал свое тело с помощью технологий. Но Ваш дал им подсказку, кто он на самом деле. Он сказал, что метеоролог – это живой труп, который пережил свое время. Это значит, что метеоролог – это монстр-нежить. Пентагон бросает в него бутылку и показывает, чем нужно сражаться с нежитью. Это святая вода, но особенная. Это святая вода святого, и это лучшее зелье для борьбы с нежитью. Святая вода быстро подействовала, и метеоролог издал яростный вопль. Пентакл в шоке, потому что это не анимация для атаки метеоролога. Это отличная новость, потому что она смогла отменить атаку святой водой. Рикура думает, что это странно, что она облила его святой водой, но Пентагон говорит, что святой – это как идол в CLF. Катса не понимает, что происходит с метеорологом, но он пугается, когда лошадь начинает превращаться. Она превращается в какой-то механизм, но Пентагон никогда такого не видел. Она думает, что это новая форма для третьего этапа, и понимает, что они не могут позволить ему объединиться с метеорологом. Катса должен бежать, чтобы спасти свою жизнь, и Ракель говорит, что новая форма означает, что им нужен новый подход. Тело метеоролога постепенно разрушается. На первом и втором этапах нужно продержаться 10 минут. Однако на третьем этапе Рикуро спрашивает, нужно ли им продержаться, пока метеоролог полностью не развалится. Рикуро приказывает Пентаклу помочь Катсе и обещает, что сможет продержаться, пока метеоролог не развалится. Пентакл соглашается, но просит его не быть слишком безрассудным. Если она поможет Катсе, то не сможет его поддерживать, и одна смерть может стать для Рикуро последней. Пентакл желает ему удачи и уходит. Рикуро готовится к бою, но мысленно извиняется перед Пентагоном. С тех пор, как она сказала, что нужно продержаться до конца, он кое-что понял. Уклоняясь от атаки, Ракель спрашивает, где же веселье, и просто ждет. Ракель не нравится идея с боссом, который заставляет тебя прятаться в течение 30 минут. Он уже поиграл во множество игр, где сюжет на первом месте. Игры, в которых баланс между сюжетом и геймплеем нарушен, получают клеймо мусорной игры. Но Shangri-La Frontier должна быть другой, потому что это игра высшего уровня. Рикуро блокирует следующую атаку Рика, но понимает кое-что. В этой форме Рику может получить урон. Рикуро считает, что разработчики создали компромисс между сюжетом и геймплеем. Любой игрок, который выдержит первые 20 минут, получает награду, возможность дать отпор. Рикуро впервые меняет маску и оружие. Его шлем – это новая броня, сделанная из материалов жука-оленя. Рикуро решает отступить от плана и заявляет, что победит Метеамон, прежде чем тот развалится. Рикуро использует свой новый шлем, чтобы блокировать атаку Метеамона, и объясняет, что много тренировался, чтобы использовать его. Рикуро говорит, что шлем позволяет ему свободно атаковать и наносит удар Метеамону. Но Рикуро разочарован, потому что нанес критический удар, а Метеамон даже не вздрогнул. Рикуро дал жадному кролику много денег на подготовку к этому бою, поэтому он собирается использовать их, чтобы втоптать Метеамона в грязь. Затем Рикуро использует навык лунное отражение, чтобы ударить Метеамона сзади. На самом деле это был баф, и Рикуро использует пронзающий удар ассасина, чтобы снова атаковать Метеамона. Затем он использует пронзающий удар буром, и Метеамон падает на колени. Мечи за спиной – величайший позор для фехтовальщика, поэтому Рикуро извиняется, собираясь нанести метеорологу кучу ударов. Рикуро смеется как сумасшедший, и Пентагон понимает, что они ввяжутся в драку. Ката замечает, что он смеется как сумасшедший, но Пентагон говорит, что это хороший знак. Чем больше Рикуро будет проигрывать, тем сильнее будет его мотивация и навыки игрока. Но у них нет шансов на победу, если они не смогут сдержать Кирана. Катсу объясняет, что он нанес несколько ударов, и похоже, что Киран теперь может получать урон. Это, конечно, здорово, но Пентагон хочет, чтобы они остались в живых, чтобы Киран не переключился на Рикуро. Она хочет, чтобы они справились, но у Каса другие планы. Он нападает на Кирана и объясняет, что если он хочет получить хорошую оценку, то должен выложиться на полную. К сожалению, Каса просто проигрывает, и Пентагону приходится его воскрешать. Каса пересматривает свой план и видит, что Пентагон дала ему что-то под названием «Злая сила». Она увеличивает характеристики пользователя на 15 минут и дает ему способности, сравнимые с 99 уровнем. Но она не дала им это раньше,
потому что за это есть серьезное наказание. Дела идут не очень хорошо, и Пентагон, как и мальчики, начинает уставать от одностороннего боя. Катса хотел получить отличную оценку, поэтому Пентагон уверена, что он готов к наказанию. Катса даже не дожидается, пока она скажет, что это за наказание, и сразу съедает эту злую силу. Зрение Катса меняется, и даже его голос звучит по-другому. Пентагон объясняет, что злая сила также влияет на его обоняние и вкус. Ката не считает, что штраф такой уж большой, но Пентакл объясняет, что дело не в штрафе. Дело в том, что его уровень будет снижаться на единицу каждые 30 секунд. Ката в шоке, потому что это будет продолжаться 15 минут, и эффект сохранится даже после боя. Когда бой закончится, ему придется начинать с 20 уровня. Ката жалеет, что не сказала ему раньше, но у нее просто не было времени. Счастливая Пентакл использует свою шкалу, чтобы еще больше повысить свои характеристики, и Ката решает действовать серьезно. Он комбинирует свои черные и красные атаки, чтобы создать комбо-удар кулаком. Пентакл усиливает свои бафы, и они нападают на Кирана. Ката создает печать в форме креста левым кулаком и наносит удар правым кулаком. Киран наконец-то пошатывается, и Пентакл собирается ударить его по колену, пока оно не сломается. Ей удается нанести урон, но она потрясена тем, что не может даже пробить броню Кирана. Киран бьет ее по лицу, и она теряет руку, потому что Ката не продержался достаточно долго. Броня Кирана кажется самой толстой в районе талии, поэтому они решают, что там находятся все важные части его тела. Единственный вопрос в том, как его открыть. У Рикуро наконец-то получилось использовать комбо с головой Перри. Рикуро насмехается над метеорологом и продолжает смеяться как сумасшедший. Он знал, что его новые клинки новолуния идеально подойдут для его навыков. У него есть навык, который активируется только тогда, когда его здоровье падает ниже 1/3, и называется он усиление в критический момент. В течение 5 минут он повышает свои характеристики в зависимости от разницы в уровнях между ним и противником. Обычно активировать эту способность против погодника невозможно, потому что у него слишком мало здоровья, а атаки погодника слишком мощные. Он не сможет рассчитать их так, чтобы снизить свое здоровье до 1/3. Но благодаря способности лунного клинка, которая позволяет восстанавливать здоровье с каждой атакой, Ракель может это сделать. Кроме того, Ракель использует способность под названием «Голодный волк». Она действует всего 1 минуту, но в обмен на снижение выносливости повышает силу, ловкость и живучесть. Эта способность очень полезна, потому что увеличение характеристик зависит от того, сколько у него здоровья и насколько он голоден. У эльф есть шкала, показывающая уровень голода игрока, и она заполняется каждый раз, когда он ест. Если игрок долго голодает, это влияет на скорость восстановления выносливости. Рикуро, как и все остальные, управляет этим, потому что он настоящий геймер, и сейчас у него идеальный уровень голода. Если он правильно использует эти навыки, то уверен, что сможет победить в этом бою. Рикуро видит, что погодник снова собирается атаковать и готовится парировать удар, но удара не следует. Погодник едва двигается, а Ади смотрит на ожерелье, которое Эмма дал Рикуро. Погодник снова и снова повторяет имя Алиса и говорит фрагмент ключа. Рикуро понимает, что это не заклинание, а просто слова. Рикуро думал, что погодник просто оживший с помощью механизмов труп, но теперь он думает, что погодник может быть чем-то большим. Рикуро не может поверить, что игра дает ему сюжетные подсказки в такое время, но погодник готов снова сражаться. Каждый нейрон в теле Рикуро сосредоточен на том, чтобы победить этого парня, и не позволяет ничему отвлекать его. Ли Мэн никому не позволит нарушить свою клятву и использует то, что называется завоевание чистого неба. Рикуро видит, что он наконец-то становится серьезным, но наш мальчик сумасшедший и готов на все. Рикуро насмехается над ним за то, что он просто использует еще один удар ветра, но он шокирован, когда до следующей атаки не остается и второго удара. Рикуро обеспокоен тем, что Ведоман теперь проводит атаки по цепочке, практически без временной задержки между ними. Рикуро удается остановить приливную волну Ведоман, но за ней следует еще несколько атак. Совершенно очевидно, что Ведоман может спамить атаки, не тратя времени на переделку, так что Рикуро считает, что это похоже на нарушение игрового баланса. Ведоман делает новый ход, от которого Рикуро уклоняется, но это еще не конец. Появляются черные тучи, и Ведоман использует свою атаку «Пепельная метель». Это своего рода комбинированная атака, и Ракель делает все возможное, чтобы избежать встречи со всеми огненными змеями. У него заканчивается выносливость и навыки уклонения, и он понимает, что если цепная атака продолжится, то ему будет очень плохо. Рикуро не теряет уверенности в себе и заявляет, что потребуется гораздо больше усилий, чтобы победить его. У Рикуро даже есть несколько идей в запасе, но Витермон использует Clear Sky Conquest.
Рикуро не может не понимать, насколько быстр Визермон, поскольку он уже бежит так быстро, как только может. Именно в этот момент ноги Рикуро оказываются в ловушке, и он замечает, что атака, которую начал Визермон, не похожа ни на одну из его предыдущих атак. Он решает принять удар в лоб и готовится отразить атаку своим шлемом. Визермон использует свою атаку «Чистое небо» и пронзает насквозь нашего мальчика Рикуро. Рикуро даже не понимает, что произошло, но он знает, что атака, которую только что применил метеоролог, очень сильная. Катса собирается его оживить, но Пентагон останавливает его. Рикуро еще не закончил и напоминает метеорологу о том, что он сказал ему раньше. Он повторяет, что для того, чтобы победить его, этого будет недостаточно, и мы видим, как над ним парит драгоценный камень возрождения. Эмма выглядит очень обеспокоенной. Рокуро еще не вернулся домой, значит, он все еще сражается. В бою сфера падает прямо на Рокуру, возвращая его к жизни, и он заявляет, что это его последняя техника. Он называет ее самовозрождением. Это был большой риск, но Ракелю удалось вовремя применить эту технику. Шлем Рокура сильно поврежден, поэтому он понимает, что атака метеоролога «Чистое небо» должна иметь разрушительный эффект. Метеоролог объясняет, что его нельзя победить, пока Рикуро не превзойдет его технику «Чистое небо». Рикуро беспокоится, когда метеоролог снова принимает боевую стойку и использует громовой удар, чтобы начать атаковать, как и раньше. Метеоролог безжалостно атакует, сочетая спам с ударами ветра. Едва выжив, Рикуро кое-что понимает. Цепочка атак и финальный прием «Чистое небо» в совокупности составляют технику метеоролога «Чистое небо». Рикуро пытается придумать, как преодолеть эту технику, и напоминает себе, что в прошлый раз ему понадобилось около 30 секунд, чтобы его ударило чистым небом. Метеоролог использует огненную атаку, но перед ее активацией есть небольшая задержка, так что она не представляет большой угрозы. То же самое с метелью, так как Рикуро может легко уклониться от нее, когда видит, что она приближается. Рикуро уворачивается от атаки Метео и начинает задумываться, не выбирает ли Метео свои атаки в небесном клинке наугад. Даже если это так, Рикуро понимает, что уворачиваться от них – это просто игра на запоминание. Он решает, что лучшая стратегия против всех мощных атак – сохранять выносливость и всегда держаться на расстоянии 3 метров. Ему нужно свести свои движения к минимуму, и когда он привыкнет ко всем атакам, они перестанут его пугать. Но в этот момент Метео снова ловит Ракеля в ловушку. Это плохо, поэтому он бросает в воздух предмет воскрешения. Ракель говорит, что это самая сложная часть боя, и Метео снова использует небесный клинок, чтобы убить его. Эта смерть ощущается иначе, чем все предыдущие, потому что это мгновенная атака, которая должна убить игрока без возможности что-то сделать. Ракель снова оживает и понимает, что даже прокачанный игрок с мощным щитом на максимальном уровне легко может быть разрезан пополам Метео. Хуже всего то, что Метео не дает игроку увернуться, потому что как только его ноги оказываются в ловушке, у него нет другого выбора, кроме как принять атаку небесного клинка. Пока что единственное решение Рикуро – использовать свою технику самовоскрешения, но он не сможет делать это долго. Рикуро думает, что можно попытаться уничтожить меч Метео, но это нереально, учитывая, что ему нужно уворачиваться от цепных атак. Рикуро снова оживает, но понимает, что это была его последняя слеза возрождения. У него осталось всего 5 божественных жизней. Метео использует небесный клинок каждые 30 секунд, значит, у Рикуро осталось жить 3 минуты. Прошло меньше 3 минут с начала третьей фазы, поэтому Рикуро понимает, что не сможет продержаться 10 минут. Метеоролог снова заявляет, что Рикуро должен превзойти его, чтобы победить, и Ракель атакует. Рикуро напоминает себе, что выжить 10 минут – это всего лишь теория. Рикуро погибает от очередной атаки метеоролога и понимает, что победить можно только решив загадку метеоролога. План Рикуро – парировать атаку, но это будет очень сложно. Ему нужно будет отразить атаку в нужный момент, и у него не будет другого выбора, кроме как сделать это, стоя на одном месте. Если он ошибется хотя бы на миллисекунду, метеоролог уничтожит его оружие, но это единственный способ победить. Рикуро смотрит на время восстановления своих способностей и понимает, что сейчас его задача решить, что ему нужно в этот последний момент. Ему нужно убедиться, что они у него есть, когда он будет парировать атаку, и он смотрит на полоску здоровья. Ему нужно все рассчитать, чтобы это заняло чуть больше времени, чем обычно. Катса, конечно, в замешательстве, и робот не дает ему ее оживить.
В конце концов, Катса оживляет ее, и Карандаш объясняет свое безумное решение, говоря, что воин с копьем, такой как она, не может сражаться одной рукой. Воскресенье вернуло ее с новой рукой, так что пора возвращаться к работе. Они вдвоем пытаются удержать робота, и Кацуо говорит, что он накачался наркотиками, чтобы получить огромное усиление благодаря Карандашу. Теперь он может использовать два хлыста и с их помощью сбивает робота с ног, когда тот поднимает ногу. Кацуо объясняет, что профессиональный геймер должен знать, как двигается человеческое тело, но Пентагон напоминает ему, что их противник не человек. Кацуо становится еще безумнее, когда достает все свои хлысты и прижимает робота к земле. Усиления пробивают броню, и оружие ломается быстрее, поэтому Пентагон меняет свое. Пентагон атаковала все части тела робота, и они все довольно прочные. Но есть одно место, которое крепче остальных. Это поясница, и это значит, что там находятся жизненно важные органы. Кацуо поднимает монстра, и Пентагон начинает атаковать его поясницу. Ее оружие вот-вот сломается, а усиления Кацуо почти закончились. Упорство Пентагона купается, и ей удается пробить броню, но из этой части тела робота вырывается мощный заряд энергии. Оружие Пентагон ломается, а все хлысты Кацуо сломаны. Пробив броню на пояснице, она, похоже, включила режим берсерка, и Пентагон понимает, что нужно атаковать, а не убегать. Если они позволят ему бесноваться, одна из его атак может задеть Рикуро. Кацуо представляет, как бы Рикуро насмехался над ними, если бы это случилось. Рикуро бы сказал, что он был занят сражением с боссом, а они даже не смогли отвлечь его лошадь. Пришло время покончить с гигантом, но у Пентаклгона осталось только два копья. Они уклоняются от всех атак роботов-коней, и Пентаклгон начинает читать заклинание. Она взмывает в небо и использует свою технику теневого клинка. Это заклинание позволяет ей видеть цель, вонзая оружие в ее тень. Оно действует, пока оружие не сломается, а это по ее расчетам произойдет через 5 секунд. Пентаклгон использует это время, чтобы достать свое гигантское копье, но Каса замечает, что хитрый робот запустил ракету прямо перед тем, как его обезвредили. Ракета попадает в Пентаклгон, но Каса ошеломлен, когда видит, что она все еще жива. Пентаклгон берет свои слова обратно, говоря, что воины с копьями не могут сражаться одной рукой, и она в одиночку бросает свое копье в Кирана. Она попадает точно в цель, но это рискованный ход, потому что ее печать вот-вот исчезнет. Теперь очередь Катса. Он соединяет свои красные, синие и желтые кулаки. Он называет это своим духовным кулаком и использует его, чтобы пронзить копьем Кирина. Атака невероятно мощная, но побежденный Кирин падает прямо на Катса. Пентаклгон подбегает к нему и видит, что с ним все в порядке. Они победили, но совершенно обессилены. Пентаклгон говорит, что у Кацу совсем не осталось сил, и вспоминает, что Ракура все еще сражается. Ракура снова оживает, но он использовал свой последний предмет воскрешения. Но это не страшно, потому что теперь у него есть все, что нужно для победы. Время действия голодного волка и кульминации закончилось, а шкала слияния его лунных клинков заполнена. Метеоролог снова готовится к атаке. У Саракеля есть 30 секунд до следующей атаки. Его шлем теперь бесполезен, поэтому Саракель надевает свою легендарную маску птицы. Как и всегда, Ракура уклоняется от шквала атак, и вот уже осталось всего 2 секунды до следующей атаки. Ключ к победе — его лунные клинки, поэтому Рикура впервые их использует. Это парные клинки, и у них есть особый эффект. Чем ниже характеристики Рикура по сравнению с характеристиками противника, тем выше вероятность критического удара. Это идеальное оружие для этого момента, потому что оно повышает вероятность того, что его уворот сработает. В сочетании с эффектом пик формы и голодного волка Рикура уверен, что сможет блокировать атаку метеолога. Рикура готовится, но с удивлением видит уведомление о том, что его пик формы не может быть активирован. Это умение, которое он может использовать только когда его здоровье ниже трети от общего значения, поэтому Саракель только сейчас понимает, что ошибся. Он так старался все рассчитать, но не смог снизить свое здоровье до нужного уровня. Голодный волк не позволит ему сравняться с метеологом по скорости атаки, так что он обречен. Ракура отчаянно пытается найти решение, но замирает, когда в метеолога летит кинжал. Его бросил Пентагон, который, как мы видим, стоит рядом с Сэцуной. Кажется, они привлекли внимание метеолога, но они в шоке, когда Рикура наносит себе удар. Рикура объясняет, что в последнем обновлении Slash Force изменились условия активации статуса выносливость.
Если у игрока показатель удачи больше 50 и его здоровье опускается до нуля из-за нанесенного самому себе урона, то он может выжить, если у него останется хотя бы 1 единица здоровья. Усердные тренировки Рикуро окупились, и теперь он может использовать способности Голодный Волк и Пик Возбуждения. Тело Рикуро наполняется невероятной силой, и он готовится к чистой погоде Метиамана. Метиаман снова и снова повторяет, что никогда не сдастся, но Ракель заявляет, что наконец-то одолеет его. Метиаман использует свою чистую погоду, и Ракель вовремя применяет атаку Полумесяц. Их атаки сталкиваются в грандиозной битве, и Рикурл наносит удар, который отбрасывает Метиамана. Броня Метиамана тоже разрушена, и Рикурл заявляет, что он видел достаточно атак Метиамана за всю свою жизнь. Все ошеломлены, увидев, что Рикурл действительно сделал это, и он объявляет, что финальная атака Метиамана наконец-то раскрыта. Меч Метиамана ломается, и его тело медленно разваливается. Метиаман признает, что Ракель смог отразить его финальную атаку и называет его гением. Метиаман восхищается талантом Ракеля и сравнивает его с безоблачным небом. Метиаман спокойно поднимает свой меч, и Ракур готовится к бою. Метиаман приближается, и остальные задаются вопросом, действительно ли бой окончен, но Карандаш понимает, что он на пределе. Метиаман просто проходит мимо нашего героя с птичьей головой, и Ракур понимает, что бой наконец-то окончен. Метиаман идет к могиле Сэцуны, и его тело начинает отказывать. Он говорит, что ему пора спать, и его последние слова говорят о том, что он скоро будет с Сэцуной. Тело погодника рассыпается, и наша группа просто наблюдает, как от него остается только меч. Они задаются вопросом, действительно ли все закончилось, но Пентагон проверяет и выясняет, что они еще не выполнили все условия для победы. Неожиданно вишневое дерево начинает увядать, и Ая возвращается в нормальное состояние. Когда дерево погибает, Пен с удивлением видит, что Сацуна стоит рядом с ними. Она обращается к нашим героям и благодарит их за то, что они помогли погоднику упокоиться с миром. Сацуна говорит, что ее желание исполнилось. Остальные спрашивают, значит ли это, что она не настоящая Сацуна, и она отвечает, что она лишь ее часть. Последнее желание настоящей Сацуны было о том, чтобы ее мать освободилась после ее смерти. Та часть, которую они видят сейчас, была лишь плодом ее чувств. Поэтому она должна исчезнуть, когда ее роль будет сыграна. Это очень расстраивает Пен, но Сацуна говорит ей не волноваться. Это должно было произойти, когда мир исполнил ее желание. Она называет наших героев первопроходцами и говорит, что если они хотят узнать правду об этом мире, им нужно найти Бахамута. Рикура объясняет, что Бахамут – это большая рыба, которую люди считают драконом. Катса быстро замечает, что он не идиот и знает, что такое Бахамут, но не понимает, что это значит в контексте игры. Пентагон уверен, что в Эльф нет монстра по имени Бахамут, и хотел бы узнать больше. К сожалению, Сетуна не собирается давать им ответы на все вопросы. Она считает, что они должны найти их сами. Этот остаток решает заговорить вместо Сетуны и прощается с Пенглтоном. Пенглтон потрясен, услышав, что этот остаток любил ее, и она тоже прощается с ним. Пенглтон быстро говорит остальным, что она не плачет, но Ракель замечает, что он еще ничего не сказал. Парни подшучивают над ней, потому что она явно плачет, а Ракель даже говорит, что он удивлен, что в ее безэмоциональном и роботизированном теле есть слезные железы. Пенглтон возвращается к своему прежнему «я» и угрожает им, но Кацу многое пережил и говорит Ракура, что тот должен взять на себя ответственность. В этот момент они получают сообщение о том, что они прошли уникальный сценарий. Это большое достижение, и Пенглтон благодарит ребят за помощь. Это первая победа над уникальным монстром с момента создания Шангри-Ла Фронтира, и Ракель не терпится узнать, какую награду они получат. Они готовятся к разбору добычи, но их прерывает объявление для всех игроков. Все в игре с удивлением слушают, как в объявлении говорится, что уникальный монстр, охраняющий гробницу, побежден. Но на этом объявление не заканчивается, и в нем упоминаются игроки, которые его победили. Пенглтон, Кацу и Сунарку. Но и это еще не все. В объявлении говорится, что с победой над погодником история Шангри-Ла Фронтира официально продвинулась вперед. В штаб-квартире игры мы видим, какой прогресс сделали игроки в истории мира, и поражение погодника повысило его уровень с 11 до 12%. В какой-то библиотеке на границе Шангри-Ла группа людей пришла в восторг, услышав эту новость. Они уверены, что их профессор скоро залогинится,
ведь победа над уникальным монстром – это большое событие. Эти ботаники много знают, но никогда раньше не слышали о понятии «история мира». Однако они понимают, что это отличается от обычной истории игры. Обычная история предполагает взаимодействие с неигровыми персонажами для исследования мира. Поэтому они предполагают, что история мира означает, что сам мир переходит на новый этап. Возможно, в игре произойдут большие изменения, поэтому они хотят узнать как можно больше о том, что произошло. Они начнут с изучения погодника, так как до сих пор не было подтвержденных доказательств его существования. Теперь они знают о 5 уникальных монстрах, а значит, осталось только 2 неизвестных. Их следующий шаг – связаться с игроками, победившими погодника. Этот клан не единственный, кто интересуется нашими героями, ведь клан Шварц недоволен тем, что они были первой группой, победившей уникального монстра. Их лидер – сестра Рэй, Сагер 100, и ей стыдно, что они считают себя лучшим кланом. Один из ботаников замечает, что во время рейда на Ашуракая не было карандаша, и понимает, что это потому, что она сражалась с уникальным монстром. Сейджер 100 выяснила, что именно Катсон слил информацию о логове Ашуры Кай. Она просто использовала всех, чтобы отвлечь внимание и добраться до уникального монстра. Это невероятно раздражает, и они решили, что она еще более опасна, чем Норс, которому удалось сбежать. Что касается напарников Катсона, они никогда не слышали о Катса. Санраку, с другой стороны, хорошо известен как игрок, сражавшийся с Ликаоном. Рэй тоже там была, и она задается вопросом, насколько близки Ракура и Пентагон. У этого клана есть важная миссия, но Сейджер 100 решила остаться с несколькими другими членами. Санраку был новичком, которого в последний раз видели в Третьей Риме, поэтому удивительно, что он совершил немыслимое и победил уникального монстра. Сейджер 100 очень заинтересовалась им и заявила, что должна его найти. В этот момент они замечают, что Тигр 0 пропал, и Тигр 100 вспоминает, что ее сестра подружилась с парнем, который ей нравился. Что касается наших героев, они выходят из пещеры и видят, что их ждет очень злой оцелот. Мальчики насмехаются над ним и называют его оцелот-неудачник. Пентагон тоже не отстает, указывая, что ее младший брат даже не заслуживает такого прозвища. Арелла знает, что это Пентагон слила информацию, и она говорит, что у нее не было другого выбора. Арелла превратилась в трусливую курицу, которая боится сделать хоть шаг, чтобы не потерять все. Арелла отказывается это признавать и готовится напасть на них, так как уверена, что они устали от сражения с Уэзермоном. Он планировал убить их и забрать все, что они получили в бою, но они были шокированы, увидев магические круги. Это сигнал бедствия, который наша группа подготовила на случай нападения ПК. Когда игрок подвергается нападению, он может послать сигнал о помощи своим друзьям. Если у игрока есть навык телепортации, то его друзья могут мгновенно переместиться к нему. Друзья, которых они вызвали, были потрясены, увидев, что это была Сагер Зеро. Она дала Ашуре Каю последний шанс сбежать, но Урселла потребовала, чтобы они начали его уважать. Он планировал добиться этого уважения в бою, но Ашура Кай был повержен за 50 секунд. Арилат был в ярости, когда увидел, что все, над чем он так усердно работал, было уничтожено, но Пентакл просто покончил с собой. Ракель посоветовала ему играть в онлайн-игру Хроники Фарии, но Кейл назвал его монстром за то, что он посоветовал эту игру. Пентакл была удивлена, когда они получили все вещи, которые были у Широкаи, потому что, похоже, они собирались сбежать с ними. Рикуро поблагодарил Сагер Зеро за помощь и поздравил их с победой. Рикуро вспомнил, что было сделано объявление, и понял, что теперь ему будет гораздо сложнее не быть узнанным на публике. Но больше всего его беспокоило, что делать с Сагер Зеро. Он вызвал ее сюда, поэтому не думал, что сможет просто так ее отпустить. Он просто неловко смотрел на нее, но Рэй была счастлива. Пентакл никогда не скучала, когда она неожиданно попросила Тигра Зеро убить ее. Она предложила все, что у нее было, в качестве платы, но ее друзья были обеспокоены. Пентаклон умирает, и это означает, что она будет наказана, то есть должна будет заплатить штраф, пропорциональный ее преступлениям. Рикуро хорошо знает Пентаклон и предполагает, что это будет огромный штраф. Пентаклон готова рискнуть, потому что устала быть преступницей и хочет начать жизнь с чистого листа. Но пока Пентаклон все еще преступница, и она заявляет, что так просто не сдастся. Она всегда хотела сразиться с мастером боя и требует, чтобы они сразились. Тигр Зеро смотрит на Рикуро и принимает вызов. Она достает знаменитый уникальный меч мастера атаки и использует его навык, который называется обратный удар. Тигр Зеро знает, что Пентаклон называют убийцей великанов, поэтому она решила выложиться на полную в этом бою. Рикуро начинает комментировать бой и говорит, что Сейджер Зеро просто использовала кучу бафов на себя. Пентаклон достает свое жуткое оружие и тоже использует бафы, и бой начинается.
Ракель очень взволнован, а Катца удивляется, откуда у нее столько энергии. Первая атака Сейджер Зеро блокируется, и она с ужасом видит, что ее меч застрял. Сейджер Зеро наносит удар, но Пентаклон появляется из дыма, хватает ее за руку и забирает меч. Она дает понять, что это настоящий бой, и атакует своим мечом. Сейджер Зеро понимает, что это не шутка, и готовится к мощной атаке. После долгого заклинания она выпускает свою атаку Пустота Хаоса, которая вызывает огромные разрушения. Рикуро и Катца с изумлением наблюдают, как Тигр Зеро просто уничтожила Пентаклон. Они собирают разбросанные повсюду вещи и позволяют Сейджеру Зеро помочь им. Ситуация становится немного неловкой, потому что Пентагон был самым общительным из них, а Ракель не знает, что сказать. Катца хочет, чтобы он что-нибудь сказал, ведь они друзья, но Ракель напоминает, что Сейджер Зеро сам добавил их в друзья. Катца решает, что пора продемонстрировать навыки общения профессионального игрока, но Сейджер Зеро подходит к Ракель и задает ей вопрос. Она хочет знать, какие у него отношения с Пентагоном, и он отвечает, что они просто друзья по играм. Таймер дружбы заканчивается, и Ракель прощается. Сейджер Зеро пытается пригласить его в приключения, но уже слишком поздно, и она уходит. Катца думает, что им стоит поиграть в симулятор свиданий, чтобы улучшить свои навыки общения, но у Рико слишком много травм после последнего симулятора свиданий. Последним предметом, который остался, был меч Пентагона. Он довольно жуткий, но Ракель все равно решает его оставить. Ребята очень устали, поэтому решают вернуться в Третью Риму. В Третьей Риме Ракель случайно пугает Эмма и говорит ей, что победил плохого парня без возрождения. Эмма бросается обнимать его и плачет, потому что очень волновалась за него. Рикуро возвращает ей ожерелье, которое она ему подарила, и благодарит за то, что она помогла ему победить Метеомонстра. Ему просто рада, что он вернулся, и снова обнимает его. В штаб-квартире Утопии мы встречаем серьезного парня по имени Сакай, который создал игру Шенгри Ла Фронтир. Он глава пиар-отдела, и ему сообщили, что охранник-метеоролог был побежден. Неожиданное развитие событий повергло всю компанию в панику, потому что они думали, что уникальные монстры будут побеждены в другом порядке. Предполагалось, что первым будет побежден Торнард, а метеоролог окажется где-то в середине или даже в конце. Сакай надеялся впервые за 3 дня насладиться ужином, приготовленным его женой, но вместо этого его снова вызвали в офис. Этот парень очень напряжен, но все становится еще хуже, когда он понимает, что у него закончились таблетки для пищеварения. Мы видим Амачи, исполнительного продюсера игры. Она и так была зла, но когда увидела, что для открытия двери нужно пройти процедуру сканирования сетчатки глаза, она просто взбесилась. Она кричит на сканер, и тот в конце концов открывается. Она разговаривает с Сакури, основателем Утопии. Амачи говорит, что Сакури всем говорила, что понадобится не меньше 10 лет, чтобы кто-то победил метеоролога. Сакури поправляет ее и говорит, что она имела в виду, что Ашура Кай не сможет победить его. Амачи объясняет, что игроки неожиданно использовали весы против метеоролога. Они сражались честно и без каких-либо ошибок, поэтому она не думает, что есть повод для жалоб. Но у Сакури есть повод для жалоб, потому что она считает, что Амачи решила ослабить метеоролога. Они немного спорят о том, кто виноват. Сакури считает, что Амачи слишком заботится о балансе игры, и это портит ее тщательно продуманные сюжетные концепции. Она называет Амичи паразитом, но Амичи напоминает ей, что игра была бы совсем не сбалансированной, если бы не она. Сакай заходит в комнату и чувствует, что у него болит живот. Он пытается остановить драку, но от этого ему становится только хуже. Шангри Ла Фронтир – жемчужина компании Утопия. Сакурай создала этот мир, а Амичи его сбалансировал. Они ключевые сотрудники, и Сакай разочарован, что они дерутся как дети. У Сакая и так много проблем, но он понимает, что только он может исправить ситуацию. Сакай предлагает им обоим принять душ, потому что они давно этого не делали, но, конечно, это только причиняет ему боль. Дома наш мальчик Рикуро наконец-то выспался. Рэй же, напротив, не может уснуть. Она думает, что Рикуро был рад позвать ее в игру, а потом дать ей поиграть в Пентагон. Она хочет стать ближе к нему в игре, надеясь, что это сблизит их и в реальной жизни. На следующее утро Рэй с нетерпением ждет, когда же он получит награду за свою тяжелую работу, и возвращается в игру. Рэй видит, что Эмма все еще плачет, и объясняет, что ее отец хочет с ним поговорить. Вэш рад слышать, что метеоролог был невероятно силен, а та глупая Вудма, с которой сражалась Рэй, даже рядом не стояла. Вэш благодарит метеоролога за то, что он играл в мусорные игры,
потому что это научило его справляться с необоснованными атаками. Вэш еще больше рад слышать, что метеоролог доволен этим миром. Рикура был шокирован, когда Ваш сказал, что, возможно, пришло время кое-что сделать. Рикура не понимал, о чем он говорит, поэтому Ваш спросил, не хочет ли он узнать правду об этом мире. Рикура был польщен, и Ваш сказал, что ему нужно кое-что принести. Рикура был разочарован, ведь он так ждал начала своего бонусного уникального сценария, но оказалось, что это просто задание. Он все равно решил его выполнить и надеялся, что дальше будет лучше. Рикура получил список предметов, но не знал, где их найти. Ваш объяснил, что ему нужно отправиться в место под названием Темные Бароны. Оно находится далеко от Третьей Рема, и Ваш сказал, что его не будет на карте. Ракель решила попросить помощи у Пита, но хотела еще кое-что узнать у Ваша. Ваш просто сказал, что если Ракель не полная дура, то она скоро все поймет. Уникальные сценарии похожи на контент для финального этапа игры, и Рикура подумал, что это место Темные Бароны находится далеко впереди, где-то там, где он сейчас. Эмиль ожидала, что это будет долгое путешествие, но наш уверенный в себе главный герой назвал ее наивной. Рикуро проверил свои характеристики и был приятно удивлен, увидев, что он поднялся до 78 уровня. Все благодаря битве с матерью природой, ведь теперь у него появились новые навыки и улучшенные старые. Он был уверен, что с таким усилением будет легко проходить игру. Но это еще не все, ведь наш герой хотел посмотреть, что за добычу он получил в бою. Он уверен, что все его усилия окупятся, но его смущает первая вещь, которую он получил. Это книга под названием «Гробница истины», в которой подробно описывается предыстория Мона. Следующая — книга навыков «Чистое небо», в которой содержится цифровая запись техник владения мечом, оставленная мастером эпохи божественности. Рикура вспоминает имя «Чистое небо» и удивляется, когда понимает, что речь идет о мощном наборе навыков, который использовал Метеамон. Рикуру не может сдержать своего восторга, когда объясняет Эмма, что сможет изучить самые мощные атаки, которые он когда-либо видел. Для этого ему нужно снаряжение божественности, так что это займет какое-то время, но Ракели это не волнует. Он надеялся, что Эмпо тоже разделит его восторг, но она без сознания, потому что он слишком увлекся. Ракелю не терпится узнать, что за последний предмет, и он обнаруживает, что это аксессуар. Это ключ от инвентории, специальный браслет, который носят лишь избранные даже во времена божественности. Он служит и ключом, и дверью в хранилище. Даже если владельца убьют, ни аксессуар, ни предметы в хранилище не смогут украсть. Эта штука также синхронизируется с анатомическими данными, чтобы стать частью пользователя. В общем, это хранилище с бесконечным объемом. Наконец, Ракель может потратить немного очков, чтобы переместиться в хранилище. Это все очень круто, но не так впечатляет, как книга навыков. Ракель примеряет его, и Эмма в шоке, когда он исчезает. В хранилище Рикуру не ожидал ничего особенного, но был поражен, когда увидел, что там уже есть куча крутых вещей. Оказывается, это намного больше, чем он мог себе представить, потому что все это снаряжение высокого уровня. Тем временем Пентагон оставляет цветы для Сэцуны. Сэцуна всегда называла себя копией, но для Пентагона она всегда была оригиналом. Затем Пентагон вспоминает, как Сэцуна сказала им найти Бахамута, чтобы узнать правду об этом мире. Изначально Пентагон планировала уйти из игры после победы над Метеорологом, но передумала. Она ничего не знает о Бахамуте, но заявляет, что заставит его рассказать ей все, что он знает. Затем все становится немного зловеще, когда нам показывают заклятого врага Ракель. Некоторое время спустя мы оказываемся в комнате Катца. У него куча шлемов виртуальной реальности, и их количество может сравниться только с количеством игровых наград, которые получил Катца. Катца думает о том, какая хорошая игра Shangri-La Frontier, и что изначально он хотел просто убить время, пока не занимался профессиональным геймингом. Но теперь он не может смириться с мыслью, что его друзья играют в эту игру без него. У него скоро будет большой профессиональный турнир, поэтому он не может присоединиться к ним. Но тут Ракель присылает ему сообщение о крутом инвентаре, который он получил после их боя. Катца быстро решает бросить все свои дела, потому что не может позволить друзьям обогнать его. Катца включает свою лучшую игровую VR-машину и отправляется в игру. Он встречается с остальными, и Рикура рассказывает, какие крутые вещи у него в инвентаре. Ката тоже это видит и говорит, что броня сделает Рикуро слишком сильным. Пенелопа тоже посмотрела на его инвентарь и сказала, что вся броня бесполезна в таком виде. Мальчики очень расстроились, и она объяснила, что для всего этого нужна энергия, которая называется нестандартным эфиром.
К сожалению, она никогда раньше не видела и даже не слышала об этом, и Пенелопа не может использовать оружие и броню без этого. Пенелопа очень расстроилась, но Ката неожиданно сказал, что у него есть нестандартный эфирный реактор. Ката понял, что это потому, что он больше всех сражался с Кираном, и сказал, что получил его в качестве награды. Единственная проблема в том, что он сломан, и все кузнецы, к которым он обращался, не знали, что это такое. Пентагон объясняет, что это реликвия божественности, и им, вероятно, понадобится особый кузнец или какой-то предмет. Она не знает, как это исправить, но Пенелопа всех шокирует, когда говорит, что, возможно, знает, как это починить. Пенелопа снова от неожиданности выплескивает свой напиток на Рикуру, но он понимает, что она сделала это специально. Пенелопа хочет отнести реактор кому-нибудь, но это связано с уникальным сценарием, и она боится, что остальные не смогут прийти. Ката разрешит ему взять реактор, но у него есть одно условие. Он хочет знать, какие условия разблокированы для сценария с Евнухом, который скрывает Пенелопа. Пенсилган ругает его за то, что он рассказал об этом условии своему другу, но Ката говорит, что он не смог найти никаких уникальных сценариев. Valve информация об уникальных сценариях очень ценна, особенно для игроков с эксклюзивным доступом. Большинство игроков защищают свою прибыль и не любят делиться информацией. Ката не исключение, поэтому он хочет заключить эту сделку. Ракура объясняет, что когда он разблокировал уникальный сценарий, ему не дали точных инструкций, но он готов рассказать Ката, что произошло. Остальные в шоке, потому что Рикура прославился, когда все в игре хотели получить эту информацию, а теперь он готов рассказать им. Рикура объясняет, что на 20 уровне или ниже он столкнулся с Ликаоном, убийцей рыцарей. Он продержался 5 минут без урона и нанес около 200 критических ударов оружием Варпала. Его друзья в ярости, потому что они не могут просто повторить его действия, но Рикура говорит, что честно ответил на их вопрос. Ката решает просто дать ему реактор, а Пенсилган просит Рикура вернуть ей весы. Оказывается, Пенсилган отдала их ему после их битвы с Ветромоном. Пенсилган взяла их у организации НПК под названием «Золотые весы», и это один из самых ценных предметов в игре. Теоретически, если игрок вложит достаточно денег в весы, он сможет получить характеристики даже выше, чем у уникального монстра. Конечно, для этого игроку понадобится бюджет, сравнимый с бюджетом небольшой страны. Это единственная вещь, которую Пентагон не хотела потерять из-за штрафа за Пкей, поэтому она сделала то, что называется отмыванием. Это уловка, позволяющая сохранить предметы, которые могут быть потеряны из-за штрафа. Штраф за Пкей означает, что когда игрока убивают, его вещи переходят к тому, кто его убил. Кроме того, они должны заплатить штраф, пропорциональный их проступку. Когда игрока убивают, даже предметы, которые хранились на складе, автоматически конфискуются и продаются, чтобы покрыть штраф. Чтобы защитить предметы от конфискации, их отмывают. Кату предполагает, что именно поэтому Пентагон отдала весы Рикеру перед тем, как Сайгер Зеро ее убил. Но это не так, потому что игра может просмотреть вашу историю и продать вещи. Весы все еще здесь, потому что они принадлежат организации «Золотые весы». Рикура говорит, что она ничего не отмывала, но она использовала весы по-другому. Пентаклон произносит заклинание, и из весов появляются два предмета. Это добыча Пентагона из битвы с Матерью Природой. Один из них — книга Могила Истины, а другой — цветочная брошь. Похоже, что в битве они получили разные вещи, и Ракель вспоминает о книге навыков «Чистое небо». Пентагон говорит, что предложила добычу весам, а значит, у них больше не было физического существования. Они были спрятаны в весах, которые ей не принадлежали, поэтому игра не могла их конфисковать. Все, что ей нужно было сделать, чтобы вернуть предметы, это пожертвовать 40 уровнями весов. Это была немалая цена, но оно того стоило, потому что это украшение очень дорого ей. Но это еще не все, чтобы арендовать весы. Она использовала свое главное оружие в качестве залога. Весы перешли в собственность организации, так что оружие тоже в безопасности. Пентакл — настоящий злой гений, что полностью противоречит тому, что она говорила о том, что хочет стереть все свои преступления. Штраф обошелся ей в 500 миллионов, но Пентакл, как ни странно, не слишком обеспокоен. Их битва с Метеором доказала, что охота на уникальных монстров — прибыльное дело. Поэтому Пентакл переходит к главному и предлагает им объединиться в клан. Они играют в камень-ножницы-бумагу, и Пентакл злится, когда проигрывает.
Парень радуется, что в наказание за проигрыш она должна стать их лидером. Они отказываются снова играть, и Пентакл понимает, как глупо было с ее стороны думать, что она сможет победить их в скорости реакции. Ее первая обязанность как лидера – выбрать название для их клана, и она выбирает то, которое нравится парням. Она объявляет, что они будут волками, которые путешествуют по Шангри-Ла в поисках уникальных монстров, и их клан будет называться Вольфганг. Выбрать эмблему будет следующей сложной задачей, но парни тоже оставляют это на усмотрение своего бесстрашного лидера. В этот момент в библиотеку заходит один из парней. Он ищет троицу, победившую Метеора, и даже называет их по именам. Наши герои убегают от него со всех ног и делают вид, что не знают, о ком он говорит. Они заканчивают совещание, и Ката решает немного прокачаться, так как потерял много уровней из-за той таблетки, которую принял во время боя. Пентагон собирается обменять весы на оружие, а Ракель остается разбираться с реактором. Библиотечный парень решает найти того, кого он считает сыном знаменитого игрока Раку, но Ракель продолжает делать вид, что не знает этого человека. Парень понимает, что Ракель лжет, но ей удается отдалиться от него. Он спешит сказать Эмма, чтобы она открыла ворота, и та ругает его за опоздание. Он извиняется перед ворчливым кроликом, и она делает, как он говорит. Ракель вспоминает, что должна была вернуть жуткий меч карандашу, но решает сделать это позже. Библиотечный парень думает, что наконец-то поймал солнечного Раку, но с удивлением видит, что тот исчез. В Рабатузе Рокуро разочарован, узнав, что Ваш там не появлялся, и Немо тоже его не видел с того дня, как Рокуро с ним разговаривал. Рокуро снова пробует объединить навыки, выпив зелье, и снова пытается продать ему свой товар. Рокуро говорит, что у него совсем нет денег, но думает о том, какой Немо жадный. Ваш не может починить реактор, поэтому Ракель решает спросить у Блока. К сожалению, Блок не может этого сделать, так как только древний мастер может починить вещи из божественности. Блок всего лишь мастер, а Ваш единственный, кто может это сделать. Ракель решает подождать Васха и пока сосредоточиться на прокачке своих навыков. И тут Ракелю приходит в голову идея. Вокруг нет ни одного древнего мастера, поэтому Ракель решает, что Блоку нужно повысить свой навык до уровня древнего мастера. Блок говорит, что это будет непросто, но Рикура объясняет, что в конце концов ей придется это сделать. Рикура уверен, что у нее получится, поэтому он и Эмо пообещали помочь. Сначала Блок сомневается, но потом вдохновляется словами Рикуро и заявляет, что станет древним мастером. Группа очень обрадовалась, и Рикуро объявляет о начале новой миссии. Идея звучит здорово, но Рикуро быстро понимает, что не знает, как превратить Блока в древнего мастера. К счастью, Блок знает, что для этого нужно две вещи. Первая – это оружие наследия, а вторая – что-то под названием Маркс. У кролика какая-то проблема с речью, и Рикуро понимает, что она имеет в виду магическую единицу. Найти и то, и другое будет непросто, но Рикуро понимает, что оружие наследия должно быть из эпохи божеств. Рикуро вспоминает, что у него в инвентаре есть куча вещей из эпохи божеств, и телепортируется туда. Вскоре возвращается Ракель и шокирует Блока оружием наследия. Блок не может поверить, что у Ракель есть такое редкое оружие, но Ракель просто объясняет, что он получил его, победив Ветрамона. К сожалению, Рикуро предполагает, что ей нужно рабочее оружие наследия, а это оружие не будет работать, пока он не починит эфирный реактор. Блок говорит, что ей нужно только оружие наследия, потому что оно позволит ей изучить техники божеств, использованные для создания оружия. Лучше всего было бы иметь рабочее оружие, но то, что принесла Ракель, тоже подойдет. Затем Лок приходит в сильное возбуждение и говорит, что ей нужно будет только разбить оружие на куски. Рикур поспешно останавливает ее и объясняет, что должен получить разрешение от своих друзей, прежде чем они разберут оружие. Рикур вспоминает, что это оружие было у него в инвентаре. Однако Ката и Пентагон сказали, что все вещи в инвентаре будут общими для них троих. Билок соглашается немного подождать, но напоминает, что ему нужно будет найти магический блок управления. Ваш однажды сказал ей, что этот предмет можно найти в руинах былой славы. Судя по карте, это место находится довольно далеко, рядом с 11-м городом в игре. Все становится еще интереснее, когда Ракель понимает, что это место находится рядом с темными амбарами.
Темные амбары – это место, о котором говорил ему Эш. Место, где Ракель найдет предметы, необходимые для открытия бонусного секретного сценария. Ракель думает, что это судьба, и еще больше воодушевляется. Биллок собирается уходить, и Ракель рада, что его будет сопровождать еще один кролик. Однако, если они пойдут вместе, это может стать проблемой. Эмму удается спрятать, надев ее на шею, но Белоку, возможно, придется выпить кучу восстанавливающих магическую силу зелий, чтобы сохранить человеческий облик. Биллок сообщает плохие новости, что она вообще не может превратиться в человека, но у нее есть идея получше. Биллок становится очень серьезной, когда говорит Эмилю, чтобы он приготовился, и требует, чтобы Рикур использовал их способность маскировки. Два кролика бегут к нашему герою-птице-человеку, а Блок превращается в меховую шубу, а Эмма в модный шарф. Рикура выглядит нелепо, но Белак просто говорит птице-человеку, чтобы тот шел вперед. Рикура решает просто идти, но понимает, что ему нужно установить точку возрождения в Рабатузе. После этого они отправляются в путь, чтобы войти в каньон древних душ. Когда-то давно там была война, но ее пришлось прекратить из-за появления монстров. Большое количество погибших в войне привело к тому, что земля покрылась миазмами. Это стало местом обитания нежити, которая ненавидит живых. Там невероятно опасно, так как говорят, там полно монстров и проклятий. Затем Рикуро должен сказать кроликам, чтобы они вели себя тихо. Он не хочет, чтобы они привлекали внимание к их группе, хотя их птичье лицо и кроличьи уши и так сильно выделяются. Чтобы подготовиться к походу в каньон, Рикуро идет купить кое-что, чтобы защититься от миазмов. Если кто-то долго находится под их воздействием, то у него появляется статус проклятого. Этот статус снижает все характеристики на определенный процент. Святая вода стоит довольно дорого, но кролики удивляются, когда слышат, что ему нужно купить ее только для того, чтобы защитить себя. Они приходят в каньон, и он выглядит именно так, как описывали кролики. Качество воздуха ужасное, и опасность чувствуется повсюду. Пока они идут, Рикуро удивляется, как птице-человеку удается создать вокруг себя ауру чистого воздуха. Рикуро рада, что спросила об этом, и он объясняет, что это из-за эффекта метки, которую на него наложил Леон. Любое заклинание или проклятие, исходящее от существа более слабого, чем Леон, не действует. Оно даже может развеять миазмы, но это еще не все. Прежде чем он успевает объяснить, появляется гигантская виверна-зомби. Монстр бросает взгляд на шрамы Рикуро и убегает. Рикуро объясняет, что благодаря этим отметинам все существа более низкого уровня, чем он, просто убегают. Рикуро хотел бы проверить свои новые способности, но все монстры его боятся. Биллок понимает, что отметины на теле Рикуро говорят монстрам, чтобы они не трогали добычу Ликаона, но она считает монстров трусами. Рикуро понимает, что после сражения с погодником он стал слишком сильным, и теперь их путешествие по каньону кажется легкой прогулкой. Биллок тоже хотела бы показать свои способности, но Рикуро сомневается, что она вообще умеет сражаться. Биллок обижается, но у нее появляется шанс сразиться раньше, чем она ожидала. Появляется еще один монстр-нежить. Он не убегает от Рикуро, и тот понимает, что монстр должно быть сильный. Рикуро замечает, что монстр, возможно, просто не видит его, потому что у него нет головы. На самом деле это редкий монстр, называемый генералом Дулаханом. Рикуро спрашивает, не хочет ли монстр поговорить, но кролики замечают, что у него даже нет рта. Монстр дает понять, что хочет сражаться, и наши герои готовятся. Монстр начинает бой, и Рикуро использует воспламенение на себе и готовится применить свои новые способности. Рикуро уклоняется от первой атаки монстра, но просит Эмму быть осторожной и прижать уши к голове. Они начинают сражаться, но Рикуро понимает, что это существо очень сильное. Оно явно выше его по уровню, но Рикуро почему-то совсем не боится. Он не знает почему, но решает, что это потому, что он только что сразился с одним из самых могущественных воинов, которых когда-либо встречал. Рикуро решает, что сначала нужно сбить противника с лошади, и использует свою технику с мечом Варпал. Этот прием сбивает лошадь с ног, и монстр падает с нее. Балук готовится к своему ходу. Она уверена, что тело нежити будет легким, и наносит удар мегатонной атакой. Тело нежити отлетает, но Ракель не позволяет Белоку победить. Он приказывает Эмме подготовить заклинание, а сам тоже взлетает в воздух, используя свои способности. Ракель бросает взгляд на Белока и жестом показывает, что хочет сама справиться с нежитью. Игрок-новичок должен знать, когда нужно уступить место НПК, поэтому он решает, что позволит этому маленькому кролику нанести последний удар. Но сейчас навык Рикуро воспламенения готов, и его удача наконец-то на высоте. Рикуро использует свою атаку, основанную на удаче, под названием «Рука судьбы», и отправляет нежить в полет.
Затем Рикуро надевает Эмму на руку и использует навык кроличий пистолет. Эмма активирует свое заклинание и направляет противника прямо на Билла. Балук готовится к удару своим гигантским молотом и наносит сокрушительный удар по монстру. Тот врезается в лошадь, и Рикуро поражен тем, какой урон нанесла эта маленькая крольчиха. Их противник повержен, и Рокуро получает в награду отрубленную голову генерала. Выглядит она довольно потрепанной, но при использовании наносит дополнительный урон по голове. Но она уже сильно заржавела, поэтому может только позрубать плоть грубой силой. Из описания монстра мы узнаем, что у него нет теда, поэтому он целится в головы своих жертв. Ракель решает, что он просто продаст это оружие, но Бала говорит, что в нем еще есть жизнь. Она хочет, чтобы Ракель сохранил его, потому что она планирует вернуть ему былую славу. Рикуро соглашается, потому что помнит, что она кузнец. Затем он мельком смотрит на характеристики блока и удивляется, что она невероятного 98 уровня. Рикуэль немного расстраивается, потому что он только недавно обогнал Эмила по уровню. Но блок успокаивает его, объясняя, что она получила весь свой опыт от кузнечного дела, а Ракель от сражений. Ракель и Эмма дают несколько советов Биоле, но Биола не в восторге от того, что Эмма начинает подражать птице человеку. Рикуро говорит, что им нужно снова отправляться в путь, потому что они должны спешить и добраться до босса в этой области. Рикуро считает, что этот путь довольно простой по сравнению с другими, и Эмил соглашается, но мы видим, что за ними кто-то идет. Через некоторое время кролики слишком расслабляются, потому что метки на теле Рикуро делают их путешествие слишком легким. Они очищают местность от миазмов и отгоняют всех монстров. Кролики заходят слишком далеко, поэтому Ракуро приказывает им слезть с его спины и идти самим. Они показывают на портативный очиститель воздуха, который, по их словам, помогает сохранить святую воду, поэтому он решает просто идти дальше. Рикуро думает, что если просто перелезть через все препятствия, то можно будет быстрее добраться до цели. Эмма предупреждает, что наверху есть ужасные монстры. Они называются хрустальными скорпионами и прячутся на скалах. Они нападают стаей, так что если один заметит тебя, то ты точно умрешь. В этот момент Рикуро что-то замечает, и кролики боятся, что это может быть один из скорпионов. Это особенно страшно, потому что если ты увидел одного, значит скоро появятся еще десятки. Они должны идти дальше, но Балик напоминает Рикуро, что их цель победить местного босса. Но наш сумасшедший герой думает, что позже он сразится с одним из этих скорпионов. Кролики говорят, что это безумная идея, но человек-птица только смеется. Рикуро вселяет страх в сердца некоторых монстров, и в конце концов они находят большой черный купол тьмы. Рикуро предполагает, что босс внутри, и бесстрашно ныряет туда. Внутри купола очень жутко, и он пугается, но в конце концов они находят то, что искали. Это местный босс, которого зовут Гудящий Лич. Рикуро предполагает, что этот скелет-монстр любит накладывать проклятия, поэтому он решает, что они должны нанести удар первыми. Кролики пытаются его остановить, но уже слишком поздно. Рикуро шокирован, когда его клинок проходит сквозь монстра и понимает, что у него нет хитбокса. Это то, что Белак пытался сказать ему, и она объясняет, что ему понадобится святое оружие, чтобы нанести физический урон. Ракель говорит, что у него такого нет, и они оказываются в окружении миазмов монстра. Рикуро даже получает урон от них, а Белак говорит, что этот монстр – источник всех миазмов в округе. Рикуро чувствует ненависть и смерть вокруг них, поэтому миазмы намного сильнее, чем обычно. К счастью, срабатывает дебаф от метки Керла, и вокруг них становится чище. Это значит, что ни одна из сторон не пострадает от атак другой, и бой заходит в тупик. Блока решает, что ей придется взять инициативу на себя. Она говорит Рикуро, чтобы он дал ей время, пока она будет искать решение. Рикуро сразу же начинает отсчет времени, но Има не понимает, зачем он привязал ее к руке. Он говорит, что она единственная, кто может атаковать босса, поэтому он снова хочет использовать ее как кролика-пушку. Эмма считает это ужасной идеей, но обещает, что позже даст ей морковку. Эмма готовится, надевает свой маленький монокль и выпускает мощную магическую атаку. Атака, кажется, нанесла некоторый урон, но не слишком большой, поэтому Ракуро спрашивает, сколько еще нужно Блоку. Блока объясняет, что это очень сложно, потому что она хочет превратить ржавый меч в оружие, которое сможет ранить Лича. Это будет срочная работа, но она уверяет меч, что в нем еще есть жизнь. Эмма в ужасе, его руки торчат из земли,
но Ракель говорит, что это ерунда по сравнению с тем, что он пережил в битве с погодником. Они уворачиваются и наносят еще одну магическую атаку, но монстр очень злится и отращивает несколько голов. Эти головы превращаются в одинаковых личей, и каждый из них держит в руках разное оружие. Рикура изо всех сил пытается уклониться от их атак, но это начинает его раздражать. Они оказываются в очень плохом положении, но, к счастью, Блок только что закончил ковать меч. Жидкость, стекающая с меча, наносит урон одному из личей, и Ракель хвалит Блок за то, что она очистила старое ржавое лезвие. У Блок не было кузницы, поэтому меч получился не очень хорошим, но она смогла отполировать его святой водой. Меч сможет разрубить личей, но он стал намного более хрупким. У него есть еще 8 ударов, прежде чем он сломается, поэтому Рикура должен как-то закончить бой до этого. Это будет очень сложно, ведь личей так много, но наш Рикуро готов к этому испытанию. В этот момент личи начинают петь и нападают. Рикуро убегает вместе с кроликами и понимает, что ему нужно узнать побольше о клонах, прежде чем атаковать. Рикуро достает из сумки свои навыки и использует их, чтобы уклониться от нескольких атак. Ему удается заставить одного из клонов напасть на другого, и он замечает, что главный лич получает урон. Но стрела попала не в главного лича, поэтому Рикуро понимает, что у оригинала и клонов общий запас здоровья. Первый противник отреагировал довольно резко на атаку, поэтому Рикуро понимает, что у него низкий уровень здоровья. Он рассказывает кролику о своем плане, но Белак считает его сумасшедшим. Ему удается убедить осторожного кролика, и он запускает Белака в небо. Вскоре он сам взлетает и объявляет, что пришло время использовать бафы. Его умение бафать можно использовать только через 10 минут после начала боя, и сейчас как раз подходящее время. Рикуро использует умение под названием «Перегрев», которое повышает его характеристики на 5 минут. Он комбинирует это с усилением нитро, которое повышает его силу и ловкость, но при этом отнимает 20% здоровья. У него остается 4 очка здоровья, что означает, что он сможет использовать усиление кульминации. Эмма расчищает ему путь, и Меркюль начинает свою стратегию с уничтожения лучника. Удары по голове наносят дополнительный урон, что в сочетании с бафами позволяет ему уничтожать каждого клона одним ударом. Остаются 5 клонов и оригинал, но у Рикуро осталось всего 7 атак. Это не единственная проблема, так как баф «Перегрев» закончится через 5 минут, и его характеристики сильно упадут. Эмма наносит удар, и Ракель успевает уничтожить клона с топором. Ракель понимает, что не сможет победить их одним ударом, когда баф закончится, поэтому ему нужно закончить бой раньше. Блок поражена, наблюдая за боем Рикуро, и понимает, почему он смог победить Колосса. Блок решает довериться его плану, и Рикуро уничтожает всех клонов. Тело осталось, но у него осталось всего 2 атаки. Рикуро приказывает Эмма работать, пока он подбрасывает ее в воздух, но она не понимает, что ей нужно делать. Эмма использует магическую атаку, чтобы напугать Лича, и это дает Рикуро возможность пронзить его мечом. Все хвалят меч за то, что он продержался так долго, но им нужно, чтобы он продержался еще немного. Ракель говорит Блоку, что пора заканчивать бой, и он подносит ее прямо к Личу. Блок вкладывает всю свою силу в молот и протыкает Лича мечом. Наши герои побеждают, и Немо случайно чуть не убивает Рикуро. Блок думает, что она еще может починить меч, но им нужно поспешить и добраться до города Ахолд. Рикуро первым делом проверяет свою добычу, но там только куча вещей, которые ему не нужны. Туман рассеивается, когда босс побежден, но Эмма напоминает ему, чтобы он не выдумывал ничего сумасшедшего, когда он явно ищет скорпионов, с которыми можно сразиться. Когда они добираются до города, Рикуро отмечает его как ориентир. Это значит, что теперь он может использовать врата Эмма, чтобы перемещаться между Раузой и Ахолдом. Блок хочет вернуться в Раузу, чтобы починить меч, поэтому Рикуро решает пока что разделиться, чтобы немного отдохнуть. Он отправляет Эмма с Блоком, потому что хочет исследовать новый город. Рикуро объясняет, что она будет выделяться еще больше, чем сейчас. Она не верит, что это настоящая причина, но он снова убеждает ее, подкупая морковью. Они расстались, но он пообещал ей, что не будет делать ничего безрассудного. Человек-птица обещает, что как только она уйдет, он зловеще рассмеется. Она просит его не делать глупостей, но это в его характере делать то, что ему говорят не делать. Сумасшедший отправляется на поиски приключений и думает о том, что эта ситуация похожа на историю о ящике Пандоры. Даже если знаешь, что это принесет все беды мира, ты все равно должен открыть его.
Безумный человек-птица думает, что это и есть человеческая природа. Он покупает морковь для Эмол, но потом сразу же отправляется в каньоны древних душ. Рикура готовится к небольшому восхождению и говорит скорпионам, чтобы они были готовы к его приходу. Рикура развивает свои прыжковые способности и прыгает так высоко, как только может. Он хочет найти хрустальных скорпионов, потому что ему очень хочется сразиться с монстрами 100-го уровня. Рикура знает, что кролики не хотят, чтобы он делал что-то опасное, но Рикура говорит, что смысл игры в том, чтобы дать волю своим чувствам. Когда он добирается до вершины, он с удивлением обнаруживает, что здесь все выглядит совсем иначе, чем внизу. Рикура ищет скорпионов, и ему везет, когда один из них появляется позади него. Он поражен, что это монстр, который использует камуфляж, и Рикура говорит, что это тот монстр, которого он искал. Затем ему приходится уклоняться от нескольких атак этого существа, и он сравнивает его с несущимся поездом. На всех этих кристаллах довольно трудно передвигаться, но скорпион использует это в своих интересах. Это загнало Рикура в угол, но ему удалось увернуться от следующей атаки. Рикура объясняет, что это его первый бой с этим существом, поэтому он не рассчитывает победить могущественного монстра в его нынешнем состоянии. Сейчас он просто осмотрит местность и заберет все найденные редкие материалы. Он не хочет рисковать, и на самом деле считает, что это уже победа. Но тут ситуация для нашего героя с птичьим лицом становится еще хуже, потому что появляется еще несколько скорпионов. Рикура только сейчас вспоминает, что Белак говорил ему, что скорпионы нападают стаей, и если его заметит хотя бы один из них, то все будет кончено. Ракель оказывается в такой же ситуации, окруженный не одним, а несколькими могущественными монстрами. Они нападают все вместе, и Ракель понимает, что ему конец. Тем временем в Роботузе его ждет, когда Ракель вернется, и беспокоится, что у него могут возникнуть проблемы с возвращением. Но тут Ракель появляется снова, и он злится из-за того, что скорпионов было так много. Он просит Эмиль открыть портал, чтобы он мог вернуться в крепость, но она разочарована, когда понимает, что он сражался с хрустальными скорпионами. Она ругает его, но он просто дает ей морковку, чтобы она снова была в хорошем настроении. Эмиль открывает портал, и Ракель готовится ко второму раунду против скорпионов. Эмиль сомневается, хорошая ли эта идея, но Ракель уже решил, что ему нужно что-то получить от этой битвы. Он обещает, что на этот раз все будет хорошо, ведь это не первая его попытка, и он не собирается уходить с пустыми руками. На этот раз Рикура пробирается в пещеру, которая показалась ему интересной. Он находит огромный черный кристалл и думает, что тот даст ему редкие предметы, которые есть только в этой местности. Рикура случайно задевает другой кристалл, и тот издает громкий звук. На него снова нападают скорпионы. Он использует несколько навыков и взлетает в небо. Рикура не хочет уходить с пустыми руками и пытается ударить по кристаллу. Но его тут же убивают, и он отвечает в рабице. Эмма говорит, что это было быстро, и что выжить в этой битве невозможно. Их так много, и они нападают там, где и так мало места. Эмма напоминает ему, что они предупреждали его об этом, а Рикура напоминает ей, что он тоже что-то говорил. Он сказал, что не уйдет с пустыми руками, и хитрый птица-человек показывает, что ему удалось отломать часть кристалла. Это Лаплас, и в нем очень много магии. Он не знает, для чего он нужен, но уверен, что он очень ценный. Рикура решает пока отдохнуть и вспоминает бой со скорпионами. Малейшая вибрация кристалла заставляет их нападать, но он не думает, что искусственный интеллект за ними очень умен. Они просто безрассудно бросаются в бой и иногда даже сталкиваются друг с другом. Эмма пытается убаюкать его, но Ракель кое-что придумала. Он думает, что мог бы забрать части их тел, и требует, чтобы Эмма открыла ворота, чтобы он мог это сделать. Эмма предупреждает, что он снова умрет, но он заявляет, что такие первопроходцы, как он, никогда не боялись смерти. Рикура спрашивает, как он будет собирать части их тел, и ему приходит идея, когда он видит, что Эмма восстанавливает свою ману. Наш самоуверенный герой заявляет, что он превратит Минополе, кишащее монстрами 100-го уровня, в прогулку по парку. Рикура возвращается туда, где он дразнил скорпионов, пока они преследовали его. Рикура притворяется испуганным, когда они снова нападают на него, но он использует свою способность прыгать и наблюдает, как они сталкиваются. Повсюду валяются части тел, но его поджидает еще куча скорпионов. Рикура хотел бы узнать, каково это попасть в блендер для скорпионов, но решает не рисковать. Вместо этого он телепортируется в инвенторию. Рикура радуется, что его идея сработает, и смеется как сумасшедший, заявляя, что технологии — это сила.
Он придумал использовать свой инвентарь, когда увидел, как Эмма использует предмет. Эта штука с инвентарем очень мощная, если использовать ее правильно, потому что он может создать безопасное пространство для себя, когда ему нужно. Рикура понимает, что его гениальный план сработал, когда он возвращается в кристальную зону и видит, что там остались только части тел. Скорпионы исчезли, и Рикура может забрать свою добычу. Он уверен, что эти предметы редкие, и ему не терпится посмотреть, что Бала сможет из них сделать. Рикура называет себя гением и бьет по кристаллу. Скорпионы снова появляются, но на этот раз птица заявляет, что превратит их всех в материалы. Рикура собирает их и объясняет, что делает инвенторию еще более полезной. Обычно у игроков есть ограничение на количество инвентаря, и если он становится слишком тяжелым, это начинает мешать игроку. Но инвентория позволяет хранить столько, сколько нужно, без каких-либо ограничений. Если правильно использовать инвенторию, Рикура может получить неограниченное количество материалов от хрустальных скорпионов 100-го уровня и выше. Он повторяет эту стратегию снова и снова и говорит, что именно такие штуки делают игры такими увлекательными. У него почти закончилась мана, поэтому он может использовать инвенторию только еще один раз. Но у него уже есть куча материалов, поэтому он решает сделать еще один заход. Пока он восхищается своими редкими вещами, Рикурл понимает, что у него нет ни одного жала. Это самая характерная черта каждого скорпиона, поэтому он должен его получить. Он понимает, что оторвать жало от тела будет сложнее всего, а значит, это будет самая редкая добыча. Но когда он думает об этом, это кажется невозможным. Чтобы получить жало, ему придется столкнуться с роем скорпионов 100-го уровня. Кроме того, то, что он хочет получить, нельзя оторвать обычными атаками. Появляется скорпион, и Рикурл говорит, что такие невозможные ситуации – это мусор в играх. Но именно это и делает их такими увлекательными, поэтому он призывает свое оружие. Он заявляет, что оторвет жало, чего бы это ни стоило, иначе он не сможет считать себя плохим игроком. Рикура начинает сопротивляться, но быстро понимает, что его ударов недостаточно, чтобы оторвать жало, даже когда он в хорошей форме. Появляются новые скорпионы, и Рикура решает, что ему придется как-то заставить их оторвать жало. Рикура не может контролировать их атаки, поэтому ему придется надеяться на лучшее, что выпадет при генерации случайных чисел. Это довольно рискованно, но такова жизнь геймера. Рикура уворачивается от атаки и приземляется на жало. У него только один шанс, поэтому он ждет до последнего. Рикура идеально рассчитывает время и попадает в инвенторию как раз в тот момент, когда скорпионы нападают на жало. Он тут же возвращается, потому что одной их атаки недостаточно, и атакует сломанное жало. Рикура вкладывает все свои силы и в конце концов отрывает его. Рикура радуется, что его тяжелая работа не прошла даром. Ему осталось только забрать редкий предмет, и он будет в порядке, даже если его убьют. К сожалению, Рикура понимает, что он гораздо дальше от цели, чем думал. Жало ускользает от него, когда он падает в яму со скорпионами, и он задается вопросом, почему богиня рандома решила быть к нему так жестоко. Ракель отвечает и снова ребатузит, а Эмиль беспокоится о нем, видя, как он дрожит от отчаяния. Ракель успокаивается и находит утешение в том, что достать жало возможно. Но это спокойствие фальшивое, потому что Ракель очень зол и заявляет, что знание не имеет значения, если он не получит желаемое. Он полностью теряет самообладание и проклинает богиню рандома. Имо наблюдает, как Рикура погружается в безумие, но он уже сделал это, и Имо понимает, что какое-то время Рикуру не сможет смотреть на скорпионов. Имо поражен, когда Рикура заявляет, что есть только один способ исправить ситуацию. Он будет хвастаться Белоку о том, сколько материала он собрал, и купаться в ее похвале. Имо очень разочарован таким поведением, но время – деньги, поэтому им пора уходить.